Я прошу вас перезадать их, если вдруг пропустил их. Просто повторите свой вопрос обратно, и я отвечу на него обязательно. Вот. Я надеюсь, что ингкистинец, я ответил на твой вопрос. Ты вроде бы ингуш, вроде бы достоин. Думаю, что почему у чеченцев J1 30%? В КФ и так далее. Ну вот ты, извини, ты для меня норвежец, потому что ты не имеешь мужества и достоинства написать своего имени или фамилии, ну или что-либо. Ты с пустой аватарки пишешь и говоришь, почему у чеченцев 30%. Во-первых, чеченцы и все население Чечни 30% даже не сдали ДНК. 10% чеченцев не сдало ДНК. Это раз. Во-вторых, являешься ли ты представителем моего народа? Если да, я тебе отвечу. Если вы любители говорить про ДНК, тогда скажи, почему закрыли ваш ДНК-проект? Что мне это один аварец? Ну, какой-то аварец тебе сказал, и что? Аварцу и лакцу я порекомендую одно. Прежде чем читать наши ДНК, подсчитывать, статистику делать. Во-первых, пускай проверит, которые ДНК, которые не сдают, и даже половину, даже 10-ю часть не сдали в Дагестане, раз. Во-вторых, прежде чем добраться до ДНК, пускай освободят ауховские дома, два, которые 30, сколько они там уже лет? Уже почти 40 лет, да? С 90-х годов принят закон, 30-40 лет они живут в домах мусульман, не принадлежавших им, и никогда не аварцам и лакцам, которые проживают в этих домах, нужно заботиться об этой проблеме. Думать, как им спится на кроватях и в домах и под крышей мусульман, которые до сих пор не могут вернуться к ним домой, а не считать чеченские ДНК. Вот что я порекомендую этому аварцу. Если это, конечно, аварец задал тебе. Аварцу не нужно считать чеченское ДНК. Чеченцы сами разберутся прекрасно. Мы умеем считать и умеем разбираться в ДНК. Я не знаю, кто ты. Вот. Но в данной ситуации мне один брат задает, вот у нас же нету проблем с аварцами совсем. Нет. Дело не в том, что есть проблемы с аварцами или нету проблемы. Есть проблема ауха. Если есть проблема ауха, надо решать вопрос. Пока существует аух, есть проблема. У них есть в ТГ группа Авар ДНК, они даже говорят, мол, у нас раньше язык был андо-дидойский и так далее. Но норнийцы есть не только на Западе, есть и на Востоке тоже. Вот. Так, запрос отправил, запрос принял и вышел. Ладно. Ну, я понял, что, по крайней мере, я запрос принял. Вы должны понять, что мы не отклоняем ничьих запросов. Я сказал, как ты думаешь, кто из кавказцев близкие к кланам? Что значит к кланам? Не понял вопроса. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Еще раз повторюсь, достойных братьев очень много. Мы никогда никого не делим. Достойный брат – это тот, который говорит правду и пытается искать рациональный выход из данной ситуации. Аллахом. К Аллахам относится Адам. О, Адам, машвахадела, ваша. Ты вообще потерялся. Он гудох, конкретно гудохом. Эфирева вахар варития. Эфирева вахар варитиш. Не знаю, запрос можете отправить. Если у вас есть вопросы, я принимаю всех, без разницы. Аллахом близкий кто? Новчий, Гала, Хири, Арчай, Балкар, Адхой. Ну, Черсей. Вот они близки. Был занят, брат, исправлюсь. Надеюсь, братан. А то без тебя совсем туго. Зажали нас враги со всех сторон. Вот. Что я хочу еще сказать? Задавайте вопросы, что я хочу. Вот я отвечу на ваши вопросы. Вопросов уйма. Да, и потом обязательно покажу вам наши новые приобретения. Те, кто поддерживает наш канал, думаю, будут рады увидеть наши новые приобретения.
До Чубарзоя в 2020 году тоже вроде находили наследие Алан. Вполне может быть. Даив говорит, что аланы вообще не относятся к Кавказу. Ну, Даиву большой привет. После последних ДНК наших раскопок, я думаю, Даиву просто-напросто, со всем его желанием обгадить всех блогеров с Кавказа и с России, у него произошел обломанза, так сказать. Обломидза. Почему? Потому что, ну, что ты с естественной наукой будешь говорить? ДНК показывает, и раскопки, артефакты показывают, что найден один из или царей, или великих вельможей, найден на территории Чечни, в самом сердце Чечни. Так что, боюсь, Даифу нужно убрать свое предвзятое отношение и смотреть не через призму, что все враги, все блогеры, исследователи – это сотрудники ФСБ. Мы тоже говорим, все, кто живет в Америке, это блогеры, это сотрудники ЦРУ. Ну, говорить это только себе имидж портить. Зачем балабольством заниматься? Башлам, жаль, что там не нашли нашу письменность. Ну, письменность найти вообще. Если бы найдено было вообще бы аланская письменность, это был бы вообще ажиотаж. А сейчас только зеленчукская есть, и все, больше нету. Так что, Ибраим, в Ютубе идет эфир? Задавайте вопросы. Так, сейчас. Мгм. Так, ну да, все Q относится к Аланам. В Бесланском могильнике нашли все захоронения, и они относятся все к чеченцам. Насколько я знаю, к Осетии ни один из них не относится. Гордлой, Мазархой, Энгной, Ишбатой, Шлоной, ну, все, кто относится к Ю, вот относятся тоже, получается, к аланским. Ну, вот гаплогруппа, по гаплогруппам. Так, это мы уже сказали, да. Задавайте вопросы, пока в Беслане в могильнике 2-5 века обнаружены предки чеченцев из Тейпа Шону и гаплогруппа Q. Вот. Дальше. J2, да плевать, брат, я даже никогда вживую не видел ни одного ингуша. Есть они или нет, дальше слов из ненависти никого никуда не пройдет. Их ненависть никуда не пройдет. Армянская письменность относится к Нохчи, нам, брат, ответь. Армянская письменность относится к Нохчи, нам, брат, ответь, пошла. Нет, армянская письменность не относится к нам. К нам относится письменность, уральская письменность, то есть мы можем многие слова из уральских записей прочитать, а армянская к нам никакого отношения не имеет. Черту вы массу схваченный Мади, у меня J2 80%. Поздравляю. Ассаламу алейкум. То, что наши в Чеченской республике нашли чеченское, сколько примерно тысяч лет этому захоронению? Ну, 1000 лет, не скажу. Ученые говорят, что 2-4 век нашей эры. Ну, вот вы прибавь. Сколько там прошло? 1700 лет прошло. Плюс-минус. 1600-1700 лет прошло этому захоронению. Ранний аланский период. Вот. Сразу принять вилат хойши. Принять вилат хойши. Куда меч принять ве. Сразу скажу, смотрите, все то, что было найдено в этом могильнике, все оно будет лежать в нашем музее, национальном музее, каждый может посмотреть. Никаких проблем нету. Их не увозят никуда. То, что увезут, это небольшая часть для реставрации. Это уздечка, если я не ошибаюсь. Вот, кажется, лошадиная вот эта уздечка.
пару вещей. Опять же, все зафиксировано, оно принадлежит Чеченской Республике и будет в нашем музее. Второе. То, что вот эти рассказывали, что раньше вот с Киевской находили, там увезли в Ростов, в Москву, это неправда. Оно, его тоже вернули, возвратили. Наша вина в том, то, что мы мало ходим по музеям, мало фиксируем, мало смотрим. Мы больше смотрим интернет, слушаем сплетни да слухи. Там сказали, там шепнули, здесь сказали, там шепнули. Вот и так далее и тому подобное. Поэтому все, что было найдено на территории Чечни, по словам наших археологов, Султана Исаева, я с ним разговаривал, общался, он сказал, что все оно как было, так и остается на территории нашей Родины. Что бы ни было найдено. Так что поэтому прошу не выдумывать, не говорить, вывезут, отвезут, украдут, а все остальное это недостоверно. Вот. Еще. Дальше смотрим, какие вопросы. Брат, ответь на вопрос. Нахи с гаплогруппой J2 от одного предка, а с другими гаплогруппами Нахи, они могут считаться на войнах? Ну, еще раз повторюсь. Нету. Нахи это неологизм. Нет такого названия. Нет. Есть Нахчи. Что касается Нахчи, произвольно J1, потом идет J2. Как и L, произвольно L1, L2, L3. Q, Q1 и так далее и тому подобное. G, G1, G2. То есть там есть произвольная G или G и так далее. Все они составляют народообразующими гаплогруппами Нохчи народа, непосредственно нашего. Если есть там J1, J2, L3, Q, G2, это основные, самые большие. То есть 5 столпов, на котором стоит вся чеченская ДНК, грубо говоря. Больше всего J2, чуть меньше J1, чуть меньше L3, чуть меньше Q, чуть меньше G2. Вот так. Нет, это не говорит о том, что есть крайне редкий там Т, там, связывающий нас с викингами и так далее и тому подобное. Сейчас, альхамдулилля, мы в телеграм-группах с некоторыми братьями нашли зданий представителей нашего Нохчи народа по имени Мухаммад. И, иншаллах, мы скоро опубликуем бомбовый материал, очень хороший, великолепный материал, который, я надеюсь, документы, все научно обосновано. Это не про викингов, которые нашли в Шатое, этому подтверждение мы так и не нашли, так что не надо вот эти рассказы. И забудьте вот эти ненужные вещи. Это реальная история, это то, что потомки викингов рассказывают, откуда у них корни, как они отсюда ушли и какие у них священные животные. Вы будете очень удивлены, но хотя тот, кто проживает в скандинавских странах, Швеция, Норвегия, Дания, Денмарк, ну и так далее, про это тот, кто там живет, об этом, возможно, знает, а тот, кто не живет, думаю, будет очень удивлен. Это что они есть самое, что есть потомки викингов, Рагнара и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть очень много нового интересного. Наши европейские братья, иншаллах рахман, работают во благо своего Нохчи народа, Нохчи истории. Мы найдем очень много интересного. Что касается аланов, и аланских захоронений, то, что было найдено в Алханкалийском городище, ну, в основе своей вы все сами увидели. Если не ошибаюсь, там до 130, кажется, сказал Султан, наименование вещей, которые они нашли. Еще раз повторюсь, те кольца, которые засыпаны в ведро, вы вытащили там закутанные ткани, это не относится к тому видео, которое было найдено в Кургане. Это совсем другое. Это наш брат из Австрии на границе с Италией и Словенией нашел вот этот клад, где 201 штука, больше золота, чуть меньше меди, нашел этот клад, и как бы остальное, вы, думаю, уже видели, там, знак Мерседес и все остальное. Это два разных видео, но несмотря на это, многие пишут, о, какой там богатый аланский царь нашел там перстни и так далее, там у него столько перстней. Нет, это не относится. Я так получилось, что специально скомпоновал, закинул, в надежде посмотреть, кто отреагирует, кто увидит, кто поймет. Но, к сожалению, об этом поняли редкость. Там 2-3 человека задали этот вопрос и получили ответ. Потом я уже непосредственно закинул очередное видео, где показывал, что это к этому не имеет отношения. И дал понять людям, что порой люди просто смотрят видео и не читают, что написано снизу.
Вообще не читаю. От этого больше проблем. Вот вы просто посмотрели видео, вы думаете, все, что в этом видео правда, а описание, ну, прочтите описание, там всего лишь там строчек 10-15, и ничего тут такого плохого нет. Так что вот так. Башлам, прокомментируй, если можешь, ситуацию с этими остроевскими чеченцами, которые с Хабибом. Прокомментирую обязательно. Прокомментирую данное. Конечно, по моим словам, парень сначала сказал, что он чеченец, потом уже пошли разговоры. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва Мобила баракатух. наукалоян. No балояс, весело. Вай чувахкуй собрату, короче, вай нагу из-за врач генетик волш. Германия одесса волшуй. Вай, иншаллах, любой вопрос по генетическим дола задать точно, вай он поддержка, рук, иншаллах. Дерес кыл да духу ахваль. Сатре Чувай, проблем. Мураду, со юриста у, с Германия, аша у, машкару, да, мула. Пайда, Да, духу, духу иншаллах. ахваль. Тайпан минубараху, Мурат. Со тайпан шикру, брат. Чипрой, ай, Шаройский борзю, Шаройский борз. Нан, кило, ногчи кило. Да, шикру. Ну, иншаллах, ой, бусов, да, мула. Иншаллах, да, мула. Шибрах, лавой, да, мула. Шара дал диеш лутига. Синза юкера махка, ваша бях мула. Он даст юквахка. Синз хакайкна, короче, ой, брат, tuhar ларс боша. Хара, нана, галгаю, да, ногчу, как раз и вот именно вот этот вопрос, который связан с войнахской долгумду, алхамдулилlah, ой, брат, укуза, и вопрос сможем, Да, проблема. надеюсь, решить. Так, да, я heute асукунер. Инсер чуала, охчу уйти, мечаути вона. Так, брат, савурдиела, чуахкер, чуалшунсо. Я думаю, что интересный разговор у нас получится именно по связанной с генетикой, да, вот по вопросам генетики. Он здесь учился, относится как бы элитный, это университет, клиника здесь, гуман генетику, он там вот учится, работает дальше, форшунг, проект, изучать, что именно гуман генетик. И он очень как бы интересно рассказывает. Он ознакомлен с чеченскими и вообще с ингушскими ДНК проектами? Ну, он в общем ознакомлен с людьми именно по эстетике, как человек выглядит, как он как бы, откуда, куда как бы, ну и что, и вопрос, что... Да, мне как раз я бы ему задал пару вопросов касаемо, здесь у нас недавно была дискуссия по поводу, у кого более верные генетические данные, в Европе или в Америке. То есть есть некоторая критика, критично очень относится к европейским генетическим данным, мол, якобы, что они очень размазаны и недостоверны. И более американские, что является более правдоподобны. Поэтому мне бы, конечно, хотелось задать ему вопрос про генетическую базу, которая есть в Европе. И это будет интересно. Запрос Хаячанева принять и решу. Не, он здесь еще не зашел. Я ему звонил, как только я увидел твой эфир, я ему сразу позвонил, мы с ним договорились, я как раз помолился и ждал, пока он зайдет. Видимо, да, ногчу барятся. Да, ногчу. Ну, ой, ногчу. Он же не попросит меня завтра, не позвонит и не скажет удалить эфир. Сон якобы проблем с халалом. Ребят, мы взрослые люди в этом вопросе. Ой, да, мол, мы будем говорить правду, как бы, а как вообще в Европе относятся к генетике, Мурат? Брат, в Европе к нам относятся очень хорошо, на самом деле. У меня никогда не было проблемы. Бывает такое, что, допустим, когда как бы параллельно ты живешь, да, в своем каком-то мире, то, безусловно, как бы людям, которые здесь живут, не хочется, чтобы мы там жили в своем каком-то мире, да? Да. Езжай туда, к себе там в аул и живи там. Ну, как везде, да, даже как в Москве. Со своим уставом не ходи в чужую церковь, как говорится. Да, совершенно верно. И мы, как бы, у меня родители учили так, что я вот приехал здесь в гостях, нужно себя вести, как в гостях, да, и никогда, в принципе, не было такого отношения свинского, как бы, да, к нам очень с большим даже уважением всегда относились, да, особенно немцы,
которые знают и чтят свои традиции, обычаи, они очень хорошо к нам относятся, да, то есть они То есть знают... к культурным ценностям они относятся хорошо, не пытаются Конечно, их да. изменить, да? Ну, то, что вот именно вот вопрос, связанный с исламом, как бы, да, вот это, то есть... Нет, религиозную основу мы не будем затрагивать, я имею в виду у них, я имею непосредственно... в виду, они как бы к этому немножко такие скептически относятся, да, то есть Мгм. они как бы... я думаю, что это вопрос вообще К связан... исламу или к исламизму? К исламизму, сказал Вот, бы, да. Вот, поэтому... правильно как бы, да. Вот это ты правильно как бы. Сейчас, подожди, мне его нужно завести куда-то. Да, У меня проблем нет, пропал. Мурад. Если Арвел, хакайка, проблем Давай нет. я Любое сейчас время позвоню запрос. ему, Да, и да, я любое зайду. время запрос отправь, я Все, приму, брат, давай. хорошо? Да. Все, давай, это будет. Так, так, вопросы. Где мы остановились, Бахсавиза? Да, так, пока. Ибраим, Вистхуш, вас Ибраим, YouTube эфир идет, не идет, что там есть? Так, по последним, ладно, потом, за то, что нам показали, ваша поддержка, то, что вы поддержали, мы приобрели некоторые книги, очень важные для нас, для нашей работы. Но и точно так же я хочу с вами показать вам великолепную книгу. И еще раз убеждаюсь в том, теперь мне осталась еще одна книга. Это вот такая книга «Этический кодекс», чтобы вы видели. Это этический кодекс карачаевско-балкарского народа, аланского народа, вот подчеркнуто, чтобы вы видели. Чтобы было понятно, я пробежался по нему. Очень много совпадений с нашим этическим кодексом Кодхала. Вот карачаевский-балкарский народ, как указывал наш ныне покойный Далдей Хизриев Хаджи Ахмедович, нисколько я не сомневался и не сомневаюсь, теперь я больше нахожу подтверждение того, что и карачаевцы, и балкарцы не являются ни тюрками, они являются автохтонным народом Кавказа. Это мое личное мнение и мнение многих ученых. Под воздействием нашествия Тамерлана и тюркских племен различных, они утеряли свой родной язык. Но они воистину являются частью и аланского государства, являются исконным автохтонным народом, но, к сожалению, утерявший свой язык. Огромная благодарность нашим братьям и сестрам карачаевцам, которые смотрят наш эфир, прислали данное произведение, о нем мы обязательно поговорим. Теперь мне осталось достать этический кодекс наших братьев-адыгейцев, Хабзе, конечно, Адыга Хабзе называется. Надеюсь, что его мы скоро тоже достанем и получим. Так, доктор принять. И вот принять. Вроде принял обоих. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум салам. Так, вот наш брат Ларс. Вы еще любой вопрос задать, еще брат. Еще уже чисто на уровне как бы образования. Хамел дерду кола, молодой. Ларс, слышно, да? Да, я слышу хорошо, да. Ларс, ты говоришь только на русском языке или обладаешь все-таки нашим родным? Не, нokçuma, хаос, nokçuma. Да, духвахи. И конзалгиш, сасан конзалгиш, хейрсон, цадик дос. Ладно, Ларс, марш вугыла в эфире. Мокун, брат, ногчи, английский, немецкий, русский, короче. Ну, это вот, как бы это ни звучало, в Германии может это звучать как-то некрасиво, но здесь мы знаем прекрасно и к радости вот отношение вот именно нашего чеченского народа, Нохчим Адамдуй, у них очень хорошее, они очень хорошо изучают языки. И могут получить, когда начинают изучать языки, овладевают ими, они великолепно, то есть чистейшим образом. Я приводил одним из самых сложных и, насколько я знаю, диалектов в Германии является гессенский, мне так объяснили это, по крайней мере, что самый сложный диалект это гессенский. И наши молодые чеченцы, то есть
Вполне возможно. Может, это ваша Вайгергер Халатерлойза, которые в 5-6 классе получили золотые медали по немецкому языку, познали чище их, лучше их немецкий язык не знал никто. Это я к тому, что вот может генетика, может потому, что мы реально потомки нашего великого пророка Ноха, алейхиссалам. Из-за этого, может, этот дар нам передался. Ну да ладно, оставим область истории и, как говорится, данные, и этические данные, то есть базы генетиков, которые есть в Европе и в Америке, что наиболее достоверные, наиболее верные являются американскими. Вот здесь такая молва идет. Какова ситуация в Европе? Что говорят европейцы? Вообще генетическая база или генетическая школа? Где лучше? В Европе считается или в Америке? Что у вас говорят об этом? Россия не в счет, но это понятное дело. Тут это уже... Честно сказать, я не считаю, что Россия не в счет. На самом деле у русских очень... Не, знаешь, Ларс, я перебил тебя минуточку, да? Я почему говорю? Потому что в Европе намного раньше приняли генетическую базу, то есть изучение генетики. В России это называлось лженаукой. Очень долго, еще во времена Сталина, поэтому я говорю. Только поэтому говорю, а так, конечно. Ну, немецкая генетика, она на самом деле очень сильная. То есть вся база, которая еще из Третьего Рейха идет, как бы, да, такая темная очень история. И на самом деле законы у нас очень жесткие. Вот я как практикующий врач-генетик в университете, я работаю в Германии. На самом деле очень такие строгие законы. Массив закон Дулцига. Если даже простое тестирование тебя, допустим, на какие-то заболевания, я занимаюсь заболеваниями, то есть рак, неврологические заболевания, там еще какие-нибудь. То есть по предотвращению ты имеешь в виду заранее предотвратить генетические болезни, правильно? Нет. Или же изучение непосредственно? Это, допустим, вот как пример, у женщины 2 сестер имеют рак груди, к примеру, в молодом возрасте. Она приходит ко мне, чтобы я провел диагностику и посмотрел, есть ли у нее определенные мутации, которые как бы... вот у меня сейчас русский язык уже не это самое заэтывается. Ну, в принципе, детерминирование, если у нее генетическая база, чтобы у нее этот рак тоже проявился, то есть вероятности, повышаются ли вероятности. Если у нее вот эта вероятность есть такие очень хорошо изученные, к примеру, BRCA1 и BRCA2, как пример. Если они у нее есть, то вероятность того, что у нее появится рак, он очень высокий. И можно обдумать уже хирургически заранее как бы действовать и вырезать, мастектомия называется. Я понял, Ларс. Ладно, Ларс, давай сделаем так. Я боюсь, что я-то эти вещи прекрасно понимаю, поскольку сталкивался с онкологией именно с этим направлением, но боюсь, что у нас немножко другая ситуация. Мне нужны основы вот ДНК. Вот ты же знаком с основным базисом. Вот меня интересует, если вот у нас есть некоторые люди, которые чрезмерно гордятся, что у нас вот в основе чеченский народ это 5 столпов. То есть первое это J1, J2, Q1, L3 и G2. Вот эти 5 основных самых большие ветки, которые есть в чеченском народе. Но у нас есть такие люди, которые начинают уже чересчур баловаться, я бы сказал, даже идеей Третьего Рейха, и начинают говорить о чистоте крови, и говорят, нас вот 88% J2. А вот среди вас это 50, 60%, 40%. Скажи мне, чем чревато дальнейшее для развития этого народа, если все будут одной гаплогруппы? Чем это чревато? Ты можешь сказать с точки зрения это генетики? Инбридинг называется. Если ты имеешь в виду, если ты выводишь эту линию, биологически есть инбридинг, аутбридинг. Инбридинг это когда вот, допустим, у нас эти браки запрещены, когда близкородственные. Когда идет вот этот инбридинг и слишком одинаковые, так сказать, ну, близкие по родству, по крови, скрещиваешь ты как бы даже тех же кроликов, далеко ходить не надо, то это приводит к тому, что из-за того, что у родителей гены, которые, как бы получается, что заболевания, которые бы не вышли, есть только, вот у нас половина от отца, половина от матери, но получается, если они очень близкие, то заболевания, которые бы не вышли, они как бы выходят. То есть получается, что вероятность большого количества заболеваний он сильно растет.
У меня таких А, пациентов много и из слушай, а на арабских психологию стран. влияет это? Почему я говорю? Я неспроста говорю, здесь есть научные данные некоторых российских ученых, они говорят, когда все время одно и то же ДНК бодяжит, то есть, как мы говорим с тобой, да, ну, не будем называть это инцестом, но и все-таки, когда одно и то же, что рождаемость этих детей с умственно отсталыми и различными заболеваниями, Конечно. высокий риск. Вероятности, конечно, растут. Вероятности, Мгм. естественно, растут при Мгм. имбридинге. Но есть, опять-таки, Молдухаева, на самом А деле... как вот эти же, вся- а как же, Ларс, голубая кровь, чистая раса и все остальное? Как к этому Ну, это отнести? тут на самом деле такой момент, это считается крайне таким жестким моветоном в научной сфере, Мгм. академической, среди генетиков, врачей. Вот Мгм. этот весь вопрос исследования, назовем это антропологических групп, да, так Ага, сказать. Это вот эта вся сфера, она сильно табуизированная такая. Понимаете? То есть ага. То есть открыто закрытая. изучать... Закрытая или запрещенная? Закрытая. Ну, ну, Да, как сказать, закрыто для запрета доступа. такого официального нет, но Мгм. тебе просто ни гранта не дадут на этих исследованиях, да и с карьерой у тебя будут проблемы. То есть Ну, никто об этом не А, говорит это вообще. попахивает немножко нацизмом, я правильно понял? это Расизм. попахивает расизмом. Расизмом даже, да, верно, верно. А что касается... ладно, Ларс, я Мгм. понял ответ на твой вопрос, ответ твой точнее. А Тем более что у нас в касается Германии, можно я два слова? Вот у нас в Да. Германии, тем более, как я тебе сказал, база очень мощная, сама Мгм. база. Мы можем делать огромные вещи, которые нам просто по законам запрещены. Просто тебя лишат как врача лицензии или еще какие-то проблемы. Вот, допустим, есть преимплантационная диагностика. Слышал Мгм. ты такое? Да, слышал. Вот Слышать можно, слышал, но допустим, понятия не имею. Слышать слышал термин сам. смотри, если в двух словах мы берем 5-6 эмбрионов, и прежде чем имплантировать в женщину, да, допустим, Мгм. после ИКСИ или после оплодотворения, да, так в Ага. ИКСИ, в чашке пены, после этого как бы мы, допустим, производим 5-6 эмбрионов, и мы можем генетически посмотреть, с вопросом определенных заболеваний, если у родителей они есть, мы можем их, так сказать, исключить, да, и можем Это я взять слышал. эмбрион Да, я это здоровый, слышал. да, и Слышал. можем имплантировать в женщину уже, получается, без вот этого заболевания, да, эмбрион здорового. Мгм. Но, допустим, у нас в Германии, прежде чем это сделать, есть целая комиссия по этике. Это Мгм. стоит где-то с 10 до 20 тысяч евро. И Мгм. таких центров в Германии несколько десятков только, по всей Германии. То Мгм. есть вот к этим вопросам Мгм. есть такой закон, защита эмбрионов называется в Германии. Мгм. Эмбрион Шутцгезетz. То есть Мгм. это очень так вот регулируется сильно. Но теоретически, возможности большие. Просто нас сжимают, как бы нас Ага. доктор. Ограничений, да? Да, Вопрос да. другой теперь, Ларс. Это понятно. Об этом, кстати, о том, что можно заранее предотвратить заболевание, то есть ребенку, и даже придать некоторые навыки, тоже вроде бы я смотрел, не знаю, насколько это достоверно. То есть, Навыками сложнее. Ну, я навыками слышал об сложнее. этом, читал об этом. Пол можно выбрать, допустим. Да, я хотел спросить о другом. Что касается генеалогического древа и биг-тестов, такие Мгм. тесты очень известны в Германии, ими занимаются или ими интересуются, но чтобы посмотреть там древо свое генеалогическое. Вот честно сказать, я как врач занимаюсь заболеваниями. Вот не Мгм, буду врать, именно популяционной генетикой, бог шлига популяционной генетикой, я этим не мгм, занимался. Но, насколько мне известно, естественно, в США большие базы данных, потому что бог популяционная генетика это работа, по сути, статистическая. Видите? Это как бы только цифры, я понял, Только понял. цифры, это да. идет вопрос статистический, причем Мгм, какое-нибудь небольшое село или небольшая такая группа людей, они могут совершенно выпадать из этой статистики. Видите? ага, То есть точность на уровне, допустим, маленьких количеств людей, если мы берем, эта точность, она будет уже не точна. мгм, И мгм, вообще к популяционной генетике, да, вот если честно говорить, опять-таки я ей не занимался, но есть вопросы.
На самом деле, к Я этому как-то... читал об этом, мы это много обсуждали и говорили, потому что, вроде бы, если я не ошибаюсь, я читал научные труды, если не ошибаюсь, National Geographic, кажется, если я не, или то ли немецкое какое-то, Building, кажется, было написано, что одна женщина сдала ДНК-тесты в 3, она англичанка, сдала 3 европейских центра, вот этой популистической, как ты говоришь, Вот, ДНК-тесты, и выдает и каждый они раз. все показали абсолютно разную, вообще недостоверную информацию. То есть Вот она ставила под сомнение вообще всю вот эту базу, которая занимается вот этой это популистической, или как бизнес, это миллиарды. да, именно. Но американцы, видать, над этим хорошо работают. Ну, сейчас Ларс, почему я задаю эти вопросы, в принципе, хотя есть наиболее, вроде бы, проблемные там с онкологией, с другими предотвращением, вроде бы глобальные проблемы, но на уровне истории, вот, этнографии, истории для наших народов, твоей родины, малой родины, да, точнее, большой родины, здесь возникает большая проблема. Почему? Потому что здесь это уже возвысили на ранг, то есть начали, история переплетается с генетикой, то есть генетика разоблачила многие мифы, то есть что касается тейпов, там были некоторые расхождения, вот эти там появились от евреев, вот эти появились от сюли, вот эти появились, ну, сюли, дагестанцы, вот эти появились от турков. ДНК, биг-тесты, эти многие вещи развели, по крайней мере, в понимании местных здесь нашей. Но уже когда начали играть, вот заигрывать с играми Адольфа Гитлера, то есть начали говорить о чистокровности. То есть здесь получается, что люди, хоть и не сдали все, там, население, грубо говоря, там, я не знаю, ну, пускай будет 500-600 тысяч, из них сдали, ну, грубо говоря, там, да, человек, может, 500. У них вылезло там 80-88%. Среди чеченцев 1,5 миллиона, ну, 1 650 000. Сдали и того меньше, но у них вылезли разные гаплогруппы. И теперь кечиться и говорить, вот мы чистокровные, вы полукровки, вы появились от тюрков, вы появились от нагайцев, кумыков. Вот это оскорбление, оно переходит на личности. И, конечно же, при подаче истории это все, это развязывается, возникает некие сумбуры и проблемы. Я поэтому непосредственно... Баслам, смотри, Ларс, объясни ему, пожалуйста, вот именно связанное с расой, да, вот это, в принципе, видно по лицу. Да, это все, ну, как бы, кто, откуда это видно, да, то есть, Ларс, объясни, изам ваша, я это хаза, я, хоть у меня не естественная наука, в отличие от Ларса, у меня историческое образование, точнее, гуманитарная наука, да, музей гуманитарий. Несмотря на это, у нас была этнология. И там четко дает понять, по крайней мере, когда я учился, было 3 расы. Монголоидная, европеоидная и непосредственно негроидная. 3 расы было. Сейчас там еще появились какие-то, они взяли австрало и европейскую, 4-ю какую-то сейчас добавили, но не суть. Еще и красная есть. Да, они сейчас уже добавили. В то время было... Классификации. С 3 до 16 некоторые даже антропологи считают. Ну, это зависит от когда я учился, было всего лишь 3. И, конечно же, было понятно, как. И с точки зрения нашей религии, Мурада Шуюха, с точки зрения нашей религии, у пророка Ноя, алейхиссалам, от которого мы себя в дальнейшем считаем народом Ноя, Нохчи, было 3 сына. Хам, Сим и Иафет. От Иафета пошла кавказианская раса. Поэтому в Европе и в Америке называют Кавказ, то есть не как советские ученые называют нас там европеоидная раса, они называют кавказианская раса. Вторая от Сима пошла семитская, то есть семиты пошли, арабы, негры. И от Хама пошли хамикиты, то есть, ну, все не в оскорбление. Поэтому я немножко нет-нет про это знаю, так что не думайте, что если мы дома ничего совсем не знаем. Пару ремарок к этому. Свой брат Элок дарит по поводу разных вот групп. Я сейчас... Наш очень красиво это объясняет, просто доходит. Все понял. Я, может, скажу сейчас такую некую непопулярную вещь. Но вот как по мне, в принципе, смотри, моя кафедра, вот мой институт, он назывался раньше антропологией и медицинской генетики. Не имени Блюменбаха.
Но Блюменбах на самом деле не был. Это же было, это какой это, 17-18 19 век, век? 19 19, век. да? Но это Да. было давно, это было до национал-социалистов, на самом деле. Но зато Давно. Гитлер его очень любил и уважал за это, кстати. Но у него была большая коллекция черепов у Да, Йоханна Блюменбаха. Да. У него была большая коллекция черепов. Он занимался вообще в Грузии, он работал антропологом. Да. И он служил его величеству царю, по-моему, еще и Да. в этом. Но в то время немцы многие служили в царских. Он в Но там и Петербурге династия, работал. сами цари были немцами, так что тут ничего удивительного нет. Да. И тут получается, что я хочу сказать. Вот шун саточный гумди заха Адам определять. Да, и вот к чему я говорил, у нас называлась антропология и медицинская генетика. На самом деле это сейчас не принято, но в принципе, физическая антропология, она все равно остается самой, как по мне, если вот так вот исследовать группы, она точная. То есть ты можешь рассказывать все, что угодно, но анатомия, да, твоих костей, да, твоего черепа, вот, оно выдает себя достаточно точно и быстро. Так, уже интересно. Вот все, ты заинтриговал, то есть самое интересное начал и остановился. Подожди. Это уже, а как можно узнать? Нет, я понимаю. То есть не разрез глаз или череп. То есть ты хочешь сказать, конечно, это немножко попахивает Гитлером, ну да ладно. Я как юрист молчу, если вас вдруг посадят, буду вас вытаскивать. Хорошо. Ларс, ты объясни, то есть можно по строению костей или ты имеешь в виду не черепа именно, или же все-таки полного... После того, как мы умрем, по нашему скелету можно будет определить даже, к какой породе мы относились. Арабские ли мы, скакуны? Сейчас, нет, я сейчас имею в виду, сейчас узнать, пришлый или автохтонный народ, возможно, с точки зрения медицины вообще, генетиков? Ну, пришлый или автохтонный народ, этим же ведь больше занимаются языковые группы и так далее. То есть... Ну, не скажи, сейчас это почему-то начали заниматься только генетики. Почему? Потому что изначально, смотри, как получается. Но вот исходя из того, что вот я поэтому тебе говорю, это, конечно, вопрос может быть и медицинский, но он очень интересен с точки зрения истории. Сейчас здесь переплетаются сразу три науки, чтобы ты понимал. Здесь история, здесь лингвистика, здесь генетика. То есть только в совокупности вместе можно выйти к какому-то реальному, правильному подходу или к истине. Я поэтому говорю, то есть лингвистические данные сами по сути своей не дадут ничего. Почему? Потому что одни ученые там говорят, определяют нас Урарту, государство, которое было одно из первых государств во всем мире, на Ближнем Востоке зародилось. Другие данные, но когда ты берешь генетические данные, и вот эта карта генетическая, которая, опять же, с помощью, не знаю, достоверности американских ученых, которые говорят, вот эта гаплогруппа произошла, у нее корень вот здесь, вот эта гаплогруппа там. Допустим, возьмем ту же Q, которую мы сейчас обсуждаем, почему до твоего прихода мы обсуждали, здесь был найден могильник, один из 4 века аланского периода, раннеаланского периода. А аланы здесь очень сейчас оспариваемый народ, то есть царство великое, поскольку оно существовало 1400 лет, и все хотят себя как бы, вот, понимаешь, мы говорят, но... это, так сказать, да? Да, но найденный могильник в Беслане, в той же Северной Осетии, при ДНК-анализе показал, что у него Q1, а Q1, он показывает, что они чеченцы. То есть он показывает ДНК, именно чеченскую ДНК. Если материал качественный, останков, то можно, конечно, сверить, но там материал должен быть, я не знаю, там можно ли это протестировать в зависимости от материала. Но они сказали, зубы и ушная раковина, вроде они говорят, что самые наиболее правильно показывающие. Вот сейчас нашли, буквально 3-4 дня тому назад, если ты подписан на мой канал, можешь посмотреть, найдено захоронение 10 метров под землей, один из или аланских царей, или может у нас на родине, в Алханкале. Но вот у него остались только нижние конечности. Я разговаривал только что с археологом,
буквально до нашего эфира, я говорю, можно ли сдать ДНК-тест и проверить? Он говорит, нет, нельзя, потому что для того, чтобы взять ДНК-анализ, нужны, говорит, или ушная раковина, он сказал, что ли, или зубы, только по нему. А у него верхней части нету, полностью нету. Я говорю, а если отправить ноги или что-то, оставшиеся кости от ног, отправить в европейские ДНК генетикам, возможно ли узнать гаплогруппу и все остальное? Он почему-то сказал нет. То есть Ну, пока... в основном, чем мы занимаемся, это кровь, Ага. и это иногда Муншлаймхаут, Матчхалы, внутренняя щека, это то, что брать. да, вот это, да. Матчхалчур, ага. И иногда ткань, допустим, если при раке там биопсия есть ткань, то это тоже. Все. То есть в основном все равно это кровь у нас. Я понял. Ларс, скажи мне, есть вообще, ты слышал, где-нибудь, кто работает по кости, именно генетики по кости? Чтобы мой институт работал вот по кости, я такого, честно сказать, Ну вот не это я просто говорил, есть же заболевание, вот рак, саркома, кажется, оно называется, да? Рак костей. Ну, по костям, конечно, работаем. Есть такой диагноз остеогенезис имперфекта, к примеру. То, что у ребенка кости не развиваются так, как они должны развиваться. И они ломаются, они ломкие. Стеклянные кости еще его называют. Да, стеклянная болезнь, кажется, называется, да, когда... Да, они ломаются легко очень. Да. Тонкие кости. И, кстати, я слышал, что это заболевание возникает, кстати, как раз-таки, если ты с одной и той же кровью, то есть не бодяжишь, что очень часто выявляется эта болезнь, я тоже читал. Кстати, у немцев читал я это. Ну, то есть, если ты будешь все время не бодяжить одну и ту же гаплогруппу, ну, опять же... Но если сильно бодяжить, то тоже там вопросы возникают. Нет, там знаешь, как было сказано? Там, знаешь, как, Ларс, было сказано? Там они говорят, нежелательно межрасовые, нежелательно, то есть монголоидная раса, европейская, нежелательно. Они говорят, нет. Идеал это когда вот кавказян, то есть, допустим, немцы, французы, итальянцы, там, другие, имеется в виду именно между собой, то есть одной расы, кавказианской. Они говорят, что при этом случае, в этом случае говорят, что дети, ну, по крайней мере, это ваши ученые говорят, не наши, они говорят, что дети более выносливы к различным заболеваниям. Хотя там 23, здесь 23, кажется, хромосом, да, от матери и от отца, если я не ошибаюсь. По 23 же или 26, я путаюсь вечно. По 23. Вот, просто извини, я не медик, но все-таки нет вашей статьи читаю, поэтому говорил. Про это заболевание, когда я спрашивал, там... Просто-напросто здесь у нас в аудитории есть женщины, не хочу говорить об этом, но конкретно у нас возникали проблемы, мы начинали про генетику точно говорить, и у нас среди даже чеченцев возникают небольшие такие курьезные вопросы от рыжий, черный и блондин. То есть даже в этом плане, почему более светлые считаются чистокровными, более темные это считаются все-таки с шоколадом. Ты знаешь, немножко. А почему все вот народы Кавказа, вот если так послушать мифы, все практически были раньше двухметровыми голубоглазыми нордидами. Вот и вода, и бошник. Почему всем хочется ими быть? Вот в этом вопрос. Ну, хочется, не хочется. Сейчас этого, конечно, уже вообще мало. Хотя мне до 2 метров не хватает всего лишь 10 сантиметров, но все равно. Даже у меня не получается со своим ростом дотянуть до стандарта. Папаху ты одел. Ну если с папахой, то да, там 100% уже. Я честно сказать... Вот это хочется, вот интересно. Ну, извини, ты знаешь, здесь до сих пор очень много людей, которые любят Адика. Адик это Адольф Гитлер, чтобы ты понимал. Брат, ну, ты не заставишь людей никого измениться. Здесь вся проблема в чем? Почему? Потому что сейчас есть вопрос такой, не больше политический, так сказать. Как раз юрист на связи, вот видишь, он тоже в Германии. Да, вот, поэтому я говорю. Нашу речь. Да. Но я нахожусь, благо, не на территории Германии. Поэтому ваша юрисдикция здесь не сильно меня затрагивает. Ладно, Ларс, я хотел спросить другой вопрос. Знаешь, что я очень сильно удивляюсь? Вот там его практически все любят, а здесь его, я не знаю,
Я думал, что здесь тоже будут любить, если честно. А здесь Не, вообще... братан, ты вот, смотри, ты, Мурат, вот тут я с тобой поспорю. У меня достаточно друзей и родственников, которые ты, я так понимаю, вы оба живете в больших мегаполисах, правильно? Ну, я в Ну, Вене живу, это не Германия, большой. я в Ганновере живу. Ну вот, смотри, неважно, вы в больших городах живете, правильно? Я в Ну, маленьком. миллион населения здесь. Ну ладно. Плюс-минус, те, которых я знаю, они живут в основном там, где фермы, там, где маленькое поселение, понимаешь? А вот там вот, Есть. там есть чистейшие, которые, да, сейчас они очень, но немцы, по сути своей, очень большие педанты. Они законопослушный народ, понимаешь? И раз приняли закон, они сегодня, хочешь не хочешь, но если ты был бы там, грубо говоря, найдешь кого-нибудь, какого-нибудь друга, который прямо будет с тобой там 80 лет, который еще с тех пор, они тебе скажут: извини, братан, да, это был красавчик. Не, я про что говорю, почему? Это вопрос к Ларсу, я про Гитлера не просто так сказал. Я не говорю, что мы здесь все Гитлера. Нет, конечно, здесь никто, в принципе, не любит Гитлера. Но идея сама, его идея поддерживается среди Да. нашей, оно схоже и с нашими адатами. Я хочу тебе пояснить, в чем. У нас всегда числилось лучшим вот эта чистая кровь. То есть 7 отцов, 12 колен, там 13 колен, 20 колен, без Ну разницы. да, Чем больше схожи ты очень знаешь много, да. имени своего отца, ты знаешь, что... Идеологию имеешь в виду ты? Да, конечно. Да-да-да. То есть вот эта английская черта, вот эта чистота, голубая кровь, ну, когда разговаривают, говорят, то есть неважно, что это с точки зрения религии не так, с точки зрения медицины это не так, но в адатах оно всегда как бы считается вот стержнем нашей национальной идентичности. Вот Но это сейчас... инстинкт такой, свой-чужой. Есть биологическая такая вот... любой народ, любая Так, этническая группа, она имеет в себе такую прошивку биологическую, так. свой-чужой. При Мгм, боксе, при боях без правил, при мгм. военных конфликтах. Мы не выбираем часами, днями, за Да. кого быть. Да? У нас автоматически ты за своего. Все. Да, да. И вот этот Я это заметил, кстати, инстинкт, когда на боях участвуешь, начинаешь за да, своего ты за болеть. своего. Даже не зная, свой или нет, но потом, когда ты узнаешь, удивляешься, да? Это Да, очень на поэтому вот автомате. это есть такая прошивка у нас, свой-чужой. Мгм. И мы как А, бы обслуживаем эту прошивку, но это тоже биология. То есть есть такое Лас, у меня вот понятие. вопрос. Вот вообще в Европе как относятся, вот если ты, допустим, можешь вот долголетие наших вот твоих, моих предков, которые вот этого Мурада, тоже нашего брата, предки, которые жили в горах, в Шарое и так далее, и так далее. Вот то, что они были долгожителями 100 лет, 120 лет и так далее и тому подобное. А с точки зрения медицины вообще в Европе как-то это обсуждалось благодаря климату или горной местности или чему э, сейчас резко, Нет хотя в принципе я исследований почему, знаешь, знакомых. говорю, потому что сейчас, по сути своей, в Чеченской Республике нету заводов, как таковых, которые могли бы, ну, то же самое, что есть в Германии, да, много и различной промышленности, но из-за этого страдаете. Вот ты потерял волосы, Мурад еще пока не потерял волосы, ну и так далее и тому подобное. Я Это имею в у виду меня это генетическое климатически. тоже. Ты с У этим ничего не у поделаешь. нас сейчас фактически этого нету. Но и Мгм. все-таки уровень жизни снизился очень сильно. Вот по этому вопросу, вот то, что кавказцы раньше проживали долго, сейчас чуть меньше, есть что-нибудь об этом? Ну, с точки зрения генетики вообще имеется в виду. Вообще есть, конечно, этнические группы, которые живут дольше. То есть есть те, которые Ага, вот стареют об этом я и быстрее. говорю. Об этом я говорю. Допустим, та же Долгожители, да? Папуа-Новая Гвинея, да, вот Ага. папуасы, да, получается. Вот они Мгм. в 20 лет иногда выглядят как 35, то есть как 40 иногда. То есть у них вот это и кожа, и так далее, у них старение идет намного быстрее. Азиаты, допустим, да, им приписывают многим азиатам, что у них и кожа более долго остается такой гладкой и так Мгм. далее. То есть старение у нас происходит, конечно, по-разному. То есть у нас даже медикаменты, есть целое направление фармакология генетическая, ну, генетика фармакологии. Вот этот обмен
веществ, и фармакогенетика она разработает у нас по-разному. То есть препараты, которые, допустим, африканцам очень сильно нужные, те же для сердца, к примеру. Да? Вот это направление, то, что мы настолько разные, что даже препараты, сама химия работает иначе, это факты. То есть механизм действия препаратов, он как бы по-другому работает. От ферментов зависит многое, да. И вот некоторые ферменты, вот есть же азиаты, которые алкоголь не могут, допустим. Да, я слышу, да, есть и такие так далее. статьи, То есть вот это все, конечно, мы с одной стороны вроде одинаковые, но... Но они, Лорс, если я не ошибаюсь, они очень хорошо, допустим, переносят острую еду. Очень хорошо. То есть именно азиатские страны, вот все, которые едут, вот у них нету... заметил, да, их еда всегда на да, острой, да, и у них порог заболеваний с желудком, язва и гастрита, его нету. Хотя и еда у них намного сильнее и острее, чем у нас. И вроде бы они не в таком климатическом поясе живут, чтобы аж прямо там, я не знаю, нужно было как бы что-нибудь такое горячее. И несмотря на это, видать, Всевышний все-таки по климатическим как-то распределил это, что им одним дано, другим нет. У нас есть такое понятие психофизиология. У нас на самом деле вот то, что мы обсуждаем, да, психологию, оно же тоже связано с нашей психофизиологией, то есть с нашей центральной нервной системой. И все это тоже, конечно, вопрос крови. Хотя, опять-таки, это не совсем политкорректно, наверное, но есть такое. То есть вот мы такие, потому что... Ну, политкорректность у меня в эфире, она редко бывает, потому что мы здесь нет, нас все равно называют нацистами. Но хотя мы к нацизму не имеем никакого отношения, мы любим свою родину, свою историю. Лорс, огромная благодарность тебе за то, что ты пришел в эфир. Если у вас есть вопросы интересующие, Лорс, Милштайпанмо? Да, Милштайпанмо. Чинхой. Чинху, да, шейт кардина, шейт кардина, не мчемся карбан, белорг. Да, духуахуал, да, мокшмеш говорил, Мурат Молодец, что ты так работаешь, что ты стараешься. Да, лахто был, это было. И два глаза им камах дать. Мне это очень нравится, мне это импонирует. Лорс, поэтому я идея поддержать как бы, нам тоже это интересно. Лорс, слушайте, для меня важно, для меня очень важно, чтобы мы вот сейчас, для меня сегодня, хоть и речь шла в основе своей об истории, и у нас есть там по границам, по географии, это наша своя тема, но мне почему, когда Мурат сказал, когда вы пришли, мне приятно видеть, почему приятно? Потому что вот в лице вас я могу привести пример, показать, как достойные сыны нашего народа, один юристом, другой генетиком, работают и показывают наш народ с лучшей стороны. Я не говорю, что у нас нету изъянов, я не говорю, что у нас нету проблем, там нету ни пьющих, там ни наркоманов, это все есть. Но когда мы показываем пример, достойный пример, что наши люди работают в лучших местах, показывают себя хорошо, чтобы те люди нормальные, которые сегодня сидят днями, ночами в социальных сетях, осознавали, что параллельно с историей мы показываем, что историю сегодня создают именно такие люди, как вы, как мы. Почему? Потому что каждый на своем месте, если покажет лучше, будь то немец, швед, датчанин, без разницы, он скажет, это достойный человек, он вот этой этнической национальности, он не будет нас привязывать конкретно там, как это делают многие голливудские фильмы, там что ни посмотришь, каждый второй чеченец, у них то бандит, то террорист. Мало того, что в России этого показывали раньше, теперь перешли и на Голливуд. Просто мне приятно, чтобы показать вот достойные люди, и причем самое главное, что вы, извините за мой понебратское такое слово, шарите в нашей теме. Вы знаете, самое важное, что, да, я не знаю, есть ли у вас семьи, но наша цель объединить
ой, маргалёш, это история. Историю изучать, генетику изучать, этнографию изучать, Мичервелу, Мича Ашу, Шуламбу, Баую, Юртю, Щетейп нагляд. Тут не суть, здесь не нужно обязательно это связывать с крайней формой нацизма, который там, да, человека ненавистническая Нет, там вы позиция. это самое, Да, но просто если ну, мы Хайван, да, свою идентичность не будем поддерживать, я не хочу, чтобы мы растворились и стали, русишвай. Я думаю, вы понимаете, о чем я сказал, да? Нет, я почему говорю, да, мы граждане России, но я не хочу быть русским. Я хочу остаться гражданином России, но быть чеченцем. Понимаете? Вот о чем я говорю. Чтобы мы понимали отношения, что Россия это многонациональное государство, такое же, как Германия, как Франция. Здесь точно так же штуца, и как и везде наши, как говорится, культурные ценности. А вот эти культурные ценности, чтобы преподносить и чтобы делиться с вами, вы хоть иногда заходите, что вы знаете, или спрашивайте, заскакивайте. Это очень важно, чтобы мы видели люди, чтобы не было такого понимания, вот эти нацики, они болеют своей историей, что нацизм хельчан. Нет, валлахи, билай, талай. Я ко всем отношусь очень хорошо. Очень люблю сильно. Есть две нации из-за пределов России, которые я люблю. Это немцы и японцы, как ни странно. Хотя ни с теми, ни с другими меня ничего не связывает, но так получилось, потому что я по истории сужу, чтобы вы понимали. И тот, и этот народ, это два народа, которые не боятся ничего, по сути. Да, они сейчас в плачевной ситуации, но вот это возрождение, экономическое чудо у немцев, у японцев. Военная мощь, опять же, у немцев, у японцев. Вот это, многие вещи, этический кодекс, японские, самурайские, и так далее и тому подобное. Очень много вещей, которые, тот, кто знает древнюю историю Германии, тот, кто знает древнюю историю Японии, это интересно мне как с точки зрения истории. Это интересно. А с другой стороны, я отношусь ко всем хорошо. Главное, я говорю только об одном. Нас не трогайте, чтобы мы симметрично не отвечали. Буду трогать, будем отвечать. А вопрос, Честно. Да. Как ты считаешь, Цахун Тилла, немцу хорошо относишься, Бог я. Допустим, возьмем немцев, шведов, норвежцев, германских, что? В войнах что понимали, смотри. Да, я смотри, как раз мы этот вопрос до твоего прихода обсуждали, Лас. Смотри, есть новшество, называется неологизм, то есть введенное недавно неким евреем и Мальсаговым, другим ученым. Они изменили исконное наше название, которое было в древности, назывались Нахчи, через Нахчи. Не Нохчи, Нохчи это сейчас литературный, более поздний, а в древности с 7 века, как минимум, то, что мы нашли, 7-13 век, это есть в армянских, грузинских источниках, через это наше самоназвание. Если ты хочешь называться более свежим названием, ты можешь сказать чеченец, ты можешь сказать войнах, ничего такого нету. Но если ты хочешь как правильно говорить древнее наше название, это Нахчи. Так что выбирай сам, что ты назовешь. Мне без разницы. Привычно просто Нохчи, Алдусон. Вот так, Нохчи, Нохчи, да? Допустим, в горах или вообще как мы расселены, Нохчи модели, культура, шведские, вообще в целом германские, если младенцев, мы, допустим, удочерить беш, усыновить беш, допустим. Сейчас я просто гипотетически говорю. Это очень интересно. Мы моделируем ситуацию, я понял, дальше. Допустим, тех же норвежских, шведских, германских детей, да? Вейдуэл полностью делятся, и вообще хабинч дуэнса халки бурбой. Иш халкич. Иш нохчи лорш буя бац. Отвечу. Если, смотри, Сай, есть институт, есть адаты. Мы до принятия ислама жили по адатам. Адаты, которые шли 1000 лет. Это неписанные законы нашего народа. И там говорится как? Если
по сегодняшним последним данным, если у него 4 похоронены здесь, 4 колена, это 100 лет, чтобы ты понимал. Если отец чеченец, а мать шведка, норвежская, датчанка, без разницы, их ребенок, он автоматически научился. Если ты говоришь про усыновление, Усыновление, удочерение. удочерение, 7 колен, это получается 175 лет. По датам было так. После этого они имели право говорить, голосовать и говорить свое слово. Понимаешь? Это одно правило. Это одно правило. Второе правило говорит о чем? Если же институт, как его называют этнографы, Стубинош, если ты из Тайпачинхо, и ты говоришь, сегодня, масала, у тебя нету детей, ты не можешь иметь, Всевышний не дал тебе детей. Примерно бас, пускай это буду я. Если я усыновил ребенка, и я становлюсь гарантом, и мой тейп, остальные все, само собой, дают разрешение на это, полностью за него отвечает мой тейп, и он становится представителем нашего народа. Понимаешь? Если говорить о генетике, тут немножко, конечно, сложно. Поясню тебе почему. Генетика это все-таки сейчас нововведение для нашего понимания. Если говорить по датам было так. Я поясню, почему я говорю. Во времена шейха Мансура, первого имама Кавказа, у Шурмы, большое количество мухаджиров переселилось из Адыгеи сюда, в Чечню. Они полностью растворились среди нас. Никто их не попрекает и не говорит, вы пришлые. Грубо говоря, да? Адыгейцы. Именно адыгейцы. Черкесы, адыгейцы, кабардинцы, это все они называются адыгей. У них, это просто их разделили. Это как баварцы, гамбургцы и так далее, и тому подобное, чтобы было понятно. Такое же количество, допустим, смотри, есть, которые пришли тюркоязычные. Это кумыки, тюркоязычные, это нагайцы. Хотя они на этих землях, на наших землях, на нашей государственной, так сказать, на нашем государственном образовании проживают, они не стали чеченцами. Хоть и прошло 300-400 лет. Они не влились и не стали нами единым целым. Да, нога там, да, азиаты не могут стать чеченцами. Не, я тебе поясню другое. Нет, да, нога, не без этого бывает, конечно. Но азиат, да, примерно, если удочерить ее, и это примерно, это относится к ним тоже. Но проблема в чем? Если ты усыновишь, у нас есть очень плохая, мы говорим о хороших чертах, есть очень плохая черта. Усыновишь монгола, азиата, нигера, негра, афроамериканца, считай, что это табу на всю жизнь. То есть ты умрешь, а при тебе никто не скажет твоему ребенку ничего. А вот в дальнейшем, да, если, конечно же, если там, извини меня, от тебя ничем не отличить, там, Амабахар, настоящие шведы, датчане, немцы, они редко отличаемы, допустим, грубо говоря, да, поскольку мы и есть, на самом деле. Это все-таки это туда идет в расу все равно, порода. Да, в основе своей, да, но это, конечно, есть те, кому нравятся мулаточки, кому-то азиаточки, тут как сказать, кому как. Но здесь просто... Тебя точно здесь посадят. Бомбить, короче, да, здесь... Извините, Хуза, просто у нас не сильно любят вот это размешивание темы, вот это не сильно любят. Но опять же, я повторюсь, очень есть случаи, когда есть некоторые моменты, связанные с болезнью, генетической болезнью, когда не может иметь детей. В основе своей у нас как решает этот вопрос? Если семья, брат
4-5 братьев, или щичуя бош была, у него Усыновляет, многодетный, например. он ребенка отдает, вы знаете, да, эту тему? Если вариант дела, вариант яца, ну, цана да юакки са юакки белхи, щедуаттах чуну хапуну оле, хаварой халки ваш метик шу. Ну, это опять же в процентном соотношении, это единицы. Главное есть, что бы я бы порекомендовал, не бери ни черного, ни узкими глазами. Может, проблемы не будет, может, профартит. Но, опять же, сегодня очень сильно в Чечне эта тема развита. Имеется в виду ДНК-тесты. Вот это, То есть, конечно... если эта девочка в 18 лет, когда ей станет, допустим, да, уже и в бейра, в школе халхи инхельче. Нет, у девочки проблем не будет. За это... И Ларс, поверь мне, Ларс, я тебе скажу одно. Даю тебе голову на отсечение. Если будет девочка, у нее не будет никогда никаких проблем. Запомни это. Тем более, если она будет там красивой внешностью. Никогда не будет. Потому что мы очень... На эту тему мы очень слабы. Видите? Поэтому девочки проблемы не будет. Почему у нас не матриархат? У нас патриархальное общество. А патриархальное общество непосредственно здесь зависит от отца. Да, ногчихин чани кузбе дац. Имеется в виду, да, ногчихин юшу. Обязательно. Хада мину маслахин сачин ховы, хада. Мать не важно кто. Она может быть и якуткой, без разницы. Но хада ногчихин юшу. Он ача, хоч ин хову, хаюртю, халамбу, хабавую. Мне тебе сказать нечего. Что я могу тебе сказать? Ходок тайпадо, что цен ногчеву. Что мне не интересно. Шикро. Ламбу, баую, юртю, мне не интересно, что соведу, мы одна каша, как говорится. Но когда у тебя возникает... Тайпан, Милу. Эксбату. Ну, кстати, и когда начинают говорить именно из последнее время, почему я говорю, здесь есть некоторые, у нас есть некоторые тайпы, которые не разрешают за других уходить, и брать чужих не разрешают. Только между собой. Только моногамный оля, моногенный олцара. Вот они, вот ты хоть им объясняй, не объясняй, что это опасно, что это у вас могут быть проблемы физические, психологические. Ну, они не слушают. Вот они религиозно настроены на этом, все. Мы не бодяжим кровь, у нас чистая кровь, мы хотим только так и никак иначе. Поэтому, то есть у нас все-таки 1 600 000 здесь, за пределами, в Европе где-то 500 000. И все это, конечно, и дает, может быть, чуть-чуть свободы, но в основе своей спузах. Вроде бы, вот сейчас с Хабибом ситуация была. Все знают чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова. Я очень скептически к этому относился, когда ему говорили, что у него чеченские корни. Но опять же, благодаря... Момент был, да. Смотри, Лас, это очень интересный момент, я почему поясню. Я говорил, нет, я не допускал. Я говорю, нет, сюли уй, значит, все, это все. Не в плобло. Нет, ни в коем случае. Не верил, то есть. Ну, получилось так. У нас же, опять же, генетика есть, плюс-минус. А генетика, она не столько показывает национальность, показывает твоего отца, кто твой отец. Ну, да, приходит старейшина на открытии Шароевского мечети Хакмадой, старец, белобородый, чистой арийской внешности. И когда начинает говорить о переселении их, оказывается, слушай. Хабиб Шихароу. Хакмаду. Шаройский укай, короче. Рассказывает его отец. Да, Удер. Рассказывает он. 300 лет тому назад он точно географию рассказывает. Слушай, из-за кровной мести в Шарое они переезжают в Сельды. Из Сельды они переезжают дальше. Сейчас он называется, как его там, отца его звали. Ну, не факт, в честь него сейчас им переименовали. Абдул-Манап. Манап-Кала называется сейчас. Раньше он Киров называется. Из Сельды они переселились туда. Но этот старейшин Сюнь Дэшичу, он рассказывает, что он Хакмадой Дубавца.
Ну что, Но одно слово, если бы он это сказал. Сам Хабиб ДНК-тест не сдавал. Если сдавал, не говорит об этом. Но его двоюродный брат, родной отца его сын, сдал ДНК, и у него показывают чисто чеченский корень из степа Шарвай, из Тухума Шарвай, из степа Хакмадвай. И получилось так, что я, который говорю нет-нет, но по генетике показывают, что у него чисто чеченские корни, что он происхождением отсюда. Стало быть, он чеченец. Да, но в чему? Но он сам он не признает этого. Ona Ему başka спрашивали, dış вот bedava ты говори, Сервяну, лохста говори, мяждик хадро чхайна. Он рассказал, сейчас из-за политической ситуации, из Рамзана, подмазываться, бяшуй, гордуй, вождуй, алхиетарду, из-за этого он не хочет. Но он сам знает, что ормаш ногчидуй хатбах царцу. Бикдук ногчи валата. başkan ne o şu her ve her mal bu boş var iş dijital kamelan с этим это связано короче худи бо короче hun mal хечду iş сапает бош камел деш тут его Ком шумя, да, хоча саму. Эй, мелхи, в родстве самого. Не, была, я здесь больше не сильно обращаю внимание, Мурат, потому что здесь есть от крайне радикальных нациков до ультрарадикальных. У нас люди разные, поэтому я не сильно, сразу чур арвак. А так, я надеюсь, я тебе ответил на вопрос, Лорс. У нас с этой ситуацией, как говорится, инакомыслием, да, свой инородный, мы не можем чрезмерно давать возможность разбодяжить себя, то есть кама размыть таища свой. Идентичность, да, идентичность. Вот союз Тадуи, я вот помню, иногда инзгала Халкиянусу Грозня, первую войну я прожил в центре, да, и вот когда вот мы ездили в Шалажи, Тодахче, да, именно терхин смело поколение, все предки сюлиш, ищулиш, бубу. Да. Союз Табу. Да, я вот ребенку там 7 лет, 6 лет, может быть, да, и хуже так. Но это знаешь, для чего делалось? Это, опять же, по датам, если они не приняты, Лорс, если они по правилам не приняты другими чеченскими тейпами, обществами, то они должны сохранить свое самоназвание. И поэтому им напоминают каждый раз, это не оскорбление. И просто говорят, мы знаем, что вы они, мы знаем, что они. Но некоторые, к сожалению, это воспринимают за оскорбление. Нет. Допустим, Сюли нас называют буртиналами. Мы же не обижаемся. Нет. Мы их называем Сюли. Или Жайхва, Юцепце. Есть Сюли, или Жайхва. Это относится только к аварцам. Гумки это кумыки, газгумки это лакцы и так далее и тому подобное. Лезгу это резгины. У нас есть для каждого народа название, поэтому там не нужно ничего обижаться и унижать. Просто таковы традиции. Если тебя не принял чеченский тейп, и ты не влился в него, а это обозначает, ты можешь выдавать замуж, кровная месть, на войну, то есть эстейпо элег, тейпон халга стегуй, мила вала, ишипру вала, чинку вала, хавалвию шутцу элег. Масла чинку аши хазнесан чо гергел одера, геберт сани. Об этом говорится история там, 18 века. Они говорят, что нашими братьями, это говорят черкесские, адыгские князья, нашими братьями, с которыми мы очень хорошие были взаимоотношения, это, допустим, Чинхуай, это, допустим, там, остальные там Чуантрай, и они перечисляют, там есть тейпы, которые они перечисляют. То есть с теми, с кем они контактировали. Что это говорит? О том, что мы могли взять из их рода женщину, и для них это было большой честью. Вагергал Лилина Бах. Но это не обозначает Вагергал Лилина Ма'аля. Шаболчин Хвашей Зудри Царь Маребо Цени Шабе Шаб. Нет. Это эталоном было. Они, там описывается момент, что своих детей для воспитания и образования исламского передавали чеченским школам. А чеченские школы как раз были Даут Мартан, Очкой Мартан, он меткю, Шами Уртиш, Эцаво, Хельчур Тердушин, Цуаво, Дозен, Смобариш, там мы граничили вместе с ним, имеется в виду в той области, в западной части. То есть многие места ты многие вещи находишь, и там не говорится о крайнем нашем радикализме, или нашем расизме, или нашей ненависти к другим народам. Такого нету. Кто прибегал, просил политическое убежище. Сейчас, допустим, политическое убежище мы можем просить у Франции, у Германии, да?
Мгм. В то время такое же политическое убежище просили у нас, потому что единственное государство, единственный регион на Кавказе, у которых не было ни князей, ни царей, ни рабства, и считались полноценными, равноправными гражданами, это было наше военно-демократическое образование, которое называлось Нохчичу, грубо говоря, да, Нохчимуа. Только у нас это было. Поэтому к нам прибегали, просили защиты. А кенхетам, отказывать, дукка адочну, дукка момент чуешь, но это уже, Башлам, да. ты слышал, ей хиллабо, халгдат, нохчи, шхалабо, тейпнаш. Он говорил, что на них были родовые тамги. Вот эти петроглифы, которые остались на башнях. В Шикаро их очень много ты видел, да? Чинха махкаюш, то есть лямишка масанаюш. Это петроглифы, которые напоминают, нет, свастику немецкую, гитлеровскую. Но Гитлера еще не было, когда она у нас была. Ну, это Вот. не его, конечно. Да, но это с древнеарийской расы, но я понимаю. Но все-таки, я к чему? То, что внутренняя сторона, Мурад, это недостоверно. С внешней стороны были, и они как бы изначально говорят, по крайней мере, 19 века ученые говорят, что их было 63-66. Вот, изначально, которые были. И там были все Эхи, Чинхуай, Чэнти, ну, все, кто как является чистыми. Башлам, у меня вот на самом деле, я раньше вообще как бы не считал это правильным, и тейп, там, и тукамши, движение, ну, как-то я нормально к этому относился, но вот уже как бы с возрастом, понимаешь, на самом деле это не просто так как бы идет, да? Конечно. Я задумался сейчас вот именно вопрос, связанный тоже с религией, как бы, да, вот когда нам пытаются через религию продавать что-то, через религию забрать то, что есть у нас, да, вот традиции обычаи адам швей мадай Аллах хулин. Война, вот то, что не противоречит религии, это дозволено в принципе, да, то есть ну, бывают такие такие моменты, когда заходит старший, ну, неважно, вообще кто-то заходит, там, здоровается, я стою, как бы, я не могу сидеть. А бывают те, которые говорят, типа, ну, по исламу, там, не дозволено, не сунна и так далее. То есть мне вообще не важно, там, женщина, там, мужчина, немец, француз, там, нохчи, галга, я стою просто, я не могу сидеть, как бы, да. И бывают такие люди, которые, вот, религия не дозволена. Вот именно вот... Очень наглаться, как ты к этому относишься, вот именно по гилку? Я скажу так, во-первых, Всевышний чеченский народ и Нохчи считается, что принял ислам настолько мягко, настолько спокойно, исключая из времен джахилии и невежества все то, что не дозволено в исламе. Это было еще тогда, грубо говоря, 1000 лет тому назад, грубо говоря, да? Это раз. Башлам, бях мобила, да что это, ну, юх можем, если что, посмотреть, шумла, бараса. Хумегер дубара? Вопрос. Вопрос, вопрос, чтобы зараз... Башлам, можем, в принципе, отвечать на Башлам, вопрос. Ладно, я сейчас закончу, если так ответите. Смотрите, и еще, Мурад, Ларс, если увидите провокационный вопрос, пропускайте. Даже зачитывать вам его не нужно, не нужно. Потому что есть те, которые будут максимально это делать, не обращать внимания. Так вот, мы приняли максимально его хорошо. Всевышний Аллах нас создал Нохчи народом со своими традициями и адатами. Наши адаты и традиции сведены на тот уровень, который не противоречит ни исламу, ни какой-либо другой религии. То есть все, что нужно, мы есть. Гиллак лилдар, уэздхалар, уэйдейшк, уэйнхадирду, и уэйгер дадак болшундат, и динан да'алумадати. И Бог векча, бусулдин лилвашвати, уэйдин лилвашвас. Но показухой заниматься у нас любят. Любители всегда были и будут. Сундер, им штергер, мадир, нохчал, дехар, бусулбу, нохчала адмалла бошли, глилвашу. Остальные идите к чертовой матери. Садайшкар хади анду айчаны, да уж что. Сакуза саму позицию, сокуза, ну, как бы, ларса, троиши куза, болгбеш,
Куза мою систему, именно нохчи матадуйцер, раста матадуйцер не содас. Это примерно сакуза, фамилия Рицна. Это именно по работе связано с любой совойщин, с нохчевую какие-то масума дало. Но куза ашхилча мухил из-за он там Мурат Ал-Хацахилча уже сразу туркшан списать новое, хотя... Ну да, до этого вы бяхбу. Вы царствие, вы... Цевейник ногчиник, хахили ацанхор дацан. Но Мурад это да, это правильно, тюркское Ну, имя. цунде гоин, это ногчинс око, гоин, это ларсу. Короче, в момент жуку захтито, один соку заха, короче, с партией укау, это что это считается какой-то нацистской партией и так далее. Хей! Нацистской партии. У вас такого же. Вот скажем так, правая, да? Такого, короче. Правый, да, я знаю, я знаком с ним. Нацистская очень громкая. Смотри, еще вей хинц вей иш дог ойло, еще вей чо лара лорцар вей дука бьесан кито вей ларам буцарс. А бывает нахиш цатьязуаш типа нохчуй, бусубнахам противуй, все бусубнахам против вас, но ты меня лёшился, сброд диастаться, непонятный ца. Я бусул сунцага, бусул шинта, уходишь халмавизис, так цена леш. Дервис. И умнаш цани тхун инзареш ох куза халду, хунду отхо арианслу, Междыги ваш, хажу школ междык чуадуй, куз хити шоч, 10-20 лет туй, подвал чуахул междык шкиду, а вот сахам ценмадай и да уляла, нохчу вон ламаз шкиту. И умнаша хинц асар и дин дуй, что я этим хочу сказать, валлахи биллахи вейсан и ценма салил, цанну дас сунгинма дас, вейсан и дин цен хазлил. Шундалч, вей любой междык чуах, чуа хаз хажух и томбол шхена. Соцут ахина усо цутамюка семашка халкина усо ит междиган валлахи биллахи имеучо чуихтен ху адича и дабош междик тодеш междик сиди нах массара чо ларадинас ахака и подвал чо митча хаду лу her междик ду олит ах уже и хуглинс немцо бусобден тиячо немцо уй цунна халдух чуа это подвал чу вен дейл цадубош и хулис يوغا بيل وش داس ناقص ديني ثاني أثر دوخ بيغليل داش دين دوي أقوى بابو أشول دا شو لارسو ثان كروتش قيتو نو بافاك не ношу с Германия, аж что уже тебя аж 20, уже 30 лет почти, аж у тебя что цевяншена, что бусол би щецане щайца, групп шубарцо, лилш, мат амбешел, групп щеца, название уксусельцо, ханца. Да, он 99% сирич по башке цены. А да, что это Сирия, замодер Сирия бизнес был. Сирич по башке. В 13 году, да? Да, сирич по башке, афганч по башке. Остап, уж бусул туда-сюда. Давала. Дереван башке, бусул бы башке. Лила цака цены, био лилуш, меч шкоч уявуш, мюш буш, дин сисас дяшнак по оларцу. شين بوصل بو محترش ده حربا نوش حكا شو تعداك شين خينا سندي رويني تيمن شويزون دوك شويف إن شيء خاطر شخص إمنا خزان Европе, да, синс انشوز مجدي ورا لا هون داس أس يا سترال سينس أقوى بمشيني شو نوختي ووشختو هادويل ورا سهم ليل وردوا مجدي دل غير شورسو نوختي مجدي خدوش تو إمنا ونوختي شو Абахкин цацбош типа нохчи дежишати междик эргил дизи вожгил дизи короче алац уца диня да цердаса и в итоге ничего не случилось. Я междик цахили я в ушах кит да. В итоге получилось как получилось, бая. Да. И воду хаям пошла Мурад ишса нохчун годе шиши год бадик эль дук года дуцун да ну чофса иш вечеря доглаз. Салам алейкум. Валикум. Дуйся лето хорошо. Можно больше джим халгоз дия группы чавал больше лист. С цаиш ца дуку на запись я школа там бокон с hög сахатер дөрөв генетик уборчин сахатер дөрөс Хартал. Да, генетики хватит. Сон генетический анализ назначительно. генетики цены, цам говорю, я амиш, ухуш, дик даст сон.
Ну, анализ принести нас на 7 апреля, то есть внутренняя медицина обследование, анализ зезут сундается внутреннюю медицину, ола хажи, юхт вот акшерца, хумадас ба юхкалуа. Сунга цат вопрос задать мне насчет генетики. Что, например, генетический анализ, цани кепора, национальный скотч, анализ ясбацу, национальный скотч. От анализу, ну, окузига профессор, ну, окузига ханзонха, Германия, Херсо, Франция, то генетический анализ, назначается, он сказал, журналист, он говорит, вот свой профессор, назначение, да, вот профессор, хули свой губа. В мире нет ни одного анализа, показал, но это ДНК из анализа, он может показать предрасположенность кому-то и место миграции, то есть в каком мечах свой мутации. Да, откуда вы куда переселились, да, место Да. миграции. И в каком году юха, чем больше мутаций в одном народе, это доказывает, что этот народ и дунья контактировать не надо. А если этот народ, то есть он цангапла группе это доказывает то, что им народа изолирован от общества, то есть он не контактировал с другими, то есть взаимодействие крепче, закрытое общество было. Закрытое. То есть у них прогресса не было, то есть закрытых и из ваш группный шайвой мутации еще сразу хорошо бахту. То есть за один раз они не могут. И чтобы случилась мутация, там разные факторы бахту. То есть климат меняется, еда, и шадик это связано бахту. Он не может быть за раз. То есть ему нужно несколько тысяч лет, ну не тысячи лет, не какие-то года, чтобы за раз случилась мутация. И это лишний раз подтверждает то, что ваш народ древнейший был, да, и цухает, и все это, да, интересоваться. Иште, эльвецугенс, башламс, дейцнаг, естественно, юцуху басю. Он вац, душу, хам, иште, дуйхуш, кэйн, хам, душу бахцу. То есть, сохлю кухат рачу. И есть какой-нибудь анализ, который показывает нацию человека? Смотри, что такое нация? Дай определение. Нация – это язык, и культура, исторические, археологические доказательства. Нация – это группа, этнос, группа. Этноси, вот смотри, я два слова скажу. Этноси, нации – это разные чуть-чуть вещи. Если мы говорим про кровное сообщество, да, этническая группа, то есть да. в дальнем смысле родство, это один вопрос. Нация, если мы говорим про язык, про культуру, обычаи, это все-таки может иметь примеси и других каких-то групп, которые как бы с нами скрещивались, потому что абсолютно идеальный да. Если мы возьмем тысячами предков наших, линии, поэтому Бог что гума получается этнические группы, то что статистические данные чисто статистические данные честно сказать, и слили не как я говорил, но я со скептично к этому нет доверия потому что у Бахцова, да, у меня но это статистика чисто. Сколько тестов сделано от этого идет? Мутация, вот по поводу мутации я скажу 2-3 слова. Смотри. Вообще, чисто если мы берем даже не только медицину, если мы берем биологию, есть такое понятие на русском языке, если так перевести, это называется как биологические часы или мутационные часы в кавычках. Игую.
Просто биологи взяли и сказали, за определенный срок вот сколько-то мутаций происходит вот в этой, допустим, популяции. И эти мутации, они как бы, они говорят, вот это число мутаций за определенный срок также было и 100 лет назад, и 1000 лет назад, и 10 тысяч лет назад. Это ему Духайн, они говорят, что, как это на русском сказать, математики очарсан, пусть будет олк, как это говорят башлам, пусть будет ол цардац, что из-за мутации что за это время хлл. То есть по мутациям определить, что этот народ более древний, но подход слабый. Смотри, этот подход, он даже чисто формально логически слабый. То есть сама мутация это некая гипотеза, предположение биологов, что нужен определенный срок для того, чтобы произошли какие-то мутации. Да. Правильно я тебя понял? Да, и они говорят, что вот столько-то мутаций произошло, допустим, за 100 лет. Да, и они говорят, что вот... Исходя из чего? Математически они сделали подсчет? Или как они сделали этот подсчет? Подсчет они сделали просто из-за того, что вот за какое-то время, допустим, за год, за 10 лет, допустим, произошло столько-то мутаций в популяции. Это они скалируют, то есть увеличивают обратно во времени и говорят, столько же происходило. Никто не знает. 1000 лет назад сколько мутаций происходило. Может быть, их 10 раз больше было, может, 20 раз меньше было. И вопрос, на самом деле, Бог шел мутации, вопроса, это вопрос эволюционной теории. Да? Потому что на этом зыждется вот этот вопрос. Эволюционная теория – это мутации плюс селекция равняется видообразование. Вот это теория. Как по мне, я сейчас скажу крамольную вещь, она не состоятельна. По крайней мере, к ней есть серьезные вопросы, причем я вообще религиозный вопрос, я не затрагиваю, интересно должен, я подхожу к этому вопросу чисто с точки зрения научного метода. И вообще и эволюционной теории, вот и видообразования Богшел момент, вот она очень слабая. То есть доказанных моментов, что вид образуется, Бог какие-то там мотыльки, еще что-то, но доказанные моменты мне он слабо видится. Вот. То есть в основе своей только одни предположения, поэтому слабое доказательство, конечно, порождает очень много вопросов. Это касается вида. Смотри, вид – это таксон, который может скрещиваться только между собой. Я понял. Вот. А как может новый образоваться, если он может скрещиваться только между собой? То есть лиса и собака могут скрещиваться между собой? По природе нет, но насильно... Современная медицина, наверное, может уже. Я бы не сказал, что уже не может. А волк и собака могут? Могут. Из всех языков Ларс выбрал язык фактов. Да, я понял об этом. По мутациям вывести, чтобы вернуться к твоему вопросу, смотри, чтобы по мутациям каким-то вывести древность народа, но, как по мне, это не содержательно. Профессор Вубахи, Франция, Моду Хайон, как это сказал, Людовик 15-го или 14-го, мой Элирцу, Франция, это я Элирцу. Может быть, это высокомерно, но мы сами будем решать, что такое наука. Кстати, сколько ученых, столько и мнений, поэтому ничего удивительного нету. Жабраил, смотри, и Моду Хайон, на самом деле, инсларсума Бохара, Ицхауэн и Кигда дахкаш, вот основу, да, модер дитича, вай Адам мани Хауэнтир Хадохш мадай, вай Масухите, вот оттуда идет эта основа, если глубже копать, вай Халха Нуах Пайхмарела, Халха Адам Шмахали, если даже посмотреть с точки зрения религии, Ларс просто он смотрит как с точки зрения науки он смотрит на все, да, естественно, науки. Курану, Инжилу, Тору, Массана, Хадохштага, Адам Пайхмар, Остир Хадохштука, Массухума. Это такая тема, на самом деле, я не думаю, что
и цадок цакапа дают, что это, ну, видно, это как бы Нет, ну, Мурат, я понимаю вопрос Джабраила. Я скажу тебе так, поскольку уже двое ответили на твой вопрос, этот вопрос. Третьим я тебе скажу так. Сколько ученых, столько и мнений. Раз сегодня Ларс, являясь представителем нашего народа, мы будем верить больше Ларсу. По качеству, по профессионализму. Допустим, с мнением Ларса может не согласиться. Он же сказал, то, что делают американские генетики, мы не делаем. Мы занимаемся естественной работой. То есть у них есть результат. А там где-то столько-то дерева росло, там-то отсюда переселились. Просто циферка туда, циферка сюда. Это знаешь, это как физик-ядерщик. И, ну, Да, извини Ларс меня, учился и на если физике сравнить физика-ядерщика, я не знаю, ну, каким-нибудь балеруном, да? Ну, то же самое. Какое у них будет отношение к друг другу? Да никакого не Просто будет. он учился, кстати, на физика тоже. Ларс, год-два Вот, года учился поэтому, на физика. да, поэтому я говорю, ситуация во всех ДНК-проектах, Джабраил, я тебе отвечу так, везде, в которых я читал, в том числе National Geographic, без разницы, и в других там в журналах научных, когда бывает время читаешь, ты смотришь по ДНК, везде говорит, ДНК-проект не показывает национальность. ДНК-проект может показать твой отец или не твой отец. Или там по болезням, грубо говоря, да, или там, допустим, если есть какие-то хронические болезни, ну, как сейчас мы говорили ранее с Ларсом, то есть сейчас уже генетика зашла настолько далеко, что они могут предотвратить какие-то болезни, гипотетические болезни твоих детей и исключить их из них, грубо говоря, из генома, если я правильно называю, да, генома. Отобрать эмбрионы, которые не да, имеют этих да, которые больные, поэтому имплантационная диагностика называется. Вот, поэтому с этим вопросом, Джабраил, ты не ошибся. Просто он высказал тебе на отмашку. Да, вы древние, они знают, что мы автохтонный народ, зная, если маломальский он знаком с историей, могут сказать, да, древние. Ну, и тебе скажут итальянский ученый, который знает хорошо историю. Это американский ученый скажет. Почему? Потому не по медицинским показателям, поскольку мне почему-то так кажется, что он просто ради отмазаться. Да, что древний дуй, но с точки зрения медицины, ахикварги, целом. Ну, опять же, как говорится, здесь что ты выбираешь, Peugeot или Mercedes? Вот и ответ на твой еще вопрос. два слова я скажу. Вот хинц вайдейцен долгум дуй, хинц сонох чего элла прислушиваться мне или моду хайшин. Я считаю так. В науке авторитетов нет вообще. То есть солалаха и миловалаха. В науке нету авторитетов. Вот этот вопрос, я вот сейчас скажу такую вещь, хинц вайн кусчуахбол 50 цегой, они могут это услышать. Шакита, китару, шацакита, уже другой вопрос. Все люди, олигарх, первая мысль послать детей куда-нибудь в Оксфорд, и чтобы этих детей сделать умными, да, прикоснуться к этому величию. Это фантазия любого человека. Резко арчкердоры, 100 миллионов, 200 миллионов, 500 миллионов долларов кердече. Первая мысль – это Кембридж, это Оксфорд, это Гарвард, да. Худухайшун, вот так уж получилось, что у меня была возможность и в Хайдельберге учиться, да, и так далее. Мудухайшун, на самом деле, именно качественные знания, глубинные, они не даются. То есть, это такие вещи существуют, которые твоим детям никто не будет давать, просто потому что они слишком сильно поумнеют и станут руководить. А это не нужно никому. И тут такой момент, что вот в науке атилла есть метод. Вообще и вайкамана и метод инсайда работать. И я думал как-нибудь или лекцию прочитать, или дать это нашей молодежи, чтобы война шахекал должхали. Это научный метод. Если ты владеешь научным методом, то уже обмануть цавало. То есть хайбаз, владеть в школе, ты интеллектуально настолько подготовлен, что в принципе не получится тебя обмануть. Видите, вот этот базовый метод логический, и луща цанина,
Но это очень вот такой важный момент. И если ты как бы придерживаешься вот этому методу, уже у тебя получается аргумент. Ларс, Джабраил, еще вопрос задать их два. Я придерживаюсь в истории, знаешь, как Джабраил относится к этому? Ой, Ларс, у нас здесь очень просто. Вот он войса, он жил в Бельгии, Хасан Бакай был швейцар, историк, вот, чего Масан Духуешниц, да, Дегал Вайлох, Мархабах, он был великолепный историк, его было за что любить и уважать, он очень любил свой народ, свою историю, и он был один из таких историков, которые в тяжелый момент для нашего народа, который сейчас столкнулся, а сейчас реально тяжелый момент для нашего народа, я поясню вам, в гибридной войне, не физической, а в гибридной войне, то есть за эти 30-40 лет, пока мы, грубо говоря, спасали жизнь и пытались выжить, со всех сторон навешали ярлыки и сделали очень много и научных, и других, псевдонаучных статей, оскверняющие и наш народ. И вот когда возникали вот эти коллизии по этим вопросам, он, несмотря на то, что он мог бы заниматься как идеальный ученый, он мог просто сидеть у себя, писать там какие-то научные работы и выпускать их, да, несмотря на свой более взрослый возраст, он отвечал на каждый негатив и разоблачал этих людей, что мне очень нравилось. Но, несмотря на это, у меня даже человек, который закончил и исторический факультет, и занимается исследованиями, и по истории занимается, и несмотря на это, у нас были разногласия, допустим. Он здесь, грубо говоря, да, я вот здесь где-то, но несмотря на это, почему Это я нормально. поясню? Да, я поясню почему. Со всей любовью к его труду, к его как личности, я его реально очень сильно любил и уважал. Почему? Потому что я всегда ставил, есть Хасан, есть другие многие, Амады, Муаммады там, или Вася, Петя. Для меня что есть, и как мы выводим истину в истории? Говорит один, второй, третий, четвертый. Это научные деятели, грубо говоря, профессора. Да. В совокупности, когда ты берешь из этих 10, там, допустим, 8, 7, 6, те, которые говорят не во вред, а в пользу и подтверждают данную информацию, то есть твою научную работу, значит, эти наиболее авторитетные ученые, что они верны. Но это, конечно же, опять же, не исключение, что 9 могут ошибаться, один был прав. Но исходя из этого, в истории всегда так. Ты должен ссылаться на одного, второго, третьего. Почему я заговорил с Ларсом о Блюменбахе? Его очень уважают и ценят не только в гитлеровской Германии, но и здесь. Почему? Потому что один из 5 наций, которые он вывел, автохтонных народов на Кавказе, это наш народ. За это мы его уважаем, ценим и читаем его какие-то труды. Ну, тот, кто читает, тот, кто его знает, его труды, да? Будь он просто антропологом или генетиком, без разницы. Нам интересно, сама суть в чем? Нам интересно, когда говорят о нашем маленьком, 7 миллиардов на Земле людей, ну, грубо говоря, да, в нашем маленьком народе кто-то, какой-то ученый, колумбийский, французский, немецкий, без разницы, если говорит о нас, если он что-то может полезное сказать о нас, мы это сразу берем, сохраняем, публикуем. Почему? Чтобы наш народ на основании этих достоверных источников формировал психологию подрастающего поколения на лучших основаниях. То есть не на том, что льешь террористчи, не на этом. Если я не ошибаюсь, психологи всегда говорят, если воспитать ребенка определенное время, ты будешь ему говорить всегда, ты террорист, ты убийца, ты террорист, там твой отец был пьяница, алкаш, пьяница, велика вероятность того, что он вырастет и обязательно станет наркоманом или алкашом. Потому что вот всю жизнь ему вдалбливали. Я, основываясь на этом, хотел сказать, что, заканчивая, духом даются, обычно историки не перестают никогда говорить. Все, основываясь на этом, я хочу сказать, что сколько бы ты исследований не брал, посмотри большинство, послушай Ларса, другого, уже сам сделаешь вывод, что для тебя более правдоподобно. Но по ДНК проектам скажу тебе однозначно, ни один ДНК проект, ни в одном месте на этой планете Земля, даже на Луне, тебе не скажет, что он показывает национальную принадлежность. Вот.
И получается, что всегда у вас будет сильная позиция, если вы владеете формальной логикой. Но при этом, опять-таки, мы вернемся к генетике. Раз мы уж тут говорим, Бадег, получается такой момент, что наши интеллектуальные данные, к счастью или к сожалению, как бы то ни было, чудовищно разные. То есть моду хайшун, вот Адам Хасхильча, Ирчхильча мы видим. Да. А интеллектуально разброс, он не всегда нам на глаз, на глаз он не заметен. Но дело в том, что наши... Ну, не скажи, Ларс. Не всегда, я тебе скажу. И иногда интеллект можно уже осознать с первого предложения, уже можно понять. Башлам, Ларс, минуточку, я хотел бы Башламу показать кое-что. Надеюсь, сейчас он бюст Гитлера не вытащит. Не видно, нет? Узор? Видно, все, все увидели. Видно, конечно. Еще как видно. Хорошо, Да. узор, сейчас когда, что видите? А, Но это 1886 год, кстати. Да, короче. ну, 19 век. Кстати, я насчет Германии хочу сейчас еще... там есть местность Хайбах. Нужно насчет этого узнать, разведать нужно эту проблему. Там есть тоже Хайбах, и у нас в горах, и в Германии, и нужно по этому вопросу. И, Джабраил, второй вопрос. Удар Ахат, Ахат, всех Devre să înțeleg de să să înțeleg nu hoș să țanți să problem și asta ca национальности. Так, Но с проблем şu отдельным личностям. так, Того на сотейпон хаку так. то аргунский ушеля халх Татарский, да. халх хакуагал ошхло что меттига хло городах. Аргунский ушел хакуа мохк ошхло. Сега хакуаши байуншу лач кедегду хакуац غلغ خلبات Бац. но того на киеч тейп нишна ишта хош خلي үш غلغ خل хош غلغ خل шаве غلغ خلو и да аргунский уше лет я шейлат خل до бахтали того на ist тепташ моя зеница сам приводит даже Я знаю, Санар Хаква, и он, можешь мне не рассказывать. Хаква шаляцу, дик дойзел, хадицалиц, вопрос на то. журнал ши да бух его бяхта историю, але да журнал сам шуше, чё, любой чё, я хажме говорю, что это. Да, вопрос, ну. Тоган то трей мохка бош трей баун шулш педол нохче тейпниш аш дош цанни тейпушешн до эл цехеш и хундлио что именно и хуншинси Поясню. Я поясню тебе на русском языке, чтобы все здесь понимали, кроме нас. Во-первых, Хаккой – это шатойский кластер, один из больших шатойских тейпов. Гаплогруппа у них L3. Есть башня, есть село, есть гора. Это все неотъемлемая часть как бы идентичности нашего ногче народа. Это раз. Во-вторых, поясню тебе, зачем это дело. Во-первых, Хаккой не является никаким образом даже близко к ингушам. Поясню тебе почему. Они в близкородственных отношениях с Уарстхой. А вот тут, как говорится, Уарстхой это некий клин. Как, ну, сейчас если Ларс и Мурат знают о проблеме между Францией и Германией, есть там между Чехословакией и Германией, Данциг, кажется. Да. Вот такая же проблема. Да, вот такая же проблема у нас есть по Орстхой. Поясню тебе. Сегодня, после 18 года, появилась проблема. Нужно было определить границу. Так федеральный центр установил, сказал, что вы должны определить границу. Поскольку де юра и де факто Ингушетия и Чечня оба уже являются субъектами Российской Федерации, вы должны определиться с границей. Все. Да. Границу начали определять. Узнали, что момент в Галанчорский район кусочек украли наши братья. Потихонечку, полигонечку. И внутри нижняя часть, северная часть, где проживает в основном Уарстхой,
с одной стороны, и с другой стороны перемешку Самашки в этой области северной, она была спорная еще со времен Джохара Дудаева. Почему? Потому что изначально этот вопрос, когда Чечня объявила о независимости 1992-4 года, да, грубо говоря, этот вопрос не был закрыт, поскольку сперва была осетино-ингушский конфликт, длился 3 дня. И потом произошла, чуть ли не на следующий день, конечно же, произошла через определенное время Первая Чеченская война. Из-за этого территории не были определены. Во-первых, когда нужно было определять территорию, не было сформировано всех органов и институтов в Ингушетии, а с другой стороны, потом уже начались претензии, пошла война и оставили. Как написано в этом договоре, документы вы можете найти на моей странице, они опубликованы, там четко указывается и говорится, что между братскими, там, 3 и 10 оставим территорию до лучших времен, на условии того, что по границе не будет никто строить никаких селений, межевать земли. Вот такое соглашение было заключено еще во время Джохара Дудаева и Руслана Аушева. Но Джохара Дудаева убили, Аушев остался. В 2005 году на основании, что это не, если сказать простыми словами, невыгодно ингушской стороне и не отвечает национальным интересам ингушского народа, они разрывают это соглашение, которое было заключено между Джохаром Дудаевым и Аушевым в одностороннем порядке. Чтобы ты понимал, в Чечне идет кровопролитная война, вторая война идет чеченская, нам не до этого, понимаешь, чтобы ты понимал. И после этого, само собой, обозначает, что эту границу можно туда-сюда гнуть, можно строить, можно не строить и так далее и тому подобное. Опять же возникает вопрос, 50 на 50 не скажу, но в процентном соотношении 40% может быть на территории Ингушетии, 40% на территории Чечни проживают чеченский Тухум и общество Уарстхой. Одной из этой ветки относятся в близкородственных отношениях, они находятся с Хаккой, также с Пхантой, Сеттой, который является L3. Чтобы было понятно. То есть и они по гаплогруппе L3, и эти L3, там и родственные. Но четких документов, когда вот эту байду начали писать, кстати, я тоже ингуш, чтобы ты знал. Чинхуай, кстати, тоже голы, можешь расслабиться. Шипруай тоже голы, потому что на ваших башнях есть вот эта свастика с флага. Так что мы здесь все голы, так что успокойтесь. Все нормально. Но не суть в этом. Отъела, ладно, сейчас дышнула. Ну, я тебе поясню. Тема такая. Для чего поднимается этот вопрос Уарстхоевский? Не потому, что так сильно переживают или ратуют, хотят быть ими. Нет, конечно же. Уарстхой на самом деле намного ближе к Эки, нежели чем ингушан по сути своей. То есть у них-то хоть есть одни корни, что они произошли друг от друга, да? А у них нету, ну не суть. Проблема в чем? Почему этот вопрос Уарстхоевский был настолько важен? Если Уарстхой, спорный вопрос, становился ингушским тейп, или Тухум, или Шахар, как говорит Ингушетия Шахар, мы говорим Тухум. Но там есть еще третья часть, которая называет себя отдельным народом. Но не суть. Если его относят к ингушам, де юре де факто получается большинство и часть ингушского народа это Уарстхой, а значит и нужно отдавать земли их. Вот для чего спекулировался этот разговор об Уарстхой. Автоматически, когда начали проигрывать в дебатах, в исторических исследованиях, показало Чинхуай, Варандуай, Тумсуай, ну и все остальные оттуда, все тейпы, которые ты перечисляешь, в документах написано вплоть до Шатоя, что они являются все исконно чеченскими. Кстати, про Хакквай я написал статью на моей странице, есть старые 19 века исследования научные, описанные царскими офицерами на тот период, где четко указывается, что хаккойцы это чеченцы, по сути своей. Но им нужно было сказать, а почему они? Они говорят, что исконно ингушские земли, все, что находится по левую сторону реки Аргун, они на самом деле все ингуши. Они просто ушли от ингушей
И переименовали себя. Все, что находится с левой стороны реки Аргун, а все, что находится с правой стороны реки Аргун, они относятся к Сюле. Они Сюле принадлежат, они не чистокровные. Вот они от Сюли произошли. Вот это байда. Оттуда все это идет. Все не потому, что они любят Хакку, не любят Хакку. Саненда Хакку, от хорошего, чистокровный. Они все шатойские. Они даже Орской не говорят, что Орской, Гергер Буца Оца, Масалаба, Саненда. Я у них спрашивал, этот момент я описывал. Хаккоевцы, это 100% чечен. У них были очень большие стычки и в историческом плане. А была атагинцы воевали с ингушами. Там конкретно эта битва описана. Это все тоже описывается. Если говорить о логике многих вещей. Поэтому спекулируется вот эта тейповая система. Почему? Если у тебя возникнет, вот допустим, ты политический беженец в Европе. Ну, ты не любишь там чеченскую систему, структуру, да, государственной власти. Ну, по каким-либо, без разницы каким. И тебе начинают сыпать. На самом деле ты не чеченец. Ты видишь свои иные взгляды. Тебе разжигает местный сепаратизм. Вот ты из тейпа Хаккуай. А вы Хаккуай. Вы такой вот тейп были. Вы шатоевцы. Вы всегда называли себя отдельным тейпом. Вы вот воины. Ну, вы ближе относитесь не к этим, которые связаны с дагестанцами, с Мурадиком, с Башламиком. Вот ты и Лос, вы, получается, чистокровные. А мы с Мурадом полукровки, связанные с Сюли, потому что мы живем по ту сторону Аргуна, а вы с этой стороны. И поэтому возникает между нами какой-то... Ты потом встречаешься, начинаешь говорить со мной и с Мурадом с некой предвзятостью. Ты говоришь, ну, понимаете, Сюли это... Ну, ингуши это хотя бы наше, свое что-то. А вот вы, Сюли, они... Ну, мы знаем, какое отношение у нас к Сюли. И ты уже относишься себя чуть выше. И возникает вопрос у меня, у Мурада, как исконного чеченца, а что ты выеживаешься? Ну, грубо говоря, да? Ты что хочешь своим тейпом? Мы ищем твои недостатки, вы ищете наши недостатки. Из этого выходит конфликт. Мы начинаем между собой воевать, конфликтовать, убивать, кровная месть. И появляется дядя Сэм, назовем его так. Он решил, посмотрел по тейпу, по численности, где больше, немножко деньжатами подсобил, немножко оружием. А вот вы должны, вот как хозяева, должны это местечко завоевать. Но не забывайте, кто пахан, кто вам бабки дал в нужный момент. Ты убиваешь своего... Книга «Война чужими руками» про Да, Великобританию. ну вообще, знаешь, лучшая книга какая, Влас, я посоветую. Есть большая шахматная доска, Збигнев Дзержинский называется, это советник. Да, вот в ее книге можете прочитать. Вот таким образом разжигается вот этот местный сепаратизм, чтобы Хаккой назвали отдельно, шатоевцев назвали отдельно. Но одновременно они упрекают, смотри, они здесь говорят, что Хаккой это, допустим, примерно я говорю, не Нохчи, да? Ну и тут же, не проходит неделя, они забывают, говорят, ваши старейшины подписали договор раньше нас, ваши чеченские старейшины. Смотришь, что? Это шатоевские старейшины, хаккоевцы, варандоевцы, тумсоевцы. То есть, когда подписывают договор Хаккой, Варандой, они чеченцы, когда им выгодно, понимаешь? А когда нужно о земле и к себе вот эту часть прибрать, они становятся другой национальностью. Это, конечно, паразитирует. Это на самом деле не люди, это Homo erectus. Не Homo sapiens, а Homo erectus. Вот это просто прямоходящие. Ни мозгов у них нету, ничего. Но их нужно максимально. Я нисколько, опять же, я повторюсь, нисколько нету вражды никому. Ни к тем, ни к другим. Моя философия заключается в чем? И твоя должна, Джабраил, быть такова же. Если ты Нохчи. Как жили наши предки? Мы никогда за все время существования нашей истории, называя Джурджукети, Кистети, Мизжеги, какие бы государства ты ни называл, Алания, не Алания, Албания, какое бы государство никогда Нохчи не нападали на своих соседей и не претендовали на соседние земли. Никогда за всю свою историю. Это о чем говорит? О том, не лезьте к нам. Наша земля, наша родина, она неприкосновенна. С нашими минусами, плюсами. Да, дух дала, вот дала. Мы сами между собой разберемся. Не лезьте к нам. Но когда ты говоришь, ой, вы же отсоединились, да.
будь любезен, хай керта, хай нускал хаш, хай бешка вас. Лулар хай веши керт вал магерта, тюндет и магерта, тюнялин зуд маица, тюнеберш мадица, адбеташ. При азбол шундат, и сюлиш бах, аз и гункиш бах, аз и диасбол нарнич Пошла. бах. Мы за все хорошее против всего плохого. А, да. Миру мир, лысому бантик. Сила есть право, бошкишки, ашия обошла. А? Сила есть право. Might is right, бошкишки, Нет, ашия. я еще Майнкамф не прочитал. Ты об этом говоришь. О, Ну, да Майнкамп ладно, достаточно примитивная книга, а вот сила есть Почему? право. Не скажи. Ты читал Майнкамф? Почему Так, примитив? прям не вчитывался. А вот, смотришь, не вчитывался. Хотя, Пошла. нет, ее здесь сейчас можно изучать. В России она продается, ее можно изучать. Обошла. Но на Я чем тебе сейчас зыждется именно подарок нацистская. покажу Но свой. про эту книгу я не читал. Что там хотел ты сказать, Ларс? Мурат, так, ладно. Я хотел, секундочку, подарок свой показать. От Ахил Газич, 35-го года. Старая О. газета. Они же не Видишь? запрещены еще в Германии. Нет, не запрещено. Видишь, какие вот у них вот мухила, как они одевались, как Да, женщины знаю, ходили. Хуго Босс хорошо постарался. И то, не только Хуга Босс, а вот именно Зудри Буя, Харахар, Хадеде, Дук Ишчуш точно, Хакун Саннава. Ваша Асвайгтамали, там есть небольшая проблема. Проблема эта заключается в том, что, наверное, об этом знаете и ты знаешь, и Ларс знает. Есть одна тема. Адольф Гитлер, когда был при правлении, он был, как и все немцы, был большим педантом. Ну, я думаю, вы знаете о законе, то, что нужно было умертвлять всех с синдромом Дауна и все остальное. Он очень, говорят, не любил некрасивых людей. Да. То есть он, вот, если Гитлер, понимаешь, то все должно быть настолько четко красиво, и люди красивые, офицеры, само собой, статные, белорусые, ну, имеется белый цвет волос, ну, чисто арийской, нордической расы. Хоть сам он, вы знаете, не был ни белым блондином, он не был, и не скажешь, что он был прямо уж красавцем, тоже не скажешь. Но суть заключается в том, что на этих фотографиях, если ты увидишь только красивых, не удивляйся. Но они очень много времени На тот период, кто был у него директором пропаганды? Геббельс. Геббельс был настолько в свое время пиарщиком, что ни один современный пиарщик во всем мире до сих пор на тот период не мог с ним сравниться. Я не хочу сейчас эти вещи рассказывать, боюсь, что многие люди немножко меня не так поймут, так что оставим эту тему. Джабраил, я надеюсь, я на твой вопрос ответил. Что касается Хаквай, они не имеют никакого отношения, ты за это, ну, такова политика, это когда выгодно, они будут делить, это нужно, это используется не только по отношению к Хаку. Там идут Ируай, там идут Мялхи, там идут Уарской, там идут Эхи. Там везде идут. Даже панкистские кистинцы идут, ауховские эхи идут. Это везде, повсеместно. Они пытались даже между нашим народом, вот европейским, Европе, между вами и чеченскими, Европе, даже цуюков клин бите ауснаш. Настолько вот у них патологическая ненависть, они хотят нас раздробить, чтобы потом было проще, чтобы потом уже было проще, как говорится. Да, многие им подыгрывают, но мы не из тех, иншаллах. Делрез хил цакывек халуанетия, свисткала хахта гала делрез хил масана. Масана хилдалят тубар. Все. Так. Аллилуйя. Все. Я смотрю так. Короче, да. Все, галашу. Галашу. Олимпийский forever. Başlam zatiga du balık diş. O koç o çutu tiga la leva la право. Başlam. Ну, дегибе олил дать. Мы пытаемся, конечно, максимально абстрагироваться, но, честно сказать, у меня, вы знаете, многие, когда начинают говорить, вот ты, когда заходит к гостям, не даешь говорить и так далее. Нет.
мне на самом деле сегодня приятно увидеть и поговорить с людьми. Вот сегодня у меня в гостях оказались 3 ногчи. Двое из Германии, один из Франции, причем все разных тейпов, предварительно не договорившись. Я Мурада первый раз вижу, Лорса первый раз и Джабраила, в принципе, я услышал только сейчас. Но парень идет по правильному пути, то есть и мне очень важно, чтобы молодые ребята подхватывали это, подхватывали флаг. Чувак, послушай, ты можешь мне представить список по 1864-му, я могу тебя огорчить. Я могу тебе сказать, до того, как Карабулакский участок спустили с Карабулаки, и когда они еще не получили название Карабулаки, где они были, показать могу. Так что меня истории учить не надо, братан. Я слишком хорошо ее знаю. Я понимаю, что у вас есть стремление сказать, что вы отдельный народ или отдельно... все? Nicht вобла, братан, извини. Все, это Йольшу, должен архивный документ, Швайга, все. А то я уже не знаю, кто враг, кто нападает. Ой, Робимот, будто злодеевые. Да ладно, больше чего, рисковать дяду на истамел, да. А вы наполовину галгаю вот. Это был Ларс, кстати. Ну, действительно, да, Мама же галгаю окон, да. На самом деле, вот это раньше и не было, дуется галгай, ногчи из возбушиться. Я не знаю, действительно, выгодно, чархулш, возгулш, переобуваться, да. Я вообще-то свой Ларси, короче, мы уже немцы, короче, тоже немцу, под немца уже косим, короче. Не, ну, я с Ларскичем вылет, а Нейного шахтерую, только Нейного чуть старше, такой же лысый, точно типичный немец, но в отличие от Ларса, он выбрал другой путь, чисто чеченский путь выбрать и нацию, а с Хаизу Ашлуиц он чеченцы тоже разные, которые проживают в Европе. Есть те, которые очень хорошо адаптируются, от которых будет польза завтра, то есть имеется в виду и дома, и на международной арене. Иншаллах, мы являемся одним из них, которые на это стремятся. Поэтому я говорю сегодня, почему я говорю, не потому что там вы мне чем-то финансово помогли или мне что-то от вас нужно, нет, нисколько. Я понимаю, если завтра у нас должно быть будущее прекрасное. Если мы говорим о какой-то государственности, о чем-то хорошем, великом для своего народа, нужны люди, которые будут именно, где бы они ни были, Кембридж, Оксфорд, без разницы, Сорбонн, Ель, там, я не знаю, Берлинский университет, что бы оно ни было. Для меня без разницы. Но я хочу сказать, в отличие от многих своих сверстников, я читал Ницше. И хоть многие его философию не признают, но у него есть очень недооцененная строка если я не ошибаюсь, там «Падающего толкни» называется. Это как бы цитата только из его общей философии. Здесь подразумевается о сверхчеловеке речь идет, но здесь не столько речь идет о том, что ты должен добить лежачего, а речь идет на самом деле, в моем понимании, о том, что чтобы сделать нацию или свой народ сильнее, ты должен пройти через многие падения, и ты должен сам непосредственно делать, чтобы они должны были подниматься. Понимаешь? Они падают, ты дальше поднимайся, иди. И только так можно стать сверхчеловеком. Я не просто так назвал Германию и Японию. Оба они проиграли в 2 мировых войнах. И оба они, несмотря на это, несмотря на все предвзятые отношения всего мира к ним, хотя вполне незаслуженно, по моему мнению, они встали с колен, даже не с колен, я бы сказал, они лежали в грязи в пластунском положении, но встали и высоко задернули нос на сегодняшний день. И по экономической мощи, и по остальным принципам. Если тот, кто понимает смысл или принцип государственности. Вот. Ну, конечно, можно там говорить о культурных ценностях, и там, о религиозных ценностях. Я скажу так. Германия семимильными путями принимает ислам, идет нормально, относится к нему хорошо, к исламу, но не к исламизму. Но когда, как Мурат говорил, или тоже Лорс говорил, когда тебе преподносят ислам как исламизм,
извините за выражение, который валяется в дерьме, который пахнет, который нарушает все устройства, традиции этих людей. Нисколько. Если ты немцу скажешь, да, там, конечно, никак нельзя без баварского Ничего хорошего ты пива и ему сосисок. нового не дашь. Этим. Да, никак нельзя без хорошего баварского пива и сосисок, но если потихоньку красиво поднести, можно и не безалкогольное пиво выпить, допустим. Это как бы риторическое такое отступление. Но я о чем говорю? Всегда мы должны понимать, что умных людей, где бы они ни были, в Европе, в Франции, моя мечта и мой призыв, я под каждым постом, который публикую, всегда пишу, как бы он ни выглядел, я всегда пишу в конце, оказывается, это говорил и Авторханов, я не знал, наш известный представитель нашего народа, который Учитесь проживал и в Германии. размножайтесь. Учитесь и размножайтесь. Да, я не знал, но я называл по-другому это на чеченском. Деба, Деша, Даха, Сархоми, Нохчикан. Вот этот призыв Деба, Деша, Даха, он, если мы его будем хотя бы 100-200 лет использовать без войн, без крайностей, если мы будем идти по этому пути развития, возможно, у нас будет какое-то великое наследие. Конечно, можно великолепно жить нашей историей. Я нисколько не сомневаюсь с нашими предками. Это все хорошо. Но я уверен, если бы наши предки были живыми, допустим, возьмем Байсангура Биноевского. У Байсангура Биноевского был итальянский один из лучших пистолетов. На тот период у Байсангура Биноевского. А это, извините меня, 19 век. Там или там у другого, у шейха Мансура, там была одна из там лучших сабель, которые ему там привезли, подарили там из Турции и так далее и тому подобное. Я это к чему говорю? Мы же и в то время использовали это. Но, несмотря на это, у нас есть тейп такой, Гуардлой называется. Их мечи, так сказать, славились на всем Кавказе. Они были одними из лучших. Наши бурки славились. Когда шла Кавказская война, вот кровопролитнейшая, сложнейшая война, где мы потеряли треть всего своего населения, самым большим экспортером продажи бурок, там, различных одежды, черкесок, оружия и всего остального были ногчи. Несмотря, что идет самая сильнейшая кровопролитнейшая война, нам были закрыты везде почти что. И несмотря на это, почему, как я это узнал? По документам. Декларациям, которые сохранились у царской России, Моздок, Кизляр, куда проходили, они фиксировали все. Башлан, Они рассказывали. у меня вопрос по поводу Ур-Артура. Вот я слышал, что вот мы были там как, как бы защитная эскадрилья, да, момент. Где? Ур-Артур? Ур-Артура, да, вот по поводу Ур-Артура. Что Ур-Артур ты говоришь или у Артура? Ур-Артур государство? Да, государство, Ур-Артура. Но мы никак не могли там быть и военными, поскольку государство Урарту принадлежало, как говорится, нам. Хурита-Урартское государство – это наше государство. Это твои и мои предки обладали этим государством, а не военными. Но в одном ты прав, я поясню в чем. Смотри, секундочку. В этом Азербайджане есть город, у меня знакомый здесь азербайджанец оттуда, Нахчиван называется. Нахчиван. Да, есть. Да. Вот да. это очень Но интересно. оно пошло. Момент. Ну, об этом это как раз таки подтверждение немножко именно другое. Нахчиван, вот так и называют. Да. Это Ван, это местность, озеро Ван, как ты знаешь. Это первое считается, и тому есть очень много косвенных доказательств. То, что именно первое место, куда сошли после потопа потомки Ноя, это была область Нахчивана. Вот так она и называется с тех пор. А что касается Уральское государство, это немножко другая тема. Уральское государство, оно тоже из этой области, но оно было на Ближнем Востоке. Это Месопотамия, это Междуречье. Вот в этой области находилось Хурита-Уральское государство. Арзараву личное сообщение. Мне один отправил. Послушайте, друзья, когда вы отправляете donation или поддерживаете наш канал, я обязательно говорю, прислали донат, поддержали наш канал, если я этого не говорю, молчу, значит, никто ничего не присылал, никак не поддерживал. Так что отстань от меня, чувак, уже достал, честно сказать. Можно вот
истории, ты специалист по истории, как бы это, ну, М, как ты Любитель сказал, истории. давайте будем смотреть вперед. Вот у Так. меня такое предложение. Ам, Вот чеченский народ, как бы он вот создал нас, и у меня такое ощущение бывает, работая, учась и так далее, у меня вот возникало, между прочим, такое ощущение, что я этому народу должен вернуть, так сказать, какую-то Долг. пользу, Да. долг, да. Но долг он, да, можно сказать долг, но Ну, в такой кавычках долг, который мне мы- хочется вернуть. Петю, а долги да. не хочется возвращать, как правило. В Дань общем, почетом. Дань почетом. Да. вот. И я вот думал, какую пользу, как ты думаешь, что можно дать народу? Понятно, можно там лекцию прочитать, можно собрать молодых людей, как бы, чтобы они поумнели, тех, у кого есть потенциал. Морфологию мозга изменить, к сожалению, я не способен. Да Вот. никто не способен, честно сказать. Я понимаю твой вопрос. Какую пользу можно принести, как ты думаешь? Ты дистанционно имеешь в виду? Кстати, можно и, как я приеду сейчас, я вот собираюсь как выкроить время, 2-3 хотя бы, 4 недели. Я скажу так. Başkanım, Züdeylo Реально, okunsadık nuskamal yazıyor da. Носкалам проблемяцер, носкал сар атлах хумдацервай, носкалахам проблемяцер. Лорс, я Мгм. скажу тебе честно, чтобы ты принес какую-то... Так, чтобы ты принес какую-то пользу после приезда, нужно посмотреть и собраться именно с медицинским, молодыми Мгм. ребята с медицинского факультета, именно Мгм. по твоему направлению. И только там Мгм. ты сможешь реально принести пользу и как-то уразуметь их и дать им понять, что несмотря ни на что, несмотря на все стереотипы, ты уехал, ты в Германии работаешь по медицине, а это тем более самое сложное направление в Германии, я знаю, это не понаслышке. Там другим ты можешь кем угодно стать, грубо говоря, но стать медиком, извини Врачом. меня, Мгм. это фактически маловероятно. Вот так ты сможешь сделать намного полезнее, если ты приедешь. Вот. Мгм. Это мое понимание. Почему? Потому что я надеюсь, они послушают, они могут пойти по твоим стопам, и это может намного больше принести пользу. Для простых обывателей, то, что я говорю, ты должен понимать. Если бы, допустим, я сейчас сидел и сказал, каждые 10 минут, если будут приходить сюда мои братья и сестры, я буду давать по 10 евро или хотя бы 50 евро, у нас бы сейчас в эфире было бы там 500 тысяч, 7 тысяч, 8 тысяч людей. Такова ситуация, как бы я не любил свой народ, и вы не любили свой народ. У нас вот эти взгляды, так сказать, Не как у о евреев. образовании, об государственности, о понимании жизни, они для многих людей, они не приносят, понимаешь, лавы в карман, извините за мой понебратский язык. Для них это вот нечто, вот мажорик там Башлам с мажориком Лорсом, с мажориком Мурадом собрались, вот они мажоры, у них все есть, они просто решили вечерком посидеть, поболтать, вот у них все нормально. А вот нам, бедным людям, нам не до этого. На самом деле это не так. На самом деле это не так. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, японцы, немцы не доедали, их предки не доедали, чтобы вывести экономику вот на такие уровни, как сейчас. И мы вот эти вещи сейчас не просто так говорим. Я каждую копейку, может быть, вы не видите, сейчас. Вот когда мне кто-то присылает, да, Мгм. так сказать, денежку, вот, О. каждая книга, вот это карты, вот карты, вот одна карта, вот вторая карта. Одна 19-го, одна, другая 18-го. Альбомы. Здесь эти книги. Каждая, которая... Это вот только малость, то, что я использую для работы. Ну, допустим, вот здесь книги. Все они, ни одна из них не является, грубо говоря, художественной литературы. Я не собираю макулатуру, ну извините, не в оскорбление кому-нибудь, не собираю стихи, не собираю поэзию, творчеством не занимаюсь, только на документальной основе.
все везде. Вот эта книга носит характер, вот ее только выпустил, я сегодня еще не успел ее показать. Здесь все документы, каждое село, сколько людей, какого тейпа там проживали, какой фамилии. Это все, что касается 19, 18, 19 веков по Сужинскому району. Самашки, там, Ачхой-Мартан, там, Яндари, Карабулак, везде, ну, грубо говоря, да. Вот такие, чтобы скрепить взаимоотношения, братские взаимоотношения. Вот, мне, в принципе, я не карачаевец, я не балкарец. Вот этический кодекс карачаевского народа. Я его прочитал, я его взял для чего? Для того, чтобы сравнить с этическим кодексом Нохчелла, Онхолла, чеченским. То есть вот эти книги очень и дорогие, и очень редкие. Почему? Поясню. Вот такая книга – это некое подобие Майнкамфа, но чеченский вариант. То есть здесь нету такого, здесь говорится только о наших адатах. Есть такой же кодекс у японцев, он называется Бусидо. Многие ученые, и в России ученые, и творческие люди, они говорят, вот в России очень мало народов, у которого есть этический кодекс. Один из этих народов – это наш народ, наш с вами народ. Онхоло, да? Да, Онхоло называется. И мы читаем его, доводим до тех, кто не может себе это приобрести, или в Европе, или в Америке уехали, огромное количество, доводим до них и рассказываем им всем о том, что у нас было и чего у нас не хватает. Через призму картины, реалий, которые у нас есть сейчас. Да, я даже сегодня очень хотел бы немецкий Геленваген. Очень, просто мечтаю. Ну, у меня его не будет до конца своей жизни. Я вообще, по сути, я говорю. Я хочу Геленваген. Я хочу двухэтажный дом. Я хочу красивую невесту, да. Это мечта каждого чеченца. Но если говорить о статусе государственности и твоего народа... Но мне Гелендваген не очень нравится. Ну, извини, тут уже каждого свое. Я вообще говорю, какими стереотипами, или там, допустим, и здесь, конечно же, я забыл про Стечкин, желательно, там, чтобы был Стечкин, но это, ты понимаешь, это все, эти вещи, о которых мы мечтаем, они недостижимы без определенных усилий и переживаний или трудов определенных людей. То есть Мурадов, Лорсов, Башламов и других. Потому что, чтобы был Геленваген, немцы к этому шли и очень долго шли. И так далее и тому подобное. Чтобы был красивый дом, ты построишь ты дом, проживешь. Завтра прилетят самолеты, разбомбят и уничтожат. Мы же знаем, за 2 чеченские войны все, что было, как говорится в этом фильме «Иван Васильевич меняет профессию», помните? Говорит, все, что я нажил непосильным трудом, 3 магнитофора, 3 подсигарника, вот как и там. Махмуд Асимбаев в своем интервью рассказывал и говорил, что вот чеченцы, я все, что нажил, мой музей, все это было, вы варвары, сволочи, разбомбили. Я до этого был, говорит, русским человеком, а теперь я, говорит, не русский человек. Вот так и получается. Ты можешь строить двухэтажные дома, ты можешь купить Геленваген. А суть в чем? Если завтра любой человек, если ты не соблюдаешь свою государственность, свою национальность, свою родину, свой тейп, в чем смысл этих вещей? Тебе завтра, объединившись, любые другие варвары могут это все забрать, уничтожить, разворовать. Поэтому я, конечно, может, издалека зашел. А полезные вещи, они начинаются вот с таких малых вещей, Лорс. Если ты прочитаешь лекцию, если ты зажжешь их в сердца, именно непосредственно, красноречиво в своей области генетики, ну, грубо говоря, да, так скажем, генетика делится на 2 части. Есть естественная генетика, есть гуманитарная генетика. Гуманитарная генетика – это для нас оставь. Твоя естественная генетика, то есть то, что по болезням и всем остальным. Статистически, популяционный барьер, вот, если ты это сделаешь, по мне, ты принесешь очень много хорошего, многого полезного. Вот. А здесь я на твой вопрос отвечу. Здесь задает тебе вопрос, это уже к Мураду. Шаровы входили в состав... Так, Шарои входили в состав аварского каганата в 1800 году. Еще время Умахана Великого, хунзавские ханы, истории народа во все имеет, придется объединять Кавказ особенно. Послушай,
Умахан Нуцал наш. Я отвечу, Мурад не знает про это ничего, может быть, а я тебе отвечу. Не может быть князь рабом у чабана. Я тебе ответил на твой вопрос. Ты понимаешь? Ну не может быть князь быть рабом у чабана. Чтобы ты понимал, Нуцалханы, Умалханы и все остальные, вы ханы и остальные подобие вас, вы перебрались через реку Сулак благодаря тому, что наш народ был уничтожен. А уничтожили нас великие полководцы, воины, такие как Субиде Джабе, монгольская ига, или Тамерлан хромой, который не проиграл ни одной битвы и никому. Так что тебе бы свои сказки рассказывать где-то далеко в горах, в своих каменных скалистых горах, в Дагестане, когда ты пасешь баранов, им рассказывай. Больше пользы будет, меньше нервов будешь тратить. Вот им рассказывай. Шарой на неопределенный короткий срок во времена имама Шамиля, когда называли или и так далее и тому подобное, ну вот не заставляй, я просто не хочу дальше идти, Сюли. Ну вот зачем ему, адвокату с Германии, грубо говоря, юристу с Германии, или генетику с Германии, вот твои сказки, сидя где-то за интернетом, ты вот нарнийский сидишь и пасешь своих коз да барашков и рассказываешь нам, что вы владели Шаройским районом. В Шарое вы убирали кизяк. И когда шаройцы, я тебе расскажу реальную историю. Когда вы просили помощи и пастбище пасти там баранов, вам шароевцы разрешали только при одном условии. Если вы будете пасти их баранов, давать с каждых 100 баранов определенную джизью, и когда умирает кто-нибудь, а я тебе говорю реальные вещи, то, что рассказывали шихаройские старейшины, и когда умирает кто-то из шароевца, вы должны были первыми прийти, сделать омовение, искупать труп, похоронить все по исламу, сделать вот благородными такими делами вы занимались. Но другим вы ничем там не владели. Когда чеченцев депортировали в Казахстан, вы заняли шихароевские в основном дома, мечети шихароевцев, вас оставили и ушли. Вы знаете, что мы, и я в том числе, который был буквально 2 года тому назад в Шихарое, увидел с тех пор, что вы оставили в шихаровских мечетях, вы сожгли мечеть сожженную, и узнали, почему она сожженная, потому что они были обмазаны глиной, а глина имеет свойство, когда сжигаешь мечеть, она становится красноватой. Так вот, с сожженными Коранами эту всю мечеть мы оставили. Если бы вы, да, вы можете сказать, это сделали НКВДшники, советская власть, но если вы были бы достойными мусульманами, вы знали, что там оставили этих людей непосредственно, вас оставили там ночи и жили там, вы могли сохранить это наследие. Вы же мусульмане, вы же нам трактуете мусульман. Но несмотря, сейчас ты мне пишешь про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, рассказываешь про Шамиля и все остальное, и про шариат, но ты забыл, потомок Нуцулхана, освободите 2660 домов в Ауховском районе, и потом рассказывайте нам про ислам. Ты пришел здесь нам рассказать, что Шаройский район принадлежал вам. Вам принадлежало то, что есть у вас сегодня. И даже с лихвой. Поэтому, пожалуйста, не заводи меня. Я же говорю, я знаю хорошо историю. И Мурада историю знаю, и Лорса историю знаю. Я имею в виду тейпов и народа. А про Нуцалханов, что они потомки пророка и все остальное, ты рассказывай чуть-чуть не нам. Шамиль мне ничего не значит. Конечно, не значит Шамиль. Как Шамиль может тебе значить, если Шамиль весь твой окончательный последний род уничтожил? Гази Мухаммад начал, Шамиль закончил. Мы это знаем, я знаю. Я вообще тебе говорю. Авакан başlan, lütfen. Деятельность. Вот и сачую, вот сам эра олеба. Да, как союз, не надо обращать на это внимание. Не отвлекаться. Хан Султан, молодец ты, короче, удачи тебе, Да. давай, нормально. Ну. Султан был Шихарой твой забирай, иди. Где Шихарой, мы? сияварар, просто сияварар.
Не, а с ума собраться, мы о чем мы говорили? Говорили о генетике, говорили о своей истории. Наследник Мы говорили престола, вообще о трона, другом. короче. Башлам, ты видел Холандойскую башню? Конечно, видел. Видел и еще раз скоро увижу, потому что я должен поехать и в Холандой, и Сандахой, и Хакмадой. Поеду обязательно, засниму, Башлам, посмотрю, есть ли... вода бьет, и лотер будешь. Что Дагестане, Ингушетия, сейчас Виру Алдуканю, да мне как-то, знаешь, днем раньше, днем позже, мне какая разница. Ингушетия Все под одним вышел, богом. сега мони удинал. Ой, да, Дагестан, вообще ерунда, и Ингушетия. Ну, Мадис, бака, хотя я, валай, на самом деле, тут есть он вайца афиетон, дейл дафиет. Ну, просто цанюк отсад баранчик просто. Дикторец, он дует, и умно затрагивает, да, дизалцарец, потому что цанюка нормально, достойный наш будует, я думаю, что уважение, киечор, киета, руца киетак, что лай амал шел, шнаха будует. Ну, Хаза, Мурат, знаешь, в чем ситуация? Многие люди так говорят. Отбита, тяргер, мобия, воем, все равно. Ну, я скажу тебе так. Вот смотри, брат, Мурат, ты, может, не успел, может, не увидел. Ты видишь вот эту книгу? Это монография. Здесь написано происхождение чеченского народа. Это монография. Ну, я видел эту книгу, я слышал. Ее в библиотеке Твери, город Тверь есть такой, губерния такая российская, да? Ну, Тверской Недалеко от области нашел наш Ногчий и привез ее оттуда, выкупил и привез ее, отдал мне. Чтобы ты понимал, она написана в 2004 году, когда шли ожесточенные бои, вторая чеченская кампания. Да, Это страшное дело. Если ты сидел где-то на пятачке и кушал семечки и рассказывал это такому же алкоголику, как ты, ну, грубо, не тебе я имею в виду, а человеку, который написал, я был бы не против, я бы сказал, это несерьезно. Но здесь написана монография. Ее читают и будут читать до тех пор, если пока кто-то не решит занести ее в электронную версию. И на протяжении 1000 лет нас, и тот, кто захочет оскорбить нас, унизить, принизить нас, будет читать и распространять данную информацию. Чем отличаются люди Писания от нас, мусульман? Они все фиксируют, они все кладут и всегда зачитывают. Поэтому мы сегодня узнаем о своем народе и название Нахчи от армянских ученых и от грузинских, которые в 1310 году записали наш этноним Нахчи, а не от нас самих, потому что мы утеряли. Ну, Я к чему это подвожу все, Мурат? Это все к тому, что если мы детям, я хочу, чтобы Мурада, Башлама, Лорса и их дети между собой грызлись. А я хочу предотвратить это и сказать, что это неправда, что это выдумки. Но это фейки, это выдуманное несоответствие. Поэтому я эти многие... Бумага все стерпит. Бумага все стерпит. И поэтому и так важны точные науки, потому что там не поболтаешь. Не, вот на самом деле, вот поэтому же я, когда зашел... Даже это реклама как бы для нас. Как бы это не было, как бы сейчас вот глупо не звучало. Да, негативное, позитивное, но все равно как бы, да, то есть люди... Вот, любой пиар, люди, которые даже читают черный, он книги, является да, хорошим. как бы я думаю, что они как минимум мыслят, да, немного. То есть какой-то чабан здесь... не прочитает все равно книгу, да, то есть я абсолютно по этому поводу не переживаю. Абсолютно. Смотри, я понимаю, я еще раз хочу, чтобы... Дело в том, что хороший пиар, даже черный пиар, это, конечно, хороший маркетинговый ход, но вопрос в другом. Мы рассматриваем немножко в разных плоскостях. Это да, образованные люди это поймут. А не образованная челядь, которая, допустим, грубо говоря, сегодня тебе приходит и... Ну, сейчас вот зашел человек, который говорит, что Шарой принадлежал ему, там, да, грубо говоря, он это говорит. Мы можем посмеяться, сказать, да, оставить, да, не обратить внимания на это. Но здесь сидят, допустим, 100, у меня миллионные просмотры на нашем канале. Посмотрит из этого 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч человек. Из этих людей, если не опровергнуть, не сказать, что вот это ложь, по ложному пути могут пойти очень многие люди. Я понимаю, а завтра это может вызвать
я и говорю между соседями, а не так, когда больше. Это может вызвать кровную месть, это может привести к убийству. Так нельзя делать. Я об этом Башлам, можно говорю. я тоже два слова скажу? Там, вот знаешь, у Леонида Давай, ладно. Корнилова есть такое стихотворение, что, ну, как европейские народы же, то, что вот мы занимаемся у себя там, так сказать, Мгм. на Кавказе, как бы соревнуемся, не побоюсь этого слова, великие европейские народы веками между собой соревнуются, да? Изобретают космические корабли, правда ведь? Это Ну все да. правда. И вот стихотворение, если, говорит, вы перепишете нашу великую историю, мы новыми победами, говорит, снова, говорит, победим Богцу. Там у него очень эстетично это написано все. Вы, говорит, Грамотно, очень полет красиво. Гагарина, говорит, никогда не переплюнете. Но даже, говорит, если постараетесь, говорит, то мы новыми победами это перечеркнем Богцу. Согласен. Поэтому нам надо стремиться. Результат. Башлам, Да. результат. Да, да. Вежари, А Согласен. результат Юй с тобой Башлам. вынуждены считаться. Все просто. Башлам, حقيقي شو ناخذ بيغي اربيغي سلاسو اتعيازوش اخر بوش هو يعني زي هون هو شو هو هو والله شو يازوش دقه يقطو يرق لما نيسا استي اتوستيناتو شو يازوش فوق شو это آخر وقت رويش آخر خود чувак бахцо, мил чувак бахцо. تا دوشي بو فوق السا آخر чувак بوقت أنا короче في ملو متاسو تعال شو تسوى قوز запрос حياتنا شو قايزن آخر خودر Гуш Варсоне, язером Гуш Русон, но соне ока принять, как я приму, если запроса у меня нету такого. Все. Я вроде принял, если принять, я сам удивлен, что... все. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Тебя мобился, в эфире выступать, Дина, я 25 лет занимаюсь историей тейпов. Духан, Свега Маситуза, я сделан, интерес, я. Пожалуйста, смотри, у тебя не может быть такого документа, вот тебе один документ есть такой. Исак Карабуласки. Шолога, у меня этих списков, вот смотри. Так. Я могу... Откуда архивное управление? Ну, архивное управление, Государственный архив Российской Федерации, Государственный архив Грузии тут есть, я сейчас покажу тебе. Так. Вот архив Грузии. Архив Грузии. Вот личное дело Байсангура и Гази Хаджи Зандакского есть под фондом номер 12, опись 6. Очень много документов есть. Я тебе пишу, чтобы они какую-то историческую ценность все-таки имеют. Одно не дело какую-то, они имеют огромную историческую ценность. Да. Просто и Сандал вопрос, да, Леша? Я в прямом эфире, директ я бы сразу с тобой вышел на связь. Просто я здесь, когда гости, я не сильно смотрю. Я тебя продонатил, чтобы ты меня увидел. Естественно, Билал. Добрый день, все. Сейчас. Да. Все, пичу Тарбакс. Да. Это финансиация, Мурат. Гирихано, я этнаю, Билалс, я этнаю. İzim dokumdatsır, dokumsun ablaş Да, сидел, да, духва. Миловала, да, шабал. Саце Билалю, со аш аргуняу. Оцагу Билал. Созам. Я Ашвар Киехчду, но у меня нету потенциала это все развивать, потому что у меня болезнь. Я последнее время 10 лет как занялся популяционной генетикой, и вот этому Нуцалу хотел ответить. Вы понимаете, что сами аварцы не являются одним целым конгломератом. Это разные племена. Допустим, аварцы Гумбетовского района и даже части Цумадинского района имеют гаплогруппу J2A1. Допустим, возьмем
этого сельдинца Нурмагомедова. У него гаплогруппа J2A1, и близость Да. 300 лет назад у него общий предок с хуландоевцами. Допустим, с Султановым, который протестировался через Family Tree Хьюстона лаборатория тестировался. Лорд, приятел! Собор дела, Билал, собор дела. Лорд, теперь ты Да. понял, о чем я говорю? Но есть Да, еще да. одна очень маленькое примечание ко всему этому. Вы понимаете, что они сами, когда тестировались, указывали свое происхождение хуландоевское. Вы можете зайти в проект, я дам сайт, там они сами, лично сами написали, что живут сельдинцы, но выход из Хуландоя. Они сами пишут об этом. Да, я Более это того, публиковал уже. я Господа, знаю, я что... предлагаю доставать штангенциркуль и замерять черепа. Но это ты процессуалов найдешь О, только в да. Западной Украине. И если мы будем черепа задействовать, боюсь, что мы долго не проживем. Это уже процессуалы пойдут. Слушайте, у меня несколько вопросов, и если хотите, я сам себе буду на них отвечать. Ахиц Эйлер, Давай, Чабан, Поладу, да. Чабанш, Дуку Хилохока, Ария Хилмахали из Чабанш. Но из Дога Вань Квуйцу Хавалвай, Хар территории, Халина, Турлуевар, Хулил, Кедеш Хулил. Вайга церх ляца докутирчу, как они тут хаму бях на царь шаш, я один аргумент, документ сюда. Есть перевод этого документа, но вы знаете, когда я все это буду вот башла, царь история мой, скидываешься, Горбашовину, Горбаш это прислуга домашняя, цаваш отцовину, княгиню вину, рад чего фамилия шо вариация, Теркистайн будешь. Все вещи зубье, вещи, все вещи вещи зубье, эти вот воры, хока топли чухаворы, хока генёч топли будешь. Но это все, вот когда они ко мне приехали, рассказывают про какой-то княжеский, вы знаете, если у вас были князи, да, я что, как Хасан Смаала, значит вы шулей дубов. У вас были и рабы. У вас были и рабы, или что? А то вольное общество, что, допустим, садай сесна, им бусотай пан сесну, генетические, биг тест, я знаю, откуда я, какие у меня корни, какие люди ко мне близки. Но я понимаю, что генетика это не является составляющей или составной частью самоназвания и вот, допустим, я себя чувствую чеченцем, как того, она, допустим, она синди вахи, что-то ит, ногчи, цакиц, дуорда, хитвель, кута, ценнул, шезишь? Грубый кицдуиз, но из долдия хабыл as масалдалош был, на бы уж генетик выела уже сюли пуш. Вы бодыгич от сюлищи мы сейчас называем сюли олой, это неправильное название. Мы хунзавцев называли жафой, гумбетовцев мы называли мелордой, цунтинцев мы называли центой, и очень много всяких названий. И царнюка лаги бош санах был. Het is dwars model, nog mag was. Dat moet er uit de middels, от сюли бошло, dwars, можно транскрипции муи на ханцут. А боги нах шегон шуи, их няре боги солей латиш олшловца. Ну, да, хэзасули версии. Версии, но это очень... Сейчас мой разговор, он основан только с одной целью, чтобы ты вот эти вот приехал, как-то забрал эти документы у меня. Обязательно. Билал, сам анасик, примерно сколько гигабайтов гойтицу, весит флешка, какая должна быть? Мы сейчас с тобой посмотрим. Я, конечно, не особый умелец этих всяких ладно, свойства. Свойства, что? Ну. Так, сейчас он грузит. 45 гигабайт. 45. Тут есть карты 1830-х годов. Так. Открой ее. Открой 30-го года карту, открой одну. Сейчас жить карты. Вот, допустим, сейчас. Ой, не знаю, если у него хороший формат, чтобы для распечатки вот есть, вообще. Хуза, Берт, Хуза, Жан, Юр. Их уже нету. Асфагийцев, Теплию. Ходига, Гверда, 60 домов. Брат, что будет это? Я шикарно будет. Документы, Юшипро, Дия, Шарон Махкахал Биз. Шарваш, Олштамду, Шарах Целарин, Шипаровна Олш.
Sonra terkiste da ban şikarvay boys. Dik Посемаш aşbuş. машин, брат. Sema şkah bu şikarvay. לא, Sadede שיקרא, şikar ای başı. שיקרא, депортация, צדק, כי чулת חלצה בו שכנה בו חושין סיגי와. Но вообще-то Да, шикара да. цар шух гондарчнах элду. Он элду ха шикара борг на диалекте аварского языка русый болду, светлый болду. Вежари, ага, у меня один такой вопрос. Сундак доохнсха деда далгешултен суадуич Engel махай оларк цуда типа то за англичане бохса и за ости цунсвезен дуи. Сун Но бога есть... и тестинир, Ага. за секунду, Да. и тестинир из ларсу воспринимать. То есть со 70% ногчу алдар, где-то 10% Англия, ерса, короче, уже скандинавшие странши, А что-то тем короче, Сигар, короче, ерса. Мурат, 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 Бёнсен, Мурат. Мурат. А я принял тест, это митохондриальный ДНК. То есть они, это все ДНК, допустим, у нас Это, вот есть да, хромосомы, да, есть X и Y, допустим. Y-хромосома, она неизменна. То есть если твой предок был от Y-хромосомы, ты будешь, твои потомки, они все будут носителями Y-хромосом, и именно этого хам J1 хильещу гаплогруппу. Шикарваши J1 гаплогруппу. Но из тех, которые протестировали. J1. Но вот митохондриальный ДНК, это значит где-то 14-я прабабка может тебе какой-то... Вот в Козах, допустим, у нас есть история, где Нохчи, вполне, это известная история, польский Зудберш, Далин, Ханюк, Балин, Хамахан, Башлан, московский княжество. История, Билал, позитивная история, и он, начало мне уже нравится. Они же вот это польское княжество на московское когда-то напало. А тело выяснило, лица ока сразу... Слушай, на царь. Зудберш, даже историю, ну, есть, и это подтверждено, митохондриальный ДНК. То есть есть люди, которые делали Family Finder, называется этот тест, ну, поиск фамилий перевод. Вот Family Finder показывает, где у тебя больше родственников по, допустим, про матерской линии. Допустим, Санан Уордлою, Хоюртарюис. Сына Динан Атхарюк, допустим, чопални эпиеною. И вот по митохондриальной ДНК от Атхар тестировать вино, так потомки как четвероюродных братьев, говорите. Видите, вот до того точность очень хорошая там у этих тестов всех. Поэтому я сейчас, у меня... Ларс, теперь ты понял, как мы больны ДНК? Вот, я есть и такая карта, смотри, это, по-моему, 1807 год. 807 год Донар Башла. Ага. Хокон две части, та часть архива, охал штатив яқитан сохот. Буду накаязен, Калуга дуютига слева. Ну, это река, вот здесь чеченцы, тут Карабула. Но здесь перевернутая карта, потому что это было, должно было быть с той стороны. Но в то время рисовали не совсем 45 гигабайтов бария? 45 гигабайт. Все. Здесь хажил Гокага зум. Билал, и Черное море выходил, чтобы я сорвать. Хажил Хагла. Хадия шуалла. Башла. Харкия хадия шуалла харкия. Дуй. Хадия шуалла хатят свер. Цер мялбол. Гумки хала бөлбол. Ну цаалш цер. Уна аднаш дуй. Выходцы из нашего, выходцы из Гунибош. Харкиятор, какач, о, дико разбор регионов. А 1830-х годов кумыкский владеюк, а даже эхкибуй ауховский, эхкиб, не схрат, аухой, иш цера киехач долгоюка. Более... Инчадек хамадисов душманак, то очень бицем ночью тервас. Очень бицем, больше будет турбовар, цер материал новый укар. Вобила. Дало охонгой братик обработать. А жалко, вопрос стало само кило и хочу. Суна интересно, дуешь, транена и ногче кило. А ногче кило это отдельно. Допустим, есть кило, сатто, ляж, крой, инкой. У них общая гаплогруппа. Но у ногче кило, у них J1 почему-то. И они себя считают чеберлоевцами, а не шатоевцами.
И у Да. них диалект тоже не шатойский, а чеберлойский. Я просто очень долго работал над тейпом. Саюр, название Аксу, а Саюр таху тейп на что идут. Шалажи, На ава? скидку. Шалажи в основном наш хуай, я очень так говорить. Чин хуай бу шалажи. Но есть еще в 1864 году переселенный эйт халой будет, я 2-3 семьи ждут бац. Мгм, мгм. Но в основном чин хуай, наш хуай, ну и вот оттуда все. Мгм. А Чинхой угар дух сянгабу. Скорее всего, урус и ачхой мартан, но у них тоже очень сложная ситуация, потому что Айна? чинхоевцы как чинхо, Урус матан бу. Чин- Мгм. урус Духа мартан, буметтеги. ачхой мартан был. Но если хадис вала хапорей он хабош вала больше всего урус мартановский Урус район. мартан. Урус Если мартан и там ачхой сам- мартан. Я думаю, но самое интересное, что те чинхоевцы, которые живут в горах, ну, жили Дан, Калы, Эд, Калы, Иш, Калы, у них же несколько они генетически не родственны тем, которые на равнине. Вот. Генетически дукладол хенсей масала Билал. Генетически хенс Аман Сулейманович теперь приданши до исторические уирза историческое, топографическое, статистическое, этнографическое, военное описание Кавказа, Алакиншкиацер, тут я язина масала мулквай, эшбатвай, эси кошу аль, тут я хей Аман Сулейманович язин йонс, предание шери, предание шофу, визри буаль язин душ. Старший мулква, а по ДНК они вообще, кроме эшбатвай, эси, совпадение вообще почти язин. Да, у Эшбат четкая Q у всех. Q гаплогруппа. Это гаплогруппа северных народов. У них ближайшие родственники. Это эти Билал, индейцы Северной Америки. знаете, Да. по поводу грузинов, я не знаю, но мне очень нравится этот народ. И связано тут? Вы знаете, у них где-то 25%. Мне очень они, я считаю, очень достойный народ. Именно гуржи никогда знаете, не были против нас. Я не совсем их адепт, потому что они явно или тайно ненавидят ислам и все, что связано с религией ислама. Вот в чем проблема. Про грузин я могу тебе рассказать Они всегда очень к нам много. хорошо относились. Ну, хорошо относились, смотри. потому что у них генетическое братство с нами. Вот. Да. Ну, как, я тебе скажу так, все северные общества Грузии, это является братьями нашему народу. Да, это Тушины, Хивсуры, Пшавы, Славы. Да. Вот они все являются, у них та же самая гаплогруппа, как у нас. Да, у них, допустим, Зема Алагвани, которые, вот, допустим, есть бацбийцы, которых... Ну, еще, это ведь и вайбу. Они особенно себя шпица собьются даже. Ахметовский район, Ишмельшбу. Они уехали 200 с лишним лет тому назад практически. Светлый был. Чем меньше смешиваешься, тем светлее становится, братан. Северные части допустим, всегда вот так. эта вот антропология, то хо-чор, хо-альжуй, хо-шичу, хо-светлый, она никакого отношения к генетическим изысканиям не имеет. Это нет, братан, сейчас не об этом речь. Есть английские ученые, кажется, если я не ошибаюсь, статья есть, ты можешь посмотреть. Они нашли, там речь идет об арийской расе, кстати, не так любимой. Так вот, они вывели, если я не ошибаюсь, английские ученые, да, они вывели, что в Северном Иране и Афганистане есть несколько селений, которые на 8 или 9 месяцев, которые закрыты бывают, и туда никто не приходит, и оттуда очень редко уходит. Так вот, фотограф из National Geographic, кажется, National Geographic, какой-то английской компании, они поехали сделать, по сути своей, они должны были быть все почти что, точно так же, как и все остальные иранцы и афганцы, они должны были или азиатами, или должны были быть черными. Но когда они пришли туда в горы, они просто ужаснулись от красоты. Во-первых, у всех девчонок чуть ли не 80% были зеленые или синие глаза, они были рыжие или же с пигментацией светлые волосы. То есть из-за закрытости общества и северной части, ну обычно север очень светлит людей. Короче, церкви это бумбар, и школьный хилар. Да, это закрыто общество, изоляции. Это племя называется хунзы. Но я тебе как физиолог могу сказать еще одно, что цвет кожи, цвет глаз, это все зависит
и от климатических условий. И Допустим, с если у климатической тебя северной части боишься? рацион очень слабый. Если ты запомнил, они едят Да, круглый год да, косточки абрикосовые. да. И очень среди них вообще не обнаружено ни одного случая онкологии. Вот тоже в этой же статье было сказано, я читал очень давно Да. про них. Это племя называется хунзы, но у них яркая гаплогруппа L3. Они же их протестировали. Эта L3, Да. она ничем не А ты отличается. где? Хунзы Бошпеш, который в Афганистане или в Иране, который ты говоришь? Там было просто несколько селений? Они, скорее всего, между Ираном и вот где это фарси живут, Ага. вот эти Ага, фарси, вот, ну, что ж, вот эти вот. ага. Там же много племен, Да, каких там. да. Они же не Ну, составляют там общий какой-то. Я сейчас Да, там просто, очень знаешь, малая часть, они говорили, там небольшая часть. Вообще маленькая. в нашей исторической науке очень есть такая погрешность. Мы хотим все идти к общему какому-то мифическому праотцу. Знаменателю. Сахала, Ататур, Полнохчо, это мифология, это, конечно, хорошо, она в чем-то может помогать. Но в логике Немного. это не умещается, потому что, допустим, я пойду и буду основателем какого-то села. Понимаешь, у меня есть дети, они должны на ком-то жениться, продолжать какой-то там свой род. Для этого нужна им новая кровь, да? То есть один Конечно. человек не может. Если, допустим, в народе, если народ гордится тем, что у них 80% одной гаплогруппы, что они, это значит, что это молодой народ, что они вот буквально вчера прошли на какой-то мировой уровень или начали называться народом. То есть до этого она была одна какая-то семейка. И свои генетические изыскания шмулю где-то 2,5 или 3 тысячи человек тестировательно. Это очень хорошо, но у нас есть некоторые тайпы, которые... Я сегодня полдня уговаривал 2 человек, чтобы они сдали тест. Я сказал, что я буду, допустим, их донать, я им помогу. Большую часть средств я сам оплачу. Мне было очень интересно именно с Бюцербати, чтобы не придавать Не надо именно. Чтобы узнать именно, у меня есть очень много всяких записанных легенд насчет этих нескольких тейпов. Но я понимаю, что надо эти легенды внутри рушить. Мы не можем все идти к общему отцу. Я знаю, что объединяющим фактором нашего народа явилась только религия. И диндатеттен Бела, у меня очень большие сомнения насчет того, что Дин да Тотер У меня тоже. Это маловероятно, но ты знаешь, мудари ош, можно с колхоза убрать меня, но... Ну, Дин на самом деле у нас, Дин дует, да? Нуцалхан, смотри, он задает вопрос, я вот вижу твой вопрос, смотри, Нуцалхан, я не являюсь каким-то большим экспертом или каким-то кандидатом наук в этой, но популяционной генетикой я занимаюсь и там наблюдаю за ним около 10 лет. Гаплогруппа не может принадлежать какому-то определенному народу. Гаплогруппа это означает, что какой-то предок, который там 2-3 тысячи лет назад жил, и вот ты происходишь, вот, и имеешь его гаплогруппу. Вот что за. Допустим, если 3 часа об этом мы с Лорсом говорим, этот человек через 3 часа опять спрашивает об этом же. Сажимал, Дейрхул, у нас очень сильно напряженная риторика. Риторики напряженную на позитиве камел диче, но боды дич хокад вели хасон башлам. Я за тобой очень Бела, ты знаешь, у меня во время карантина, у меня просто, знаешь что, у меня обычно единственное, что бывает проблема, я обычно покупаю трафик, если донатят, я могу продлевать все больше и больше. Когда не донатят, я час-два провел и ушел. Месяц карантина, когда был карантин в 2019 году, месяц Рамадан в 19-м, то есть во время карантина, кажется, наверное, я единственный перебой, часа на 3, на 4. Да, Узерсо, остальное время мы все время проводили в прямом эфире. И была война, опять же, по границам, география, внутренняя, внешняя. Поэтому для меня не проблема вообще, чтобы просто, если техника не подведет, это хорошо. Это я с вами начал. Я даже сегодня и половину библиотеки, которые показывать книгу, говорить какие об этом рассказывать, я этого еще не сделал. Просто сегодня хорошая новость. Во-первых,
Гитлер, немец Югинга я встретил у нас в эфире Башла, брата Лорса Башла. и Мурада. Тут еще ты, то есть еще Башла, француз. я тебе сейчас... Башла, улица внимательно, Башла, внимательно, сиз гойт мне гяц цюнхажла. Еще бы я бы видел, было бы хорошо. Цак Астон, камера у тебя... Смотри, ну это 16-й iPhone, я лучше не могу пока придумать. Жду, что... ну извини, блин. Это не от айфона зависит, Лоша, это зависит Это, от наверное, этого. У нас экран разделен на 4 части, поэтому... Здесь просто связь, видишь? Башла. HD формация, Гойцу, связь. Комитет для разбора личных и поземельных прав горцев Военно-Осетинского округа, родословно 5 фамилий Джираховского Год общества, скажи. 1859 год. Да, до создания. 1859? Это Да. до создания Индусского округа. Скорее всего. Тогда... Да. Их Военно-Осетинский создали округ. только в 1862 году. А вот разница оригинальное вот так, дело, ну да, также и написано, 30 декабря 1859 год. Мурат, Аллаху Аллаху. Я что хотел сказать по поводу вот этого года, да? Вот представляете, вот европейцы, насколько сильно они сохранили вот это здание, в котором я нахожусь, 1886 года. Представляете? У нас, мы радуемся, когда у нас просто карта есть, а у них целое здание от этого года. И Ну, извини меня, ты сравнил, конечно. Из мрамора, причем обделки, вот это дерево красное. Вот смотрите, полностью что... ручная работа. Вот понимаете? 1886 год перепись этих сел происходила, вторая по очереди. А второй Алирой Герменчук Мы Нестерет, там новая селы, когда создавали, Мурат, уже такие Мурат, здания делали. Мурат, давай я тебе скажу по-другому. Ты можешь показать мне мрамор германский 1860-го, я могу тебе показать башню, которая 13 века, когда по сути своей Германии как таковой не существовало. Есть, чувствуешь разницу? Эти башни до сих пор у нас стоят. А петроглифы, которые на этих башнях, и того старше, 1500-2000 лет. Так что нам тоже есть о чем поговорить и что показать. Просто так получилось, что мы такая нация, которая время от времени любим пободаться. И всегда... Наша проблема в том, что вошла, мы ночи не марта, умеем айдос, много сохранять. Мурат, цаам хитсун, в истории цана далачын ит доон келаюла цана в гучца yok лато шумяч и мифологии ца соцана пластиц автобус дави эти гасагас говори раски чувствует пунше историка аквар вот это вот и цаюмы и сказка хор ома юлшу ходо угер ца гадденч на нюкиха моалар цно цадиллер гуца ишла ашбулнах буй цана шаш элихит масана хит Eli boch when Eli цхил цундер цам Eli хил сразу олзо бас Eli хил хонох цхил хонох цхил Eli хил хулиладас вы вольное общество шло допустим мы цаолто хопойла асех пряс шаташи урам гумбетер хабахки нахбу до хохсалулар хунзахир хабахки нахбу шун бахна вы вольное общество шло Политическое убежище. Политическое убежище просили. Вот здесь есть документ, допустим, архив Грузии, где в Ичара синий речь Бош, метки ухок аргуна. Тигаха варда люрт, где 60 домов. Тига это жукин, озвардлаш это жукин, эляц дело дугар. Атажукин, князь Малый Кабарды Алмасуд Атажукин. В 1809 году Шьецигер Юрт Ягва, Шемасо Дерния Датош, Шьесимиатини, Шьебатини, Хавиен, Хок, Ванюк и Вахи. Вахи Джас, Халута, Кабардинский, Бисан, Эпсершхилат Ябельдилш. Вайчар Цавелла, Вуэрбали Агина. Ди Хардерч Ирди Ягина. Вуэтевен Мултага, Ларавеш. Сунвайнука. Хезхердас хаби ирза шико квартал черкези бушнаш. Хамета гемчигар черкези бушн. Хо гемчигар черкези му имам хаук междик чааш дагол бел сарбагош догошн нахчи багин. Требеш нанваш дейш троя си димбюах киндалдю цадагар аллашел. Ой дабел от багин шмеждик. Бис наш сигар дойдеш такой че
آمين تشيركزي بلدش إيش سيد إحين شيس نتيجة بيوقش أتخح بيسنا شداية وارج تاخ إيش معناه تشيركزي بوين يقع تشيركزي وين يقع هاين هو ياخ بيهتمش تبين إسحاق أمدو هندو تسافسون نو إموت تشيركزش ياخ بيهتم تبين نوش أو تشيركزي سولي چون سولي ألوي تون بعضهم بلال تون بعضهم أرجع إيش ده حرا إمام شامل والي أخذوا أشهر موج هنا حبا كنا مفاجئ ثاني تون خلا بورش نايب شخل بورش حبا كنا وخشين المتيش بو تارة ودواش سألرة تبعنا دقت شارع تبعندو تار حقية رسولنا إيش حقية لي حلقي دوين ده إقامة ويتاني جولولا جرجل وأوراتو خريتي أوشبول نتيجة خط أوشبولا تار جمينا أوشا تار ويا غوش جرجل وش خلا يسوت تار خط أنت لا دولا إن سولي جاي خايبوي جاي خاي وصار سولي بول تار خط تار تاني شيء تبعنا شتو تار خلدو الخومن تاني تار جرجل وتس مو يازنا ات 5 дней в плену из дяшма хырдук ажар гдашия сут ядук судит нохчиши гуттер нохчичу ахилуи плен ахилуи гуттер цухайна тайзер барбай тре притол шарата таясин шарата ла язинду жерг жерган язинду сюли гуттер лейхята кило хата цундер нохчиша церге шезудри богич сахила и богит герч беше ترنا تحديات شخلات مند ألشة تير تاني يقع يوميت يقوي أردو أما تحرمت تحدات إترو الله هينست إمش بناوما تشرسيش تاني غيبت لو تشرسيش تاني أما حابة أحكينا تاروي يقع وخرشين شخينا تقالت يزيدنا ألميت تقبات موتوخ ألميت تقبات غو هندنا ألدوز ديرا تسون ديرا إش سن بلاونا وان يقع رستوريتا دينا İstanbul yabatsa hoşa. Yurta хотя бы сюли хули. Yurta мял боча. И сюли ушун. Yurta сюли ушун бождучку. Сюли это антипод чеченскому народу. Гейбер то Челси ватс. Başlam. Asla tamam söyle şalat. Ve yurtaha ve dabu hoşena ve de de lam çoğayn bu dabu hoşen çoğta. Uş habah ki çoğ semaş kuahoş noş. Tradeda ya tun jada josh se grodyash lil sülihila Ahmed Bursayevich. Zu dabu hoşena. Şa nohçe o al dabu hoşena tradeda tsani Sibiri. Цыгарю хаве страдеда ши икерт участок стун ахал ши байрам буй цути дабала троюр тавахин ашу хинца буш ахшек сюли алждат лата лочка короче дат до дюш. Ладно, оша путать Мария, только Мурат. Хазла ойшера тажима спал бюцун хазла спиртво ойшер пал бюцбог судон ой тасбул бакична эс ди хамавella ميلوجا إسرائيل دي عمال سيلي ومتها إشلات عندي دي دواي سيلي باتش وابشي يخيل باتش شوي ثاني جينيتكس باتش شوي ثاني نوحش ثاني جرجل ودورشة يلا هيتر دورشة إيش خلق عنده دي دو بو عندي بو سيلي هنسا بسيدن سيلي أوسيرا أول إيتولي أصبح وين شو دوتش 10 متر دي حبشة يزدوق بول إت أغوش إبر واي شاروي بولش حبش دوق بش عندي بون عندي ولا حاجة جالسة بشتري باتون توتت مديرة. إنت تسوق يرنا وثيق إنت خود كي دولش أنا دو دالش. وابشة تعلم موتة تخا سيل موتة أو سيل الجش دو دوش وزليت ناس كروت. مراد وي سانومان كعويز مسومنا سوم سايت وي خوق ملو سايت باشلام هلا там тут. Что плачу, просто ты аловчик курса. Сошел кошаду. Цаман цам дуса. Вы национализме асабия olsun арбаш. Национализм тата тезой. Вы смегвал так будь, но мастер лилоца дезой. Допустим, мы не должны судить по логике.
Суждение по аналогии Волгоду, допустим, сам Comment цадин ça, adamlar ütüyor Algödilaya Türkiye hatta hala melki olacak diye bu üç havaş dokumenton. Дійсно, інтересно, дуже тим. Мадисла, ела, царёшу, Мадисла. Документ doğru. Tuzat, судебные дела, как одного еврея судили. Ona siga, ta nokti vay miçer boğla siga, tüylü siga, jukti siga, Хажал ему vay vudyaştı siga. Ну, допустим, шуюк и бяхин хеблой был. Он хама, хеблой, минус буха. Sun saha o şeper razı. Ну, шара шикара гейн маяти, шуюк хеблой был, что ты дом. Üç vay bir gabahna haba ne badı dişin çuya vel üç seket qita son satanlik bomba dogdog şvat. Sonda цеш моя цаюсы. Üç аргвани нохчибуй бахдочу. Хагыл аргвани тестировать бина вай, допустим, знаменках был аргвани тестировать бина үч нохчибу. J2 Boots, ну, у них очень старая подгруппа, у них маркер, если я не ошибаюсь, 25-й, это значит, он очень старый. Допустим, ну, это не значит, что мы свежие, а он старый. Просто есть общая какая-то картина, и они раньше отделились от этой картины. Вот поэтому. Баша халтайт мило. Соес бату. Эршбат. Эршбат, той бодик дич шела юльшилы, аргунасон. Вардлай энгнай. Шеф кота док, короче. Шо на это то мегердо. Шо на это. Мазар пайбу. Дишни. Ona kuza nemca netiş bu boşlarsa. Сахом жуда шука дала куза тхош как немцы сан воспринимают куза тхош мог. Саял бот Германия бэкэн бодик саат севелерсин. Алу şu bir yola çiş. Bu kuzalar sana düzeniyor. Баша, гир тухар вообще интересно. Националист, даях Турция да банар шбонар. Мухаджиш будешь, Билал? Мухаджиш bu çadıl ki hiç albomata yazın lütfen. İşte uçurtu hiç oluyla. Nasionalizm hen son допустим sa söylemek kaç o doğa tribu, duku doğa tribu. Şey dık ol söylüyor, bir şey bu bol söylüyor. İşte o hiç mastral bol söylüyor. Sen yok وين سنت إلى سناه. هيز وين مو بوت إلى سناه. هيز أسئلة وردا خيط في الشقوطات. Царь удал, но подик дичь алибек хаджизан даксис муал. Я не верю в генетическое превосходство кого-либо над другим. Но я верю в моральное, этическое, религиозное. Но Симсира Рори... Я очень сомневаюсь, что он мог такое сказать, потому что в то время никаких генетических данных не было. Не было такого понятия. Нет, он говорит не про генетические данные, он говорит про... А просто генетическое превосходство Элдербас. Да, но происхождение был, Дуса, ну сейчас... Да, я понял. Ах, дворняшки, борзи, цаю. Барса, ну, как видео, они разные. Билал, Билал. Войн хылхыр душум еді. Ғоши Ой, кезгела, Билал. Кезгела, берзго хыл резусо, дворняшки хулчула дука хыл. Қието, цундері, ой, просто хажал, ой, ютек асабият. ويتجا ناتسيزميات. السلام عليكم. يالهرو تايبن عليش بحثم عن حيوك باخلون بمشلم. يالهرو تايب ناس يالهرو عشتي شوي قدر تايب نشتو. يالهرو да يالهرو путать модилаш. Ялхой ночма пойму يالهرو мети гюшон. Сундера. Удариза хвала чурсо. Да, насчет нас. عجل ويا سيوات أقباخ سيجي سوجا حوشل بلا دق دايشلو حديثة بيروسون حدايشلو أرباش حديث دايشلو مثلا نقطة يوقع أرباش يريتوريات ألج سوق حدايشلو حديث إيش غرني حدا كده أصدق لا ترك دع أوشلو لدوا دغ سأل الله دنيا ده شبع مليون عرب ووشون شيء نش بالبيه شو ده لا أو كيزودري تبوخشون أو حياة عجل بس سوق دالين دول دليل ديتصدو أصيل سين ديتصدو ده سنة خلص معمد بايخمان شتايب ديش خلي خلا شيقام ديش خلي خلا كده ديش خلي شي إستوري شامل ديك ديش خلصو ده سنة خلص شو ده هم ده أكسب دنيا انتاع شو بايخمان وي بايخمان يا أقا ويا إيجا نوفش خلرتير ويقام ديش وي موخ بيز وي زود بيش ديش وي هم ديش وي
واما Süper. دلجر Keles غوزمالي Baksuvan. دلجرجح مو الدو ديلخ السم قيرشوك سو نوخ شي وش قيرتاسو ديلخ سوخ مخيلا سولي مغيرتاسو ولا سولي شاسول سون حزل بلا سون تاهم الخيتون حدوات قم دال دوك باخوان حصو نوخ شيو اساهم اردون احد حين غرج حين تا داقواتين بوزيسي تقولي اوخ مخكح عشبول شبع ازر نوشيشن تينوش اش دعدلز اش غزغون كيش تخشي تاني دوات خل جرجلو داتشون اعال حطان داتس خوتي مسلا باقس سبوزيسي اشتيون تا اش تعدى هنت الشت اس حسلا اس قيتون اش غوشي تخوت كستكسكي وشو قنويسير امام داشو سسنتلينسكي وشو سير угр حلقة سوري имам شي имам ويش имам бог он шей направления цер идеолог буш эт суала шей тут харцу юхуша дал де хадава буйсер дал де qalvat сети буйсер эт суал дünyanın олимпийский чемпион шейо شين قدي دي حتينو شو شي دي ديسندو تينو تون حصلوش دال دو حلوانيس نيسو يوس بوسول بونش حاسة يوش بونش ويجري بوش بونش تين بلاغو تير коллективный мышление تير Самый интересный момент это диалоги, да.
يغوتاق السلام عليكم. وعليكم السلام. Bilal, выреза, то есть мало трафик, если трафик даял дер уже отключиться днем. Только саби хардуса Bilal. Соваллался, со директ чували, а свой номер скинуть или он сатошку байти, сюек ецелца, и данный санна малахара. ويشي الموتر حزع Bilal, السلام يردون. ويجريدو ويجريدو بوش ليرش بيشبو. تأقى информацию ويشو بيدندك ويمرغل خلاتس. историк маргал. Маргал хляц, хума лырдяш. Дамадизер и нахан дахайти, сунах пойд хрибу. Сунах война просто-напросто асун баун альча, ойшина измелла светана хинца сатсвола. Нахбу зайни бюш. Он ядина мичау али, худу али, асага таумат саэла, ясау қадат. И хақачалца, инц Often guurshi, etin guurshi, hama yelne hava upariyada çektiğine de aha dikiyama yezer varianti. Başlam, asar boğaz sun sahiyet rahat. Ay pışo hanyu. Sun garsa vaha vozar toş roşet etüyedüş var da abuzar da geçti. Abuzar yere hayat sunmuşlar söyle kıvarçı latlaşlar. Sun har boğaz. Taun se yazrak kıvarçı alatte çok ayıkılsa. Har kniga с по моим данным yazın kniga var. Sesna kniga yazın. As balık diye zorbni as sayaktan zorbni yakın çok acayip mal. Ya kek bazır şine takiyek baş takiyek. İdu asfay boş dikiyetiyor. Sonra sonra harım du elçe oturup içeride yaşıyoruz. Допустим, hens çuyaval hanman borsavar kokavar için dagasalatsun. Ter vayn yüçül hum şu işte hapizo borluk tersa. O hapizavi taknaya bet matli. تقنع بيت ما تقنع عندنا زيني ولا تسوخينا أصدق واحد تعيري أتصور شو بدك دوتسا تأخذ من ورا أتريز красный шапочек من ورا Гаджиев. Зураб Гаджиев. Турция yolculukları da molaha tajwa Турция هم تأخذ بارسون سامو وينوخش شون تأخذ الغزاس. تأخذ خاصون Каждый воин дуяхнар куду, инаха воина хтахн бил бел бац швен я болба. Цар икига чха юти цахам хинсар хукига таязин ду оли цат хумахан надо цакиихти оригиналиацию царга. Цалик цанкиихти. Ни один документ у них нету, ни одного документа в оригинале у них не существует. То есть, если этот оригинал взять, он к нам попадется, мы проведем радионуклидный анализ, который показывает древность этой бумаги, допустим. Вот именно этого боясь, они нам эти оригиналы, потому что у них у самих их нету. У них есть маломальски, вот надо отдать должное, когда у нас мы занимались, кухня олшхазаца развитый маяц. Мундяц, давниш, наш архинка, мика, ишцахла, истр, випяхту, сих, и вы голш мыются, сих пелкш, что-то съешим. Вы труц, вот ходин нас, да, где что, вордмет фях, шпот машеште хоушалер. И богуду, хинс хабош бу цасалти, зудри берш дехни ламчу халдик диес, вы аренга диктис. И гоур ворд мет фях, шпот машеште хоушпа. Уже амин был. Амин был. Хабош. Массо мана ой цацкит что это. А я зашел бог бина тейпна штя бог бина. Китам цакабур. Хинс ди хариси хари нагана. Хинчула пришахала. Церц цахилил родословно сил шу иш хаэкин. Штайлиет. Сикошо дали. Шейна ха компьютер даю. Асол ханса. Садай буй асалихш. Hüyekçalar belli sögeler durbatsun. И балцахлар. Синс войн пятно, синс хажла нылш буш. Как связан сумадинцами с ними? Смотри, Ахмад Шаханов, сумадинцы с ними не связаны. Была часть хуландоевцев, которые где-то 260-250 лет назад явилась основателями села Сильги.
и вот они являются хуландойцами. Вот вопрос для вас. Вот они сейчас, если мы сейчас с тобой будем, я тебе сейчас по-русски буду объяснять, если мы сейчас протестируем на генетическую принадлежность, ну, по гаплогруппам ДНК Гумбетовский район, ты там потрешь аварца, получишь чеченца. Это 100%. Потому что Буртунай, Ансалта, это все села, которые были изначально основаны чеченцами. Но потом получилась языковая ассимиляция, называется. Хотим мы этого, не хотим. Да. Война. Что, но я не говорю, что это хорошо. Я не противник. У меня нету ни одного. Я космополитан. Нет у меня национализма во мне нету. У меня башла. Ну, у нас не может быть постоянно одинаковая, допустим, позиция. Не, я и не говорил. Я и так, в принципе, о чем может речь. Я и с Мурадом, и с тобой, не все у нас должно совпадать, конечно. светский набеков за уручу бесун гала. Сагулки социалки хажуру. Амма цанах бук. Херойнук и сачим, войнук и цад, галморзл вода герч. Уж Петр Бастия, ицнаха, шеш мунцакиет больше. Вы царь духль еш ца умадат, умаца олой. Вот, допустим, Хоцана, Ларс не ответит, можешь ли от одного отца ног произвести на азиатиков все хажа суна вот войну ахпаемарах дойла войн ляй позиции, допустим, войн ля, ну ходуня там может быть сунух цевела нахилтерло, но войн и позиции халяти, так я еще войн позиции, войн али войну ахпаемарах дойла, все строго, войн что дойла доказательства я цани, он даже вот сунух дойла. Не, Хасан, ой, там, смотрите, по поводу Билал, дополнить Вирворос, насчет Ноя, я понимаю, что для вас Билал это новый человек, который пришел ко мне в эфир, и вы пытаетесь каким-то образом или вывести его, или специально дискредитировать для таких разговоров. Послушайте, есть несколько версий. Из этих версий вы можете выбирать ту, которая вам близка. Но я скажу одно. Есть огромное количество людей, которые утверждали и говорят. Никто не утверждает из чеченского народа и не говорит, что другие национальности это не потомки Ноя. Никто не говорит. Мы говорим только об одном. То, что мы сохранили имя и идем с этим именем. Вот и все. Если, допустим, грузинами Гурджистан назвали персы, и для них это устраивает, или других как-то устраивает, другие названия, когда народы дают, почему мы не можем нести это имя? Здесь никто никому не привязан. А вот те вот эти сказки, когда современные, я не хочу их называть учеными, хотя они этнически происхождением моего и Билала, и Мурада, который пишет, что был там сыр, из него сделали мяч, и играли в сырный мяч, оттуда его пошли, значит, это правда. Значит, одноглазый араб, который пришел, женился на дочке там ингуша, на сестре ингуша, от него произошел ногчи, это правда. Любое все, что вы скажете, это правда. А когда вам просто-напросто элементарно ваш ДНК-проект указывает и говорит, в XI веке, это ваш ингушский ДНК-проект сказал, в XI веке появился первый ингуш. От шатойской ветки они отделились. Вот, первый появился ингуш. Когда я вам сказал, вы меня начали утверждать, что дзурзуки это вы, я говорю, как? Вот чисто математически мне интересно. Дзурзуки упоминаются в 1 веке до нашей эры. Дзурзуки. А вы появились в XI веке. То есть вообще от шатойской ветки, от каким образом вы отношения имеете к дзурзукам? Математически мне объясните. Я говорю, нет, я нацик, я плохой чеченский националист, который произошел от терского казака, произошел от нагайцев, кумыков, дагестанцев, да кого угодно. Почему? Потому что я ссылаюсь на ваш ДНК-проект, и я вам говорю чисто математическим языком. Тогда кто из нас прав, а кто виноват? Нет никаких. Вот сейчас он зашел, Билал рассказывает про чеченский народ. Я вижу тебя, двуногое существо, по-другому я назвать тебя не могу. Ты пишешь, спросите у Хамзата Костой,
кто вы такие, он вас разложит по полочкам. Я сейчас Это мы разложу можем его по разложить. полочкам. Одну смотри. Вот это ингушский проект ДНК. Посмотрите, вот это вот. Желтые – это не J2. Вы же любите говорить, что вы все J2. Вот зеленые – это J1. Это ваш проект. Вот R1А – это ваши люди. Это все ингуши. Вот G2, вот ингуши. Это осетины, кстати, происхождение у них осетинское. Вот смотрите. Такой же вот разноцветный конгломерат у вас. Так что давайте о генетических каких-то превосходствах будем рассказывать в какой-то там фантастической части этого эфира. У вас же такая же смесь, как у всех у других народов. Вы не можете быть потомками одного человека, потому что вот соселилась семья. Вот что, сестра будет с братом дальше продолжать потомство. Понимаете, так не бывает. Рядом нужны другие люди, с которыми надо делить постель или еще что-то. Понимаете, вы должны каким-то своими мыслями достигать таких... Самые чистые народы – это вот неконтактные племена Индийского океана, потому что им не с кем было совокупляться, они друг с другом. Вот у них генетически... У них 6 Если пальцев только с где-то. приматами, Бая? Да, с приматами, да. Вот поэтому не надо тут говорить о какой-то чистой крови, о какой-то, не знаю, исключительной гаплогруппе. Мы все одного поля ягоды. Только у вас сейчас на школьном уровне начинается обучение к неприязни. Допустим, вы этих ненавидите, вы этих ненавидите. В общем, допустим, про общей проекции получится так, что вы вот через... Я даже не знаю, как все это объяснить. Это какая-то бестия, или бестия, как правильно по-русски. Но чем там эдерас, сейчас шеси долу шар боршол штага шасан штага хилдор кумансани мост хилдордат. Мост хилда цануманс дуаз хилдишту. Цалачин. Допустим, мы вас приняли, хаусал генти, остях амелк эсбирдуе. Коммуляция самбайта дахуатиш серах 60 авчалушина. Из-за цадуйцо. И цадится это, что аштяхтухи шудьял даяла уцно. Аштях матухана, что телец, аштяхтух zaman, что ял даяла шунки. Что ял даяла. То есть дал герга, что все, аджра нету. За это вы уже ничего не получите, если вы уже попернулись этим. Допустим, попирать вы вот у нас, Да. Упрекать. Упрекать, да? Все, Да. упрекнул, все, считай, что ты просто так, дикду, именно хабили, что там было, делир вадуется, чаркяш туюкту, шугар ахча докордачу, сдокордоти хасу, адек надо докорда. Вая иш цехлч садол, вай цанхейнах цаннах дас кастина, вай хукуд вай его что я 6 миллион цехулует, цехулей. Дельца. Значит, берта амегердат воши и умшцаюч, да и милуи, цаваху цам книги азё хаусиш, оскирту хуулоу. Сажима берта дули шаш хуюцу хауси, шей тайса хауси. Ох, штхмахаду уешбат, хока башарах, ох тхэш, дирик дина, кида дирду да алмула. Динаду. Сажима собралыч, дина гайтишсун. Ну, это, конечно, цыган, Белал, Бодык Дисла. Вот мы, когда обсуждали вот это, он ХЗЦ, я в эфире его начал. Ты видел этот научный доклад, который они зачитали в Грузии? Да, конечно. Ознакомлен ты? Вот скажи мне, вот как нормальный человек, вот ты пытаешься наладить взаимоотношения с Грузией, да? Ладно, ты с ним что угодно делай, выдавай, не выдавай замуж, брат своими называй. Нам абсолютно разницы нету, какие у вас взаимоотношения с грузинами. Конечно, мы знаем абсолютно. грузины, как ценят чеченцев, мы знаем. Да, Как ценят ингушей, знаем. Это бывает видно, когда ты летом поедешь сюда, попытайся проехать, вот тогда ты узнаешь всю любовь. Да. Поэтому в этом случае я говорю. Поэтому я хотел бы сказать, вот человек налаживает отношения. Тбилисский университет, главное, одна из апофисов научной интеллигенции Грузии, столица там и все остальное. Несмотря на это, ты едешь туда, начинаешь свой доклад, там, ладно, там еще про генетику написано. Говорит, нас не сравнивайте, они, говорят, у них там 18 почти что разных гаплогрупп, говорят, у нас нету такого. Там и такой момент упоминается. Я показывал сейчас тебе этот проект. Да, я-то это и так знаю. Ну и ладно, бог с ним. Ты налаживаешь отношения через призму оскорбления и нанесения каких, в кавычках, да, так сказать, это они делают без присутствия чеченцев за спиной.
ты проводишь. Он сперва говорит, там они такие из чужих животов и все остальное, не хэчи будешь. Ладно, неважно, я там открыл словарь, по словарю даже не совпадает это, но не суть. Не суть, даже Ну, сам прингушский словарь говорит притянули, об обратном. молодцы. Если Да, притянули, молодцы. но мне интересно другое. Вот ты сделал это, и потом он пишет, так говорят чеченские предания, говорит, мне это, говорит, без разницы. Я, говорит, происхождением или чеченец, или ингуш, даже если я там картвел. Мгм. То есть понятно, зачем вот это сзади добавлено, Конечно. чтобы, если что скажут, я же вот так сказал, царь. Это называется какое-то вот облегчение ситуации, когда человек Да. что-то ляпнул, Абсолютно, у него нет абсолютно ты никаких прав в научных. этом. Вы понимаете? Поэтому Вейбоукуду, ну, делай, налаживай. Ну, какие бы ты ни настраивал бы взаимоотношения, делай, что ты хочешь, но не упоминай нас. Иди Да, сам своей дорогой. занимайся своей историей. У вас 3000 Конечно. квадратных километров. Была. Ни один человек до 2018 года, когда эта ситуация начала уже попахивать, когда они вывели определенное количество людей, когда они начали обвинять тотально. Ты знаешь, я единственное хотел еще вначале сказать, когда ты сказал, там есть небольшое количество людей. Я с этим тут с тобой не согласен. Поясню тебе почему. Да, есть количество людей, но их не маленькое количество. Если, когда я спрашиваю, они начинают говорить, вот вы же, я говорю, покажите хоть одного чеченского старейшину, совет старейшин, она у нас есть, наш Да, Мехкел, наших общественников, историков, НКО, всех из чеченского народа, кто хоть один встал, говорил бы такое про весь народ. Раз. Во-вторых, у вас же, я говорю, вы признаете совет старейшин вообще? Да, там находится представитель каждого тейпа-бах, главного нашего, самая элита. И вы слышали, что они говорят? Да, мы с этим согласны. А они что говорят на свой совещание? Иш нахчи бать, иш нехчию, оласт хадас. Им цепешен бах, иш хукмон хибу, вей хукмон хиду, вей махай, вей язадин, вахди лорду и бах. Так, хаза, бахкинах, вей мухила гуттар, масла ахта герч. غوشي لرتا خلها مرز خلش ديك خلش إيش خلش موش خلا Ага, заранее закладывают на будущее вот эту потенциальную ненависть. Эти люди. Это мое личное мнение. Нормально, достойно. Но когда они заходят и начинают говорить, тогда у меня возникает, конечно же, когнитивный диссонанс, извини меня за выражение. Башлам, солнце, угол, халдик, худухайшин, сун халдик. Ваш вот, сун халдик. Еще история, адаитан. Вы омцу, бог балгуцы. Сука, фашу, асаки, маломальски грамотный, мы кое-что понимаем в этой истории, да, мы кое-что знаем. Нам не нужно, чтобы кто-то наускивал, кто-то куда-то нас направлял. Мы уже выбрали определенно. Но почему я за всю свою, мне 43 года, я ни разу не поинтересовался историей ближайших каких-то населящих отсюда. Я только косвенно, когда понимаю, что они меня касаются как-то там боком или другим местом, я начинаю изучать их изнутри. И получается, что вот генетическая несостоятельность, она обуславливает вот эти вот происки каких-то плохих вещей в другой национальности, понимаешь? Какой состоятельного. Своя неспособность, свои минусы как-то они отображают, пытаются это отобразить на своих братьях. Башлам, сама багашу, да шукр, да Ларси, наверное, галгаю, да нохчу. Хокун вайнинс, дик вайнинс, пример, да, просто хинс, отсюда хинс, он как бы живет в этой семье, как бы, дуй, Ларсинс, именно, хуэдер, отсюда Ларс, вот как ты к этому относишься? Вот мухит он из, именно. Нохчи мот тебе, ну, нохчи мот бьется. Как она к этому относится? Аздою. Ладно, не буду ничего говорить. Но Билал меня понял, да?
Билал, ты же меня Я понял. понял? Мы ты уже да. ногтебу. Ладно, оставим. Не суть. А, что Ашбак Аллахров на 1 минуту, посмотрите, вся суть нашего разговора должна как бы привязываться к каким-то изысканиям и научным каким-то работам. То есть сейчас, если просто так много разговаривать ни о чем, это получается как Черномырдин. Они мудрые, очень говорили Говорит много, 2 как часа будто... и ни о чем. Да, говорили Но они и много, власть имели, надо признать. неубедительно, как будто о дружбе народов. Да? Поэтому я вам хочу сказать, что, судя по генетическим изысканиям, в 8, 9, 10 веке отделилась от шатойской ветки очень малая такая вот веточка. И от нее прошла, ну, какая-то часть, я не буду сейчас называть какая-то часть, но это и есть... Томса, Милс, Носители гаплогрупп ЧД. Если все склонять к гаплогруппам, это очень тяжелая работа, мы не должны даже к этому привязываться. Мы не должны говорить какие-то гаплогруппы. Это не имеет никакого значения. Дела сон голгамак қиетім қиетса битсаха сон единственное сонда гайна. Ай, будешь дети? Ай, футбол, кемп, вот это вот я помню. Все остальное как... Дейлрану, аш худуйцам цасо ингушетаца, шибут бақина, сун нохчалк бош басо, бепек ецвахча, вахи латцалат, шуца мех алярма, да, мягко, هو алча, короче, смотри. Не, нохчал, это у них оскорбление. Кюпчалги, нохчалги, у них оскорбление, это они фирменные, хотят тем самым забить. Делали, так, нахчал, говорю, вожу бош, да? Ну, у меня восприятие реакция, нормальное к этому. Да, лично, что он бодик, Нормальный мануриатели, если бы Далгаш Дуэл Мансур Селерк, цу олак, таун алмайна Франция, инсамо шуй, таун майна цу هاش دوتك تايق شهور شو شون مو خيتر درولي قحل غادوش شون خاصة بتسقي تحت راح نوتشلكس مباح كيبчелкс мобах холе. Хотя научно подтверждено, и, думаю, Билал тоже знаком с этим документом. Да, это Яковлев написал. Яковлев сказал, что это между собой ингуши называется. Да, это ингуши так называют. Это они просто между собой. Не между нами, а между собой они так называли. Но сейчас надо еще говорить о том, что они сейчас начали вот это вот дело склонять и привязывать к какому-то кубачинцам. Кубачинч вывалил. Да, хотя кубачинцы не имеют к нам, опять же, никакого отношения, кроме как Дагестана. Да, у них другая абсолютно морды. Кока-кола вредно дома. Санкционочка, кстати. Сахарный диабет, он все равно. Санкционочки, я тебе зашулил дешто. Слушай, а у меня родной чеченский тархун сирноводский. Причем на нем написано... Не грузинский разве? Нет. На нем написано ЧССР. Это не реклама. ЧССР госур. Я надеюсь, что они тебе в этот раз за рекламу заплатят, но... Да ладно. Мне очень редко кто платит в этом плане, можешь не беспокоиться. Вы знаете, Абяш Бабах Аслук Ханон, наблюдать, Абяш потому что я вот сюда, я очень редко захожу в Инстаграме, это не моя площадка, то есть я не умею себя, может быть, вести или подавать, не получается у меня. Я вот когда зашел и начинаю листать, вот у них каждая группа без упоминания каких-то там мифических нахчей, которые пришли откуда-то, не знаю, из каких-то там неизведанных земель, и упоминаний цехилча цер группы актуальный цел. Вы хардой цер актуальности. Ну цен духлт он башар башлан би солнце войну. Я тут кеки цен он да док. خلهم دوز وما سيكون زابون سيازي بشلام ويما ويتسو ديدان شيوخ نوغن سيازي в принципе, Байон, если говорить, все-таки в конечном итоге превосходство, оно прежде всего носит природу интеллектуальную. Ну, все. Конечно, если мозги есть, то... Я тебе сразу, Лорс, я тебе сказал. Ты только начинаешь говорить и ты уже дальше знаешь, что можно с этим человеком говорить или нельзя с этим человеком говорить. С Homo erectusом, что бы ты ни делал, как бы ты его ни засыпал.
Это бесполезно. Лор, салтай помилу. Чинхо? Чинхо. С какой части Чинхо? Чинхо, Шимасит Гарду, Дан, Калы, Знаешь, Эль, жук Калы, ты Иш, уволь. Калы, и так далее. Ого, джук ты чуахет около, еврейский, короче, систем чуахет. Дежикти, Куитали, да, это Бикова. Но знаешь, джикшню, ахкоины бог, штакастука, то ну, они считаются служителями этих храмов и всяких Да. иудейских. Жрецы. Да, у этих они, если общую численность населения Израиля посмотреть, их где-то около 5% от всего количества евреев, и они обычно большая часть представителей... Бабула, я занимаюсь Бузуртаном с прямой эфире. Любой шхена. لا أعدي داش بيس نص прозвоноки самого хавалойше лучше. Бузуртановцы, медиц, антинаучные гумдац, но еша и фалтана кара и дамя турювать. Шикерал, шикерал. Лацики, собрались 4 лацика, как-то ночью, и продолжаем. Скобол, куда что немецкий нацист убож, куда изошкар. Со, когда гадас ларсит хош ишца, эти реклеймо даёх карух немецкий, а чуалир, чуа, ты хуже, ну короче, это сразу чулеру. Но не без этого. Билал, Чинхай, Эльшена, если жрицы шпич, раз юкаю ахрам. Еще инсан и коин шбац, еще обычно сефардею. Сефарды это те евреи, которые какое-то время были переселены в Испанию, да. Но они больше имеют генетическую связь с теми израильтянами и с теми евреями, которые изначально были вот Исмаил, Исаак и Штас Банхану, Циверцы. Группа ДНК в основном J2, как ни странно. Билал, кстати, не только у них. Билал, я тебя дополню. Вообще гаплогруппы, как ты знаешь, корень Бухорани не считается, корни оттуда, Оля. Так вот, многим это не нравится, но факт остается фактом. И почему Муса Зураб это сказал, мы тоже знаем. J2, корень J2 является носителями семитские племена, а точнее, йеменские ашкенази являются. Изначально Тигр сразу забыл, потому что никто не может быть евреем. Но надо, знаешь, учитывать, что 25 тысяч лет назад она является сестринской для гаплогруппы J1. Можно я, между прочим, буду такие скромные вопросы из народа задавать? Как, извините, а как вы посчитали, что это 25 тысяч лет назад возникло? Ну, это популяционная генетика, там какие-то, наверное, коси, у них есть какая-то скорость мутации, они ее рассчитали, вот все с этим связано. Мы вот до нашего разговора обсуждали вот это. Да, говорили об этом. Обсуждали вот это. Да, говорили об этом. Будем между нами говоря, это как бы... Ну да, это как-то облачно. Недостоверно было. Это облачно. Это облачно. Сейчас вопрос не об этом. Билал, я хочу, чтобы вы понимали одну вещь. Это относится как раз к нашему разговору. Это очень важно. Вообще, вот сейчас у нас буквально неделя, у меня идет очень большие баталии по поводу... шли разговоры о том, сколько же существует Земля. Это очень важно, к этому вопросу оно идет. Так вот, смотри, как раз таки... Вот, не на нашу зарплату, господа. Да, но я о чем хочу сказать. То, что вообще дарвинисты, да, вот, коим можно отнести естественную науку, физику и все остальное, они говорят, что там несколько миллионов лет там, да, если не больше Земле, нашей Земле. Не все ученые. Вот я имею в виду, факт то, что там больше, в любом случае, полумиллиона лет, да, то, что они говорят, но не факт. Опять же, что говорят наши, там, начинают там сотни тысяч там и так далее и тому подобное. Религия по этому поводу, ладно, я понимаю, что, может, вам многим это не понравится, но по религии говорится о чем? Там говорится о том, что всего Земле на самом деле 40-50 тысяч лет. Это исламские ученые говорят. Если делить и европейские ученые, и исламские ученые. Но... исламские ученые, это как бы тоже... При всем Не, Лорс, подожди.
если я понимаю твое скептическое отношение к исламу и к религии, но, однако, Нет, просто я, исламские ученые, я понимаю религию, каждый имеет право верить в то, что хочет. нет, Исламские ученые, братан, ну и хорошо, если для начала, Лорс, Ну, если ты исламский хочешь ученый, понять он об имеет в виду исламских именно по ученых, Корану, как бы. об исламских ученых, если ты хочешь понять, нет, не обязательно. Исламские ученые относятся и персидские, и арабские, и посмотри по Да, это не испанским арабы, данным, да. просто историю Испании возьми и посмотришь, самые основные и главные ученые, которые были даже в Испании, они являются теми же самыми арабами. Ну ладно, я с тобой сейчас об этом спорить не буду. Просто сегодня наука Германии, Персия, Европы... это индоевропейцы, ты знаешь же это? Что? Персия отдельная история, а Нет, арабы... я знаю, нет, Ну их да, относят. группа, совершенно другая языковая порода. группа, у них языковая группа Языковая другая группа, я индоевропейская, знаю. да, у них Имеется в виду, фарси. что и они идут как? Они идут как мусульмане, и эти идут. Я же ислам сказал. Я не сказал арабские ученые. Я сказал исламские ученые. Заметь, тут есть разница. А к исламским ученым относятся и персы, относятся и арабы, и без разницы, кто бы. Это даже с Бухары мусульмане, они тоже относятся к исламским. Но не суть. Я хотел про другое тебе сейчас рассказать. Здесь спорные варианты, но, опять же, когда этот вопрос возник насчет 40-50 тысяч лет, я задал один вопрос. Почему это относится к нашему разговору, я хочу, чтобы вы понимали. Я задал один вопрос. Очень странная штука получается. Никто не знает точные даты, ну, кроме последних пророков, даты рождения многих пророков. И по исламу, по религии говорится четко, что было 124 тысячи пророков. Если даже взять среднестатистический возраст каждого пророка, алейхиссалам, без разницы, ну, кроме Ноя, даже Ной, по всем данным, там идет конкретно указывается 900 лет, 950 лет он прожил. Кроме него, остальные, если посчитать, кроме нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который прожил 60, да, 63, там, не с большой, 63 до, 60, да, 60. Вот. Если ты математически это все посчитаешь, то там уже не совпадает с данными 40-50 тысяч. К чему я это хотел вас подвести? Даже в этом, и не то что в ДНК, генетике, даже в таких вещах, вот эти разбросы математические, вот даты, статистика, она очень сильно имеет большую Разница, да, это очень зависит от Единственное, метода насколько я знаю, исследований. погрешности нету, насколько я знаю, это физики и математики, они там такие вещи... Даже там есть иногда погрешности, бывает. причем серьезные, причем в основах. На самом деле это такая большая тема, на сей счет можно отдельную лекцию прочитать. Хорошо, мы сделаем отдельную лекцию сейчас. Не, ну мы если Лорс, меня двух словах, обязательно пригласи на эту лекцию. у нас в двух словах, если просто там, знаешь, какая фишка, Башлав? Даже если мы берем ту же, я сейчас скажу опять еще одну крамолу, но у нас уже получается такой вечер. Вечер крамол. Ночь или что угодно. На самом деле теория относительности, она тоже несостоятельна. Ну да, всякая теория теория. относительности, да. Не, я не сказал, что в Коране 124 тысячи. Я сказал, что в исламе я вроде не сказал в Коране. Если сказал, я не говорил, что в Коране написано 124 тысячи. Нет. Там-то и упоминаний многих пророков, насколько я знаю, нету, кроме там определенного количества. Но эти вопросы, они интересные и как бы важные. Не, вы давайте... А так 124 тысячи было. Ну и давайте, чтобы не отвлекались, а то я вас вывел из вашей общей темы. Насчет разбросов, ты сказал, что 25 тысяч лет Джей вообще считается, и Лорс начал говорить, что эти данные неточные. Ну, Лорс понимает, что все эти данные, они основаны на мутациях. А мутация – это дело такое, оно неконтролируемое. Оно не может быть постоянно с одним интервалом происходить. Нет фиксированной меры. Да, я просто правильно? они применяют...
они применяют определенную формулу, которая неприменима. То есть ее нельзя шаблонно применять к каким-то определенным действиям. Математическим решением, да? Да, мутация зависит от среды, от радиации, от всяких других многих явлений, которые вот это вот вся как гамма всяких Ну, происшествий. та же самая мутация, которую мы рассказывали в горах Персии, то, что есть народ Хунзи, о котором мы говорили с тобой. Да, Это хунзы, тоже они, мутация. хунзы, вроде они бы просто другие, жили да? в изоляции. У них Но это же, нет, за счет изоляции и происходит мутация, извини меня. Каким образом она еще друг друга происходит? Скорее всего, мутация происходит из-за того, что слишком сильно люди как бы перемешиваются одних и тех же жен. И вот расскажи, Ложь. Ну, Вот это почему? вот Климатический... всякое вот, как бы, Я там понимаю. говорят, инцест дело семейное, да? Не, я не про это говорю, я вообще... Если мы говорим... Я просто не мог культурных слов найти. Можно я два слова по поводу мутации? Если мы говорим про генезис мутации, оно имеет несколько причин, как бы. Теория, опять-таки, гласит, есть мутагены, да, те же там, ахдитазол, ты правильно говоришь по поводу штралюм, как будет на русском, излучение. Излучение. Да, радиация. Есть вещества, которые вызывают мутации. Да. Ну, само мутация, слово уже мутация. Низкородственные связи могут вызвать... Мутация – это изменение. Да, я не говорю тебе, что само слово понятно уже. Изменение природы, я бы сказал. Изменение, то есть это отличие от генов. стандартов, нормальных стандартов, любое изменение, это и есть мутация. Ногчимата, ачмата, жмогаш, гензвояшил и теж генетически теж популиция. Сега определенный барам бук лилош, допустим, дистанции, говорит, у них такая вот одна дистанция, ну, 60 лет, 70 лет, то ли цахул, это шаблонирование. Вот из отсюда тешь мегердат сумухи терхан, аса кайтайпана мa'нира, цайтак гоштуан иштестирует бейтнирас. Ахсун цабол чет. Ну, аж мишердела, да, цаста тестировать, вам 1 тысяча с лишним долларов, 1. Ну, где-то и тезер доллар надо. Ой, да, рахадела, зера ванно, сумца. Ока, нормально, планшет. Ноутбук, конечно, чишо ханюсо лишего. Это доллар, нахам тестчиного. Да, о, герой, Ага, цухайна. Чеченский государство, пожертвование измятся. Асим тест, цухайна 37 маркерный лорсенха особо. 37 маркеров хылчи уже он хай подветки цмилу найса, но это для того, чтобы точно знать, есть биг-тесты. И биг-тест уже кэч гергер что оплатить. А первый начальный 37 массально осинир оплатить. Но сухан и волтон. Ишайл, дигит и тест ячи цечи вы халоти диги вы хам. Вы все равно 60% хам бе ца происхождение ушло. 5% вообще при происхождении ушло. И 5% но от происхождения, но в культурной адаптации все равно в муат рил ада цахилер гоушке мадуй варида там харга плагруп хила от бан гоушке. Но сунда има хитер гудер в гоушке бана сун в дин хитер. Соба вала ваца суни бусу диндуй. Билал, но я сразу могу тебе сказать, это немножко не так, не потому, что я против религии, я поясню тебе свои действия, свои мысли. Смотри, возвращаемся немножко к древней истории нашего народа. В любом случае, кто бы что ни говорил, мы знаем, есть там основные большие 5 столбов, на котором стоит наша вся генетика чеченская. И ты знаешь, что в разброс у этой генетических данных и географически они абсолютно разные. Ну, фактически все. Ну, кроме там J1 и J2, возьмем с одной местности, а остальные L3... Но твоя, допустим, Q-группа, она здесь живет 7 тысяч лет. 7 тысяч лет она здесь живет. Вот я к чему говорю? Ты понимаешь, когда мы говорим, что нас связывала общая именно религия. Я сейчас говорю, что хуин сок замаджа. Сухая ментальность, язык, культура. Вот я к этому хотел войти. Почему? Потому что все-таки, мне кажется, это все-таки, как бы это ни звучало некрасиво,
во времена джахилии, когда не было ни ислама, ни христианства, Да. ни иудаизма, мы на этой земле живем. Ты разговариваешь с Лечи Гарсаевым, ты должен знать, что Да. минимальный возраст происхождения и проживания нас на этой земле 5000 лет, а там поднимается и выше, и считается до 15 тысяч лет. Потому что Башла, моюта, он лухатер что, хокюкер хокшнаган сажим тергуется, яха, ой, царям сом царь гуттер хорошо дачуся, гуттер очень хорошо. Ищ сайниш будут, я им обязательно отвечу. И я сейчас заканчиваю в любом случае, потому что отвечать на вопросы это отдельная там целая тема лекции, потому что если я на них буду отвлекаться, вам придется слушать. Ну, я о чем говорю? У нас общее культурное ментальное, культурное. Смотри, Хасан Бакаев, когда мы обсуждали, 10-15 лет, если мы здесь проживали, вот различие мое с Хасаном Бакаевым, почему я не хотел, с чем я не был согласен, да, было в том, что он всегда, когда рассказывал про древнюю историю, у него вот так получалось, он писал про амазонок. Он писал, что у нас были с ними вместе там. Ну, короче, так, книга. Да. Ну, короче, ложься тема это там, понимаешь, красивая девчонка. Мне эта тема никогда не заходила. Я после я почему говорю, смотрите, вот эта тема меня не заходила. Почему? Потому что по традициям, нашим традициям и адатам, которые идут тысячи лет, идет патриархальный строй. А там матриархат. Да, и как совпадать? И плюс ко всему, там есть моменты, когда амазонки убивали мужчин, которые, ну, типа, начинали возмущаться или... Да. А там было такое соотношение. Ну, она пришла в нужное время, выбрала себе мужика, и все. Девочка забирает мальчика, отправляет. То есть не понимаешь, кто там женщина, а кто мужчина. Получается, по идее, амазонки это мужчины были, а мужчины это были женщины. И вот это у меня просто психологически, эта картина никак не складывалась в голове. И до сих пор. Поэтому в этом плане я с Хасаном у меня расходились пути, конкретно расходились. Но... Опять же, я не говорю, что моя версия верна. Я поясню почему. Но в дальнейшем, Билал, для тех, кто понимает, ты смотришь на Кавказ, и вот, допустим, далеко идти не надо, вот древняя история. Вот она называется «Древняя история нахчийцев», там, 3-1 тысячелетие до нашей эры. И тут здесь как минимум 7 профессоров, доктора наук, причем грузинский, чеченский только один, украинский, армянский, то есть все они... Гумба, это Джамирзаев. А здесь вообще сами... Давай я тебе рецензирую. Смотри, доктор исторических наук Милакашвили, доктор исторических наук Георгадзе, доктор исторических наук, член Академии Грузии Писхалаури, доктор исторических наук Гасвиани, доктор филологических наук Чирилашвили, доктор исторических наук, член корреспонденции Российской Академии наук Аракюнов, доктор исторических наук Тер Петросян, доктор исторических наук Чешко, доктор исторических наук Джамирзаев. То есть все эти люди, то есть ты понимаешь, это, не сборище. Это серьезный состав. Да, вот, и эти люди, они описывают маршрут, и люди, которые вообще, когда вот, и Лорса говорил об этом, при создании этноса, я бы сказал, не все-таки не этноса, нации, точнее, он сказал, при создании народа, я бы сказал, нация это все-таки чуть выше, чем при создании народа, там могут входить разные там, нации, там, грубо говоря, да, разные национальности, но и здесь он рассказывает, здесь, получается, были кемерийцы, скифы, сарматы. Это не считая. И вот те войны и те общества, которые были схожи с нами по воинственности, по характеру, по духу, по ментальности, как Билал говорит, видать, эти люди и сформировали сегодня существующий наш народ. Почему? Возьмем даже остальные гаплогруппы. Допустим, я говорил, у нас есть Нашхо, чистокровный Нашхо, без всяких примесей. У него 5000 лет тому назад общий предок с викингом. Там это гаплогруппа, это Хулхуай. Хилхуай. У Нашхо есть 6 подгрупп. Хилхуай.
Это Ты понял? Берсанов, скорее всего, да. У них есть гаплогруппа Т, которая вот с этим, с викингами, со Да, да, да. Скандинавией. Да. Я изучал этот вопрос. Да, они такие вкрапления, они есть. Амаалра, вот именно, скорее всего, воинственности, вот все это. А вот и самое интересное, знаешь, что, Э, Билал? Хочешь, я тебе еще Мгм. один момент подчеркну? Чтобы вам здесь... Я как раз, вы когда заходили, до вас говорил. Со мной позавчера вышел один датчанин в Мгм. прямой эфир. И этот датчанин мне рассказывает, что у датчан, ну, те же самые немцы, ну, хотя Мгм. они к немцам немножко относятся уже не как Германцы. чистокровные. Да, они относятся к ним не как чистокровные, вот они все-таки викинги, они чистокровные, но это своя маза, как у всех на своих местах. Вот Норвегии, шведы и датчане, у них есть очень древняя легенда, откуда они произошли. И он говорит, у него в датском университете преподаватель, профессор он сказал, доктор сказал, Мгм. рассказал, что по легенде они 4000 лет тому назад из Северного Кавказа Мгм. мифическими своими животными, волками и сыном Ульфом, они пришли оттуда и осели там, и рассказывают про Асгард, и то, что это было ошибочное божество. Я слушаю, я просто-напросто настолько и по, грубо говоря, мифическим животным, и про все, и Волгалу, он сам там живет. Он живет, учится в университете. И это все, понимаешь, не рассказывает. Там сидят где-то семечки щелкают, Билал. Это научные статьи, которые у них есть. Они описаны, и они полностью совпадают в основе своей по мифологии, по древнему божеству, про все эти Волгалы, Асгард. Я думал раньше, когда это слышал, я думал, это какая-то чушь собачья. Ну, думаю, наши, гитлеровцы придумали. Норвегия из дуба, Украина из дуба. И он рассказывает, приводит с документом. Я сейчас сказал ему скинуть эти документы, обязательно опубликовать. Он сам живет здесь, он учится в Дании. В Денмарке учится и живет там. Ну, вот черт, я не помню уже. Ложь, я не спрашивал. Но он, Муаммад был шутинце, Муаммад Ирон шутинце, ногчему от бица, раскому от тажим бица, и он рассказывал эти все моменты, причем приводя данные, он показывал, где Это пишет Даймох, типа означает Денмарк. Денмарк, да, нет, кстати, шудил модел, один из наречий. Да, честно говоря, мох, само слово на шатойском диалекте звучит как мерк. Мерк, да. Его белым, вот и Лоск очень смеется, я-то знаю, почему улыбаться, я тоже так смеялся, но когда мне привели аргументы, документы, они не говорят, Я думаю, что он не ахал, а он, скорее всего, полностью голодал. Смотри, он не говорит... Только 90%. Вы закончили? Свобода, здесь про арийцев речь идет. Он не говорит, что они произошли от чеченцев. Там четко указывается, что они исход народа, викингов, шведов, Норвей, Денмарк, они произошли из Норд-Кавказус Эльбахца. И он точно указывает 4000 лет тому назад. Они спустились за ложным своим божеством Один Ори. Один Уксер. Это Один Мы на историческую родину. Ну, почти, да. Başla. Цахаттар зарсан. Сонинса вот стоится исторически изыскание эрдатса он был бина но цацум штук сюда ошкет кверча ошкет она выгрузить то Сафаина Георгиевна Раневская север голова не это высраться не может вот так у меня все это забито. Раневская не такое говорила, да. Да, она может. Я вот к чему пришел? Я никак не могу смириться с той позицией, что мы все вышли из наших. Понимаешь? Не, это абсолютно ложное утверждение, это неправда. Меня, допустим, поражает, если вот эта вот фантазия, они рассказывают про какой-то большой котел, понимаешь, в котором вмещались 3 быка. И котел бы, сунсаитра медь дездизи.
Нет, влюбленный нет, головой, чувствуешь? Нет, не чугуна на то чугуна, время такого да, сплава вообще. не было. В то время была только бронза и медь. Бронза, а бронза это медь вместе с мышьяком. Но чтобы вылить такую большую кастрюлю, это нужно большой завод иметь, понимаешь? И ей Ну, я думаю, что тебе немножко тот, кто это рассказывал, я не знаю, тебе немножко преувеличил, но скажу тебе так, по поводу большой, насчет, что туда помещалось 3 быка, я слышал, это немножко, я думаю, он не немножко, там вместо одного они сказали, вместо одного они сказали 3, у нас обычно так и бывает, одна жена вместо 3, но я тебе хочу сказать одно, насчет ношха и котла, ношха, я хочу тебе, чтобы ты понимал, вот этот миф, и почему считается, это раздули после того, когда во время нашествия Тамерлана, когда Тамерлан огнем... Да, когда мы скрывались, заметь. Да. Только вот эти тейпы, которые на Шмахковске в основном проживали, они были, в Галанчош весь не нуждался. Это место, где просто... Собрались. Да, поясню тебе, Билал. Ну Смотри, да, эти же были степняками. Самый большой тукум среди всего. Абсолютно верно. И из-за этого, из-за того, что больше всех их, и сегодня на самом деле, по статистическим данным, из-за этого, что они решили, там, зачем говорить Чинхуай, там, Мулхуай, Кей, Лам Эхкей, понимаешь? Они сказали, вот и все. А на самом деле, нет, это только нахчмахкоевцы вышли оттуда. А Ты знаешь, Рашлам, у меня вот такой вот, у меня был очень сильный спор с одним человеком, наш Харуй, ну, я не буду, сейчас директор заповедника. Ладно. Короче, у меня вот такой вопрос был. Он говорит, что вот эти вот пласты с записанными тейпами с этой кастрюли, с этой посудины, они хранились до какого-то года. Я говорю, вот вы в депортации 13 лет прожили, а вот эту машинку швейную Зингер сохранили, а вот эти вот листы, на которых написано, их не сохранили. Я, конечно, я не они, я знаю, Кастрюль бьет, он дух бьет, не традас, послушайте, для начала я хочу, чтобы пояснили. Конечно, очень сложно говорить с человеком, который на самом деле является он краевед, он является или кем бы он бы не был, трудно говорить с человеком, который может вам рассказать, в принципе, про каждое ущелье, про каждую дорожку. Да, но, в общем, на истории нашего народа маловероятно, что он может рассказать. Что касается этого котла, этот котел был, этих котлов было у каждого тейпа, и хор тейпан, ей ошахл. Этот котел точно такого же формата, чтобы было вам известно. В научной работе 1974 год, в документах я это опубликовал в архивном управлении СССР, опубликованное единственное место, где был найден котел, опять же, не тот котел, о котором мы говорим. Они нашли его в Шатое нашли. Да, только один из всего Северного Кавказа и Закавказья, где нашли котел, это была наша территория. Это раз. Во-вторых, что касается этих табличек, я об этом говорил до того, как вы зашли. Там речь идет, видать, ей балаха, оно, вы видели, пиво варили грузины. У них на клепках есть медные котлы специальные. Да, у них есть до сих пор они сохранили. Да, до сих пор они сохранились. Но я видел один котел. Да, но есть одна проблема. Видать, вот эти прикрепленные черты, которые крепили, это были наши танки, которые у нас есть на башенных комплексах, которые относят. Это говорит, об этом говорил Хасан Бакаев. Возможно, он про танки много чего говорил. Да. По поводу название писанины самой, ее как таковой у нас... По-моему, в то время Нусхири, пользовались Нусхири, был такой старый... Асафтамрули. Нусхири чуть-чуть древнее. Но я хочу сказать вам одно. Достоверно известно, я думаю, об этом знает и Билал, во время последний котел, который был в Ношке, по приказу имама Хамида,
у мамы Шамиля есть прямо имя два человека, Да, которые... бесин гел, гуй гел, бесин Поехать, гел. поехать, вон, пьете, его на ночь пахнет хорошо. Теперь я буду ждать. Его выкрали. И выкрасть меня, и чук васим полностью, как меня. Чук и кусок, да, я анталячин он сумца. Вот такие вещи я не слышу. Да, Распилили и вы- раздали каждому. Как Вы бы. понимаете, Это неправда, что это там неправда. Сам легенда башлам. такая. Сам малыш, хажа. Her guşuyuşun vaya короче, her tukamıştı bu şerveta. Ha, да. Короче. Да. Her Из, да. tukam duyuyor. Из Тухом, да. Her muadili bak duyuyor. Her Но, muadili bak Хорошо. duyuyor. вот этот Халсиш символ, на чтобы этом. ты знал, этот символ Çok был az придуман... yeter simol duyuyor. Этот символ был придуман в 90-х годах. Есть люди, Это до этого было, мне кажется. Просто они Нет. взяли его. Нет. Абуза, там это использовали. мировые книги тягю и гимн 1976 года. А я хиалицун и я говорю, что математицун. Да, да. Сут я дюхар и гимн цун хаваш, сут я цун ташик дешнашду. Цу кахпи элашка аржати тюсю тушбош. Они переделали немного этот гимн, но цыгашса, нецензурный. Нет, сам тотем волка, это древнее, я не спорю. Ну да, это еще хунзахский. из Тухама. Хунзаха лилина и барс. И буар салилу там цыган, дух нафил, буар салилу. Из Тухам بس boğaz. الصحن عليه كنت هاي ما يخز كدولي اكسخون زاخ خيل بول سير خانش بوي سير تاع تستيروت винон وين يقع Асу. وين يلقى بلا جروب يونس Асу. Они так сюксялан стомар цыган дамяне гепло групп, шдайлаш, sen ночи гепло групп. Sen нохчи бу. Цер эль бу, цер Из эль. Тухам Лорд, жалаешь, вот именно. территориальный союз. Объясню тебе. Официально название или же научной литературы, название Тухумы, от арабского Тухумы, от тюркского Тухумы, появилось среди нашего народа в 19 веке. До этого никогда этого не было. На нашем или уральском языке это звучит иначе. Оно звучит как димто или же вара верес. Других версий нету. Тухумы – это нововведение, которое ввел... Как и шахары тоже, да? Да, Как ну, шахары шахары, тоже. само собой. Шахары – это персидское, а это арабское. Это Что тюркский. обозначает слово или термин тухум? Это обозначает люди, проживающие в одной Да, да, местности. да. Территориальный союз. Желток, яйцо, видел, когда бросают, жарят? Внутри желток по границе. Вот это называется по-арабски. Оно изначально арабское название. Оно называется тухум. Люди, и поэтому впервые использовал это русский ученый в Дагестане, поскольку там проживало 40 национальностей, они друг друга не понимали. Поэтому они сказали, что этот тухум живет там, этот тухум. Потом они это же название, благодаря этому ученому и горе нашему, ладно, горе не буду, Мамакаеву, они перенесли на чеченскую этнографию. И начали называть людей, которые прозывают шароев, шароевцами, чеберлоевцами, шатоевцами и так далее. Оттуда в 20 веке начали использовать 9 тухумов, который с 19 века идет, и не входящие в него 10 тейпов. Ты не забывай, не 10, В том числе а наш 19. 10. Вот этот брат Ворс, который сидит рядом с тобой, не входит ни в один тухум. У него отдельный тейп, Отдельный. лишний тейп, укей тейп, увапи тейп и майстой тейп. Вот, и то, что вот туда не ходит, и ламрой, вот этот термин ламрой, Нет, откуда? ламрой термин, я могу пояснить. Термин ламрой, пожалуйста. хорошо, правильно говорить не ламрой, а ламанхой. Ламанхой. И народные вкрапления в основном говорят, что в 18 веке ламрой называли только армян, которые проживают в горах, которые пришли и осели. Ну да ладно. Нет, ты не понял. Термин. Юдия, гибочки я. Да, термин. А правильно говорить, все, кто проживает от Дарьяльского ущелья, заканчивая Аухом, ну, грубо говоря, да, или Сулаком, все, кто проживал в горах, называли Ламанхой.
Ломан нах, ламан хуай. Хо ламан хуа, учин хо ламан хуа, уэйх ламан хуай. Но потом этот формат немножко изменился. И начали называть почему-то все, кто в Грозном, в горах, якобы Да, Шатой, Шарой, Шикарой, Чеберлой, начали называть Ламрой. Но опять же, это неправильно. Это хоть и географически. Поясню тебе. Теркхуай, Ламрой. Да, это территориальные какие-то. Абсолютно верно. Нет ни одного чеченского цейпа, который не произошел из гор. Да, у всех должно быть горное какое-то семья. Если нету, автоматически это обозначает, что он пришел. И все. Единственное, у меня к этому ламру есть такая очень красивая и поучительная история. Я как-то оказался на рынке Базра. И вот одна женщина из Зандака поспорила с женщиной из Шатоя. И вот Зандакская говорит, а я Аллаху ламру. И она отвечает, ламру, мдирицер, садок, отвечает, вираться дьюдучи Зандака, а что, ладук ламру. Там журналистское, а что это более комедийское место. Царь истории сандок орду ашкозар бягба, и главное, и те, и другие щи, и шабеш ламрой был. Поэтому там никакой разницы нету. Те же самые Чеберлой, которые считаются одними вашими братьями, шароевцами, их исходный код, вот их и ваш шароевский, он находится в Галанчоже, чтобы ты знал. А это реконкиста, которая дальше мы распространились. По мере размножения мы начали захватывать и овладевать все новыми и новыми территориями и начали спускаться. Так у нас был выход до Каспийского моря, чтобы ты знал. Не к черту. Мама, слышала, ногче кило. Шунген бац, между прочим, ты можешь туда добавить Анди. У Нохчпкело и Анди очень близкие расстояния по генетике. Очень близкие. Не Анди, а büyük bu Sülü olmuş. Sülü bas Anди. Мнение Али, до 44 года ногч себе контактил шилабац, ок веден хабо, веден базра, ногчи морт бью человек шер. От койчера, вы арди Андолхани, Даниэлов использовал это в свою угоду. Да, в свою угоду. Царь сачо херли цабог бина царь, и воин бацахи, и его бог бон альчи, цанамат цадуаш тирадоч, допустим, ахлахир жаго, хунзахир жаго, ищи вошли киечва, царь цамат цадуаш тирдац. Ну, под общим названием сеяхпряц они объединены. У них в школах есть литературный язык, который им навязывают. Да. Передачу эту наляться, они сами это и говорят. И дидойцы и андийцы об этом давно говорят, что их уничтожают и заставляют говорить, что они другие. Дидойцы, цезы, андийцы. Ура, давай лайся, ламро бисер иш бачиш. Они местечковые. Это местечковый национализм. Если они, как бы, я знаю, мелхи был. Это разные. Харчвай, зогвай, юртвай, мышборш, жевай. Что, разные тейпы. Акинцев 9 тейпов акинцев. Лам эскейчуах бешбуй, цер, они относительно все носители гаплогруппы L3. У них, они, скажем так, очень изолированный Болгуду, Цанши, они, у них своеобразный диалект сформировался. Но для того, чтобы диалект сформировался, это много лет не надо. Если ты там на другую гору осел и 100 лет прожил, у тебя новые слова в твоем лексиконе. Акинский диалект. Факультет физической культуры направления физиологии. Я дурфак закончил. Это галачурский диалект, он не является отдельным акинским. Акинский диалект это является ауховский. А галачурский это уже другой. Галачурский диалект, о котором говорят ингуши, орстхоевцы и акинцы. Да, даже часть нашой может так говорить. Галачурский мобиль, конечно. Но Хинсвей, допустим... Мичер садел. Хажа бил твоя саду аштини цапройста. А нас? Аздой угарах, блядь. Бог мовара, да. Ну, они считаются, Аздоева,
ой беш букуш. Овег Чин беш. хош Нохуй цини бухаштан, да? Чин хуасани. Аму ядин ниркуса чин хуй буя. генетика цаю Да, цира. там Чин хош тебя, цини там цаю просто, цини. это как говорится, ой воша, ой ватсба. Лорс, он хахерду, вот когда ты генетическим изысканием, там работой занимаешься, вот эта вот сама гаплогруппа, она ж малоинформативна, то есть есть гаплогруппа и все. А дальше надо смотреть на маркеры и их сверять. То есть, ну, это дело, этот процесс компьютеризирован, он не механический, то есть никто там не сидит, частицы гемоглобина не собирает. Вот я к чему привел? Вот эти вот, да, именно шатойский ветки чин хуается, ляш кроя бусяра блуай буцу. Можно сказать, часть тумсуайбу, но небольшая часть. Оцера, оздойлыреш. Цер где-то, он пучится блат и толч. 10 век у них вот отделяется 21 маркер называется. 21. У шатойца 22 маркер. Вот 21, вот чем меньше маркер, тем он моложе. То есть 20 будет еще моложе. Потом 19 маркер, но их пока не обнаружено, потому что нет таких мутаций. Ну, я в пределах собственных каких-то умозаключений, я не особо специалист, но хотя в этой теме лет 10. Вы можете мне просто фамилию сказать, я большую часть тех, кто протестировался, я их помню. Ну, может быть, не на лицо, а их тесты помню. А фамилия... А? Газдиева. Газиева? Газдиевый. Эшмичаб. Газдиев. Я сейчас смотрел. Газдиевый здесь, но чуть-чуть Абу Газдиева раз. Я сейчас смотрел их тест, я сейчас еще раз посмотрю. По-моему, там он и был, Газдиев. Сейчас. В общем, что Ингушетия, вы чушон за лекции Яшинс. Эзербаля. Я не говорил вообще, что ты дохчив. Да ладно, сега палболчу тардуеш, куз Германия, да соц, куз дависем валлош. Халга олша дабагнеш юбор басбош, тхада от тхаюртар эру, швац инца посейден. Дабагнеш юбор басбош. Хашта уча, ват сега. Газдиев, эк хой будешь Газдиев? Эк хой, цера, ну, 172 J2 будешь. Ну, они запрос, а моя это запрос, это бесполезно, да, он да, 4 человека там в прямом эфире принимают. Чарма, носитель гаплогруппы L3. У меня все равно осталось 12 минут, уже больше нету, трафик закончился. Мич класс что он, я ахчара. Я в первой части оставил данные на свою карту снизу, они были. Из Садыки, аланские истории, Страбону хаваш, из Садыки, как... Ас-Садыки, да. Изи, а Германия, вала, Сбербанк карта, ты можешь только через YouTube зайти, и там Donation Alerts, в программе цигулдайтло, если ты в Германии. А так у меня там написано была российская карта Сбербанк, там... Это да, что, выйти онлайн тебе... Причем у тебя... Не, это просто кто хочет, сколько хочет, поддерживает. Я за него или книги покупаю, или карты, или там работу, для нашей работы. Ну, не суть. Адитана, вала. Уже и что хандаирют. Все нормально, все хорошо, братан. Хвала, чоро. Газдиева, Элеон, Лорс. Да, J2, ну, смотрите, вот от того, что у кого-то такая фамилия, это все индивидуально. Если человек сам не протестируется, конечно же, тут бывают такие сюрпризы, что люди состыкуются, всю жизнь они думали, что они одной крови, что одного тейпа, одного нека. Вот я не буду там конкретизировать, о ком сейчас идет речь. Есть такие вот тут деятели, Мейлер был, да. Це родина гумбет, но это вот уля Мейлер, да, он был дик исконно, и ног чебуну церах, инстяху сюлихла, асхед маалера, ворда хитсвел, якут, царно якут бягло, иштамбул, так. 한 때워주소. цера 찬데 찐 찬이게 душа пошло, что они одни сдают и вторые сдают. У них не то, что нет родства, у них разные гаплогруппы.
Понимаешь? То есть Ну, еще разные гаплогруппы у нас это вполне нормально. Допустим, дышни есть все 4 да, у гаплогруппы. Дышни есть, и Q есть, и L3 есть, но у тех и тумкалинских только J1. Единственное, у этих Мишбош, Диабеш Мишбор, Ахметовский район, Тигр, Видите, дышни, да, видите? Цер, это Хассо, вари Хассо Хангашвили. Хангашвили. Цер, J2A1 даю, он ближе к этой, как ее там, ну, Нохтмахковскому кластеру, я думаю, ближе к нему. Как, кстати, Ильяновы ближе к Нохтмахковскому, и Боровы, и Ахриева, они, допустим, по генетике ближе к Нохтмахкову, чем к самим ингушам. То есть у них между Да ближе, Галгайским... не ближе, мы-то знаем, ну, на самом деле, один народ. Просто Да, Раева, Вайшадик, Цаду, Сундодик, Дичифис, Мосбезаца, Бесос, блок специалист вас. Шадек, Саду, мой Дальчхор, да, по-любому. Единственное, ну, Дальше, точно, مراد والله حتى دايول أسود نادي دق حدا دق وعدلي دق ليش ولي تي مسلم دايول كان دال تجمع خانيا غير هو قوم بيدع والش سوسن نرجم ويلشي تاشين وابين بيوس نعول قال ياش سو حد يوش وين ساول مراد نبي والموت لورس فيستو شات я, конечно, вас башлам я хоббила. Сой. Соши машиахшу цана гадогорник хак юшолоник. Юшолоник хак то легчего. Не, я говорю, мотоцикл. Камер жеттин, ашу это. Зам пишми, а? Мотоцикл хакшуя. Дела иоц масумах. И куда я не хочу из мотоцикла. Да, анекдот, вы что, в кавалерии служите? А что, ноги кривые? Нет, рожа. Само что Аша годана бишон. Хуй ты, дона чуть. Мариам, Делда Мурат, а ты хаар мосуз оба, как ситул по... И доначи, Ну, а это моя царенца, Ицен, запоет мобилину. Это поддержка, знаешь, вот для тех, кто смотрит, кто ведет блоги, обычно это люди... Да, это поддержка каналу, чтобы он там купил что-нибудь, книги купил, 3-е, 10-е, ну без разницы. Если девушка там другое что-то дальше, ну ты понял, да? Ну тут сейчас не в этом. Я на мотоцикл хасун, а все хатина, но мотоцикл саят. Машин хасун, машин, но не спрашиваю какой модели, но йошу. Не, машин, сон просто цавеч, да, цадак где нирхсон. Литровый мотоцикл, по Путина погонять. Мопед есть по Путина. По Путина погонять. Ты в последнее время, когда здесь был, ты не представляешь, какие там бывают пробки. На мотоцикле ты там погоняешь, у нас тут перекрестки. Вайн отстрахсац хаттаршдо bod идиш сунинцам цадеш гацагош башлам сaqwalo oqamel deshach и бол бешну куханю. Тут беру. А это башлам дона чаята хаттаршлур. Сунца сюгяет на сободела сисушун. Погоняешь по пробкам. Вопрос, нет, сободела. Сун. Ты банк тогда это не у меня номер один телефон, поэтому номер Да, садо башла заблокировать модель лайки. Мариам, это и сонумца, Мариам баштаги темаяти. Я сам. Осовый беш нагдош хозуен. Ну чего и тани дочи. Как мы вас туда шхаем? Ауслаш. Сам наконец-то я тебе на Заур. Да, саду, да, духу охот будущник, эзершка суду. Скажи, ваш пожалуйста, те человек у вас, судя по генетике, 900 лет назад, максимум 1000 лет назад был общий предок. Если ты хочешь этот ответ, я вот ищу ответ, то там вопрос. Те человек. Короче, что я хотел сказать, самый важный момент. Наконец-то мы для своей работы достали вот такую великолепную книгу.
Это Маша Аллаху книги. Это очень важная книга для нас. Она сделана к столетию Чеченской государственности, Чеченская автономная область. Сразу скажу, что она сделана великолепно, очень Заурбену тебе скинул. богатый, да, богатый очень материал. Все вот эти 3 книги, сейчас минуточку, буквально 1 минуту, чтобы подождали. Умалша чувак бахсин уган цавахцевя чуцавалом яцун. Арвали еще, чували. Соборде, если Давай, занимаюсь, дadu что еще. Арван- Сейчас собордайся. Тимур. Модератор Башлам bu qo'z. Башлам, книги Башлам, Смотрите, я должен, как говорится, чтобы люди знали, что наш канал, мы не просто здесь собираемся и не просто лясом точим, чтобы люди не подумали. Я хочу, чтобы вы ознакомились. Вот такая монография, толстая книга, великолепная книга, вот, чтобы было понятно. Она выпущена к 200-летию истории нашей родины, столицы. А вот эта книга, чтобы было понятно. Вторая книга, сейчас я хочу показать, просто за одним авторством. Вот эта книга «История Чечни». Все документы, все акты, точно так же, как мы сегодня обсуждали с Билалом. И вот эта книга, которая называется «Чеченская автономная область», вот эта книга, это очень редкие книги, это, фактически очень дорогие книги. Все эти книги, чтобы вы знали, их написала, и немногие люди задавали, мы начинали говорить, что это все сделало наше архивное управление. Сегодня очень много людей, которые любят критиковать и говорить, что допустим, вот этот каталог, который очень редкий, вот он каталог, на котором находятся все башенные комплексы всей Чеченской республики, вплоть до диаметров, вплоть до размеров, как она называется, какого она века, где какие анализы сданы. Вот этот каталог, это хоть и редко, но напечатана, она сделана Министерством культуры. Поэтому, когда мне кто-то задает вопрос или начинает говорить, а где ты взял, а что ты взял, я всегда, допустим, Белалигер, материал, у меня будет как электронная версия, и когда у меня есть бумажная версия, я открываю страницу и говорю, вот, извините, друзья мои, здесь эти научные обработки, работы есть. Все у нас под рукой, все, что нужно, в принципе, вплоть до самой любимой книги, которую я вам показывал. Да, кстати, вот книга Кистинцы, которая очень тоже Алирой, вот здесь написано. Маргашвили. Маргашвили и Алирой вместе. И моя любимая книга настольная, которую я никогда от себя не убираю, это великолепная книга Асан Бакаев, топонимус. Здесь о древности всего чеченского народа. Эти все книги и материалы я покупаю благодаря тем людям, которые поддерживают наш канал, и хотел бы с вами поделиться еще одним очень важным документом и книгой, которая очень важна, и это последнее наше тоже приобретение. Я уверен, что у многих у вас, почти ни у кого ее нет. Вот такая книга, это очень монументальная, огромнейшая книга, чтобы было понятно. Жаль, что в зеркальном отображении. Да, ладно, я зачитаю, что здесь написано. Это топонимический словарь Чечни и Ингушетии. Это последнее издание Хабаева Ибраима, которым мы все знакомы. Это небольшое количество этих книг. Они, само собой, для нас, для читателей, для меня они, по крайней мере, дорогие. Думаю, что, в принципе, в размерах Европы это тоже не дешевое удовольствие, потому что эти книги стоят немалых денег. И вот эту книгу, которую я так много вам говорил, к сожалению, мы еще не купили, но да, купим, достанем, когда я смогу собрать. Это книга Ильяса Сигаури, двухтомник, его у меня, к сожалению, нет. Вот то, что еще мы приобрели, это Кавказ. Сигаури, зеленый ёк книга, как она называлась? Нет, у вас есть Хайл, Белал, их нужно, этих книг нужно 5. Наверное, Они пятитомник. Да, пятитомник ее. А новое, то, что он сделал в 2016 году, это двухтомник. Он вначале стоил 250 евро. Потом он спустился до 200 евро. Вот последний раз, когда я на Авито нашел, он стоил 200 евро. Но сегодня прийти тебе даться, прийти тебе даться, раз хайвак я что, юх коряча, трабати на лоха, луряца. Ну, это есть или короче. Ну вот. И Гумба тоже у меня есть. Великолепное издание. Это должно быть под рукой здесь. Это то, что напечатали не мы. Это абхазские и грузинские ученые. Потом Ноев Завет. Это я показываю книги, которые мы
приобрели. И вот последняя, вот эта книга «Народ и земля». Здесь все поземельные, территориальные, всех селений Ингушетии, какие фамилии, какой документ, сколько там поселили, когда поселили, в каком году поселили. Все есть. Эта книга 2025 года. Огромная благодарность Яузу Ахмадову. Это книга его. Это единственная книга, которая у меня есть от него. Я очень Нунуева и Ахмадова немножко эти два историка перебрался. Вот на что вы, я хотел Беларусь Саволом, вот на что я, короче, это даже не все, но да ладно. Вот на что мы тратим, собираем иногда донейшн, который вы поддерживаете наш канал. Это я хотел отчитаться перед вами. Все это, чтобы вам было понятно. Ни одна книга здесь, в принципе, из которых я показал, не стоит меньше, ну, если перевести на USDT, не меньше $50 ни одна из них не стоит. И это очень редкие книги. Я не покупаю. Но нет, мне осталось немного, осталось война. Для работы именно Милори, за Билал, для работы мне нужны именно, знаешь, какие книги, которые основаны на документальной основании. Я сейчас тебе покажу пару книг, мне тоже кое-что надо, я тебе покажу. Вот единственное, Сигаури я не смог достать. Я тебе вышлю Mein Kampf тоже, чтобы коллекция была. Ну, Mein Kampf, конечно, нам как вторая Библия. Это просто русскоязычный Хельезен Mein Kampf. На немецком. На немецком все, Геслен Майас. Я, конечно, читать умею, но сидеть с переводчиком мне как-то немножко... Я лучше это время потеряю. А вот это с свастиком у тебя была книга. Что это за книга? Можешь показать? Да, конечно. Это тоже очень дорогая, братан. Этот свастик направо смотрит он или 200 налево? евро. Нет, она смотрит налево. У нас налево. Дошла. Кодекс чеченцев. Это неписанный кодекс чеченцев. Он халаль. Как налоговый. И книга, что интересно. Это на русском там? В 3 версиях. Русский, английский, чеченский. Дошла. Был такой писатель Шима Акуев, Дагох, Вючхез Хрукман. Шима Акуев, Тяхарверс, ну, трилогия. Юх, Тяхарверс, Тилахти, по-моему. Вот такая, у меня только одна книга, Ешьяна, и с тех пор я не могу найти в продаже даже эту книгу. Я поэтому никому ничего уже не даю, потому что потом... Я знаю, книги, а есть духовным, что он духов, я садил тейп наш царь, а молчу описывать наш. Ну, есть сюжет. Писатель. Симакуй. Да. Духа Адамс, книгши, вот есть вот про вот таких вот деятелей. Духа Адам, он архивное управление. Очень много ссылок на документы. То есть Ляля Тополя на него есть. И вот я всем, кто, допустим, если здесь чеченцы сидят, я хочу для вас посоветовать вот такую книгу. Шенкар Яхар книги есть обязательно к чтению Юшуна. Лейте, есть название. Частью Хархайла есть, но сюжет на реальных событиях, вот я зим книг шор, но к чему Чимакуеву. Единственный автор, который периодически писал на диалекте шатойском. Очень интересно читать. Когда ты сидишь, читаешь, и тебе или смешно, или грустно. Да, ешаться, прочти его что-нибудь. Интересно, Теман Шолох, Чак Даль Вял Халуаншгоч, Даркин Хейгман. Ну, это про становление этой советской власти. Халлак Дечмастран, Эскар Шкелкельт, Эмлайт, Эман Гирш, Уешур. Ну, Суегешло, Аслуку Яши Мохчима. Халам дати еш. Халудухан. В течение 60 лет мы поменяли трижды грамматику. И все 3 раза мы не усвоили. Можно нашу письменность, Билал? Вей элпшдуй, инс ишдари, иштацари богш. Дат, инс вей вах, ин вей элпшдац. Уаяз дохвей, и под нашу фонетику. А что мекшдуй?
Да я ладно, не ладно. за это. В фонетике наши А. звуки, они не подходят ни под кириллицу, ни под латиницу, ни Нет, под не подходит. бедуинские языки. Латиницу вроде подходит. Нет. Но подходит. латинцы, Нет. если там маленькие какие-то точки расставлять, ну, Не подходит модернизация, ни под это латиницу, ни под модернизация. кириллицу. Нет, не подходит. Единственное, вот, знаешь, вот арабская вязь периодически может где-то А подходить. мы можем Вот, свою, модерно, Билал, просто правда. свою. У армян есть своя, у грузин А. есть своя, у Нет, арабов своя, есть. ну как ты ее напишешь, своя? Ну, Це просто річ. сядешь, напишешь так же, как и другие буквы. Я могу ее А, написать. нет. Чтобы только вы Кстати, это понимали. очень хорошая идея, потому что Нет, там сейчас версии есть. тюркский мир Версии вводит есть. общий Просто. этот алфавит. Вы знаете, что тюркский мир вводит общий алфавит для всех? Казахи, киргизы, Gila, турки. Gelda, Türk şubabit la wayna. Ты видишь, и Türk адбит, арбой адбит, вижди Не, адбит, жуки она адбит. Не, же- вы на Не надо самом деле, ничего. вы Яхла, Gelda, да яхла, шаир, шешуча, адитла. Единственное, вайца, ёкшела, лучше взять уральскую вязь какую-нибудь, или Вайдин, шумерскую, что Анна, угодно. Но Свою ее железную железную написать алейкум, мы где ее можем? купить? Меч, что где купить? А если пеншкши скорионцу, а изнаш. Шаир там, юцариаца. Лейдят езезек сун этях карир домо двилчах. Ну, хинси шоловах сакари сун этях харверс. Вот тебя духал горвол шлон. Юкаир, да? Последний. Насчет слов я тебе скажу. У нас мне прислали где-то то ли 7, то ли 8 разных алфавитов. Мгм. И каждый Хонаген Харюш была присылает Да. гарвой древний алфавит хлаба, гарвой Да, древний да. алфавит хлаба. Вот в какое-то Они что-то время похоже Амсатурия. немножко, да, немножко похоже на грузинский, немножко Да, похоже там да, на да. другое. Поэтому нужно понимать, что единственное, Асунделер, до кириллицы у нас была латиница. Да, была До латиница. латиницы у нас была арабская вязь. Вот. До арабской вязи у нас была грузинская Асалтамрули, Амсам некоторые говорят и греческий, Месхири, два. да, и грузинский олар, так греческий аметикбу, и мы здесь в Алдах нашли армянскую черчдари с армянской вязью, да, нашли под землей, когда там во время реконструкции, глубоко под землей, но И это... армянш, милшмуш, и туркой батюшка. Индоевропейский. Да, это они не относятся. Выходцы из Индии, они, скорее всего. Считают, да, это как и цыгане. цыгане. Они вот такие Хитрость, но темные, и да? турецкий. А? И турецкий Хотя хитрость. они... Они Ну, у подселены них- туда. Не, ну надо Лорс, признать, что Лорс, интеллектуальный у них- потенциал есть. Очень сильно Ой, нормально, да, но есть еще интеллектуальный потенциал. Муцел сейчас добавоча пичбичей, ну, конечно. нюанс. Знаешь, даже. что Так, Дукум Дамдина по факту, вот помимо Пючца Они, Хатсун, они очень сильно, у них развито аналитическое мышление сильно у них развито. Конечно. Но я не знаю, может Факты это не есть генетически факты. обусловлено, это скорее всего обусловлено Самому влиянием в внешней России, среды. в России Это прямо самые Скандинавия. крутые юмористические шоу и телевидение, то есть шоу-биз полностью под ними, им хасу. Научно не так, научно не так они сильно развиты, именно имеется в виду. Да, но есть, но единицы, в отличие Ну, от... отличие, вы хак бешча, хак от бешча. Да, их ситуация. Да, по идее, царь Ванчо, военпобедница, да, смерть кнуцер. Где-то 25% J2 юцер. Еще, скорее всего, и царь армянский на горе, але меткас вай халы на хичван вай Что меча фиатайл, воша, из-за хинсто Хасан царь дючайна, ха, урарту почал Да, переть. Тимур, мы говорим о том, что ее использовали на границе. Здесь, походу, в те времена, еще во времена Урарту, Уайхцадисиндол, дари, видать, они ассимилировались, и вот эти кхаи, когда пришли, я думаю, что они просто языком их чисто задавили, и они переняли у них язык. Но как карачаевцы и балкарцы, они вообще не имеют к туркам никакого отношения. Ну, у балкарцев около 12% R1B, это гаплогруппа свойственна к тюркам свойственна. Балкарцы вроде как.
Да, А? по языку Язык, Языковой это да, не язык тюрки, да? тюркский, да, допустим, язык те же тюркский, самые осетины, у них, допустим, тоже иранская ираноязычный. группа языка, ираноязычная, но Еще генетика у них все равно и местная кавказская. У них G2, как у Да. черкесов и у славянов, они там вежри ногчему отбейте, Едва имеет в виду. Noch чему дева, büyük doktor hens noch чему садим корги баху алырсы. Вот дева. Дукан сабах олай, истек сурает, знаю, шо Вы элбшдац, вот элбша худир дарта, инс Вай ойлишда. отстях, А, тут вай я начал сам проблем, да, тут я хуюхара, целый генс, вай. собрать, да. Сейчас а то Мгм. на статью наговорим с тобой. Ой, тут я ума да, сначала, сахдала, шоу Тера дала. юшей статья, вы кузарны нарушать, это хана мекш. Беру, здесь ми варианты свободы. Есть Есть основную хамовятня, или незнание закона не освобождает от От ответственности. ответственности, да. Ну, То, что вы да, еще на вроде- свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка. Да, поэтому уза есть официальных два языка, которые говорим на кириллице, официально два языка в нашей конституции, это чеченский язык, это русский Понятно, язык. короче. Используем мы пока кириллицу, но это не запрещает нам говорить на других языках. Ну, вай муат буй Хапсагу Юрист, швагатир. юахите вараси, элпнаш, вайнаш, садиз вайн эльчдац, юрист, Айми. юах сразу хитлуш герсу. Айни. И Юрист, элтнаш вас, иш цангуман связанных здесь от чакаевец книгу вай муатва история. Есть Смотри, шо цахом скет да итласуна соқа. Это уже полностью. Да, Вот это заводили. Шо кетам балуэрсо хоқаха Задайте ему. Чего шундык доху, да, цаши қошуала, Жириновский дина ушы, цах меттигялер, цигахи, эрмой махкахи, цачуға, политически, ау, Задавай. خيتي لا تسار يبدا قرق كازاخستان او غير دي شتار ايرر شاشه نجي مات عامر بات ورسمات هين شوت يا حوي مصر انجلز مات عامر بيز لا تعهم دادو دليرك يدادو دل شينا ها انزري او قير يول هينز ووتش ولا قال تبال بيش ولا دنيا تبال شين دوي داول جيرينوفسكي بوشوي كيو جت تسالدو خزنه سانج او باني كاخر Und حقي هنين نموت ايبر هينس ايبر الصونخة ما بيتسألسا ام احي حلا باقنا حوال ما ولد دا زوين يبقى موتو شبلاع تاعت استيح كن ليك ورنشتم سولي بيبات هاوش شيفهم تدح قات الهينس داجة مثلا ويا علمان شخمي الديا شخينا اس مرغل حق قحو يكشا او ديوش طول شخيناتخا هينس ووشو خجس او قشاش ديوش طول شخينا 5% يوقعها وليلش 5% يوقعها 2% سيوقع قائل بتاش بالبا ديوش خلبار شي فاكولتيتا исторический факультет يون مارغل فاكولتет يون 2% سيوقع إيش ببار سو ديوش خيرا أكيد عبيشة تعجيب مال شاشة دوبار تعجيب مال صغير ببار نو يقيش قامنش دين 100% يوقع إيش وياخذ مكشدات السقيط غاشوك شهودو تغنى داجة تغنى مثلا تغنى اس مرغلت احويك ديستخلوش اتفال قوارجي ويكار مرغلت تلمبوش وي اشتخلا وي بانشخلا قيدك تخطخيك دوتيش سهونا دقي دياشدو هونداش حلق اتشوال اتو بلباتي ده إنبالو أس إنتهى أول شقية مخليت باق ديلك وان الله ديلك واتشو ويقير ويش حال ما دات وانت نت ماش عشتو أما ويا يتعطل المتك شتوي ويدقع دق ويتغيرشتك ده تحتك ورود ويا تشيموش أس لوسي قيقة مال ديردر نهوقع حق أسيتسا هالخلر سونخا وين غيتا بتاعتقي إتبغيت شوز بي استقبيواتها أس يتشو عيوتشو إذن نشكعنا حوز تقوى قيتم خلبيز بطلع يوتيوب تعدوي ويتسق هوقع يوتيوب قيتا واتسو هين سيبيو يوتيوب تعدوي تسخي ينقصو يوتيوب شوية трансляцию فيسبوك شوية تليجرام شوية инстаграм شوية совокупности мялювается просмотр да садим касту амон дихвастен хермайер поз отсол они я должен даёт كان عكسوا а мялювай в совокупности просмотр أشوف أربعة كان هيت هو بيرو إفر العياليري ويك حاجة بخبع استقور إفر يوتيوب 500
500. 500. Это в прямом Да, эфире, вот это который... вот Ты вот, молодец. смотри, Samo mīlma bija atkārdu. Kamil Pasan, Sunder Bilaliga هم يتيبنا شغلات سيكات ما ديلدش أولس بلاسي دي سوور بتشخنا и тейпнаш Hani дюч no dera dudu istiyor. Es audio izdajo, audio izdajo, goras eldats. da, bilās, sasundu, sasto teipaš, suns ejak ceļā, asokons esajak, oli jūt ceļā, Helma Bucan, Nuka, vai čoh, Ja, nie, wenn noch shit dolš, wenn idīts ist echt du is, tagin hin shit ist sahum, khilshin sakiter madati. Тут акцар ол, Германия шинацики, Аргунер Беркелер шинацики, Витнацик, Голшикат, Вахина, Дидяч Урина, Кадил Дяшвор ол цар. Қиетё? Цар генетик, цар лингвистик. Цар заголовки штхириаци. Ламаз бяшио чумшиуша, ламазан хани заирма. Ламаз нацари тагужо. Ой, ишта уже район шуал, оқа, ишта. Ой, доктор Хаттер штат. Эфири доктор Хаттер, тажима тергуя езда. Воша, самое дует, воя, хейца, болбяша, ويساني ويوشو إبراهيم بوش وهيتя единственный тац технически есть еще приспособление что цифровой банду что с Telegram это все воем аудио прошлый вариант разворса ويحوش был Да студио Гаилат башла бодаться, да, что tu izveš, брат, студия, микрофони, студию. Пошла, познавал, видишь. يلا يلا قالوا ناس مراد что وهم Шишин цега гражданство хирио мох рабочий визя сом зара улваца мокшоч нануса продакшане пора маршал хуер за согуалачу и технически приспособился ела яца ой я ушел ой исторический паблик что жирой мобати больше наш бац хаздиш бац кяч это проблем это что иш баларио что эземнеш кахир бор масала бахт а для моего исторического паблика для моего проблеме вен хаз будбе рокчуха один но обычно вопрос задавайте что не понял не я имею в виду обычное интервью цивилизованное я понял послушай вас ну во-первых сейчас речь не об этом я имею в виду у бьюти-блогеров, у остальных, у них большой потенциал, а там можешь в прямом эфире сидеть. В целом ты имеешь в виду, да? Если же, чтобы было понятно, для исторического паблика, когда есть исторический паблик, для него просмотры примерно. Я в Инстаграм у нас впервые за один месяц превысили 1 миллион просмотров. Это Инстаграм-страница. Для историка, для меня, как имеется в виду исследователь истории, да. Это просто-напросто до того, пока я дует. Почему? Потому что... Феноменально. Да, мне никакую серебряную кнопку за это не дадут. Мне за это никто не платит. Не об этом речь. Я просто рад тому, что Кайгундаза, если даже просмотрели 1 миллион человек, про нашу историю, про нашу культуру, про нашу географию. Я только хорошее закидываю, мне плохое не надо. И опровержение лжи. Вы сей нохчел, вы нохчел сюек, дагайте ли? Молодец, угойхан, ханохчек ама, доглазер, дует хуны, гойхан, мурад, цани, цундел, хун хасхиткас. Сундер, вы царихила, сам смысл весь какой? В чем смысл? Смысл здесь... Я вам скажу честно, многие мне начинают, кто, особенно враги, упрекают, что ты там делаешь, почему ты там сидишь, ты так зарабатываешь и так далее. Это мое хобби. Я здесь ничего, за все, вот я начал смотреть, стал бы ты, если ты зарабатываешь ложь, ты, Мурат, ты или Билал, ты, ответьте мне на вопрос. Я сел 9:30, сейчас 3:30. 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. Я сижу в эфире без малого, ну, плюс-минус, пускай это будет 5 часов. Вы бы стали все это делать за время эфира, мне грубо там, плюс-минус 3000 или 2000 или 4000. И того бывает, даже и 1500 бывает рублей. Даже если вы бы стали бы за эти деньги, скажите, сидеть, только говорить и зарабатывать таким образом.
Простой, Я, ва алейкум салам, хокун я сахат, думаю, что никто бы не стал за эти деньги. Это даже... консервация, Башлам, Москва, юг, вот Поэтому... об этом не надо Нет, задумываться, я к чему это абсолютно, да. свожу? То, что сегодня мы сможем, сегодня я узнал, во-первых, я хорошую базу получил от Билала, имеется в виду, получил, но ты хочешь, Получше, Да. да, мы данными обменяемся, имеется в виду, то, что у меня нету, я от него дополню. Во-вторых, я разговаривал сегодня с генетиком. В-третьих, я разговаривал сегодня с юристом, немецким юристом, немецким генетиком чеченского происхождения, что имеет на самом деле огромную значимость. И никакой договоренности нету, и никто мы друг другу ничем не обязан. Но однако мы каждый со своей стороны рассмотрели многие вопросы и даже, между прочим, пошутили еще за этот период. Там, мы многие вещи там про Гитлера пошутили, про другое, про нацизм. Башлам, я еще много раз то, что на Ютубе ряд иду бохлый, вопрос, что там 5-10. Что там? Да, я Ибрahиму сказал вопросы, чтобы задавал. Сказал. Там же ведь донат, если это самое, то ты это увидишь, да, как бы? Да нет, я нам жизнь давал вопросы за вопросы донат. Проверим, что там на Ютубе. Донат отправил, продолжай. Охар. Да, красавчик. Донат отправил, продолжай, вы уже, отправили после того, как я лимит весь использовал, освободил. Ну, вот блогер Алам Олон Кест. Дамы и господа, донаты приветствуются, улица Науа. Донат выиграл, Донат сразу оторвать. Это слово мне очень нравится. Гудут асун донат, что эстетики уж что-то мне нравится. Donation Island. Типа дан сандахицу, да? Donation Island. Так, сейчас, подождите, постараюсь это все как-то продлить. Но вы сегодня, видимо, немного опаздывает это все, я смотрю. Так, где же ты? Увеличь лимит, Бовек. Но извините меня, лимит, я и так сейчас его продлил, как могу. Увеличь лимит. Но не, говорите теперь, раз отвечайте. Вопросы есть там какие-нибудь? Ладно, оставьте вопрос про лимит, я постараюсь продлить, не знаю, насколько я продлил. Башлам, гробниц хляцалиш по дороге домой. Гробницы, аланские захоронения. Ну, я вроде бы все сказал, 4 века захоронения, курганного образца, по 10 метров в глубину. Нигде, ни в одном субъекте в Северном Кавказе, Закавказье и в России не найдено такого захоронения аланского периода, раннего аланского периода. Все вещи будут полностью выставляться в нашем музее в Эрмитаже, национальном Чеченский национальный. Но, скорее всего, они сначала поедут на резервацию. Консервация должна. Да, консервацию, реставрацию должны провести, но там уздечка только, по ходу, это должны сделать. Ну, там два экземпляра из них, они сказали. Остальное... Но я считаю, экспертизу они будут проводить. В России это проводят. Экспертизу зачем? Там экспертиза не нужна. Там уже вид захоронения о себе говорит. Да, там уже по катакомбам они знают уже, какое это захоронение, какому периоду. ДНК идут, да, уже после? Да, ДНК взять они, к сожалению, не смогут, потому что ДНК можно делать только там же ушной раковине. И зубам, из зубов ни ушной раковины там нету, они не могут никак. Волос тоже там ДНК, это же непростой ДНК, его надо там 15-20 тысяч долларов оно стоит, чтобы... Ну, эти деньги бы они отдали, если бы и делали, но из-за санкций Европа отказалась работать с Россией, а в России не делают, кроме этих двух вариантов. Что еще могу рассказать? 130 примерно предметов, из них золото, серебро, рубины, что там еще? Ну, меди и все остальное вы увидели. Что вам еще сказать? Приблизительно считается, что это или аланский царь, или очень богатый вельможа.
Да, вот. И что еще? Сделали это открытие Но чеченской это истории. еще одно Азамат доказательство того, и что Магаз Султанца. там был, скорее всего. Вполне возможно. Ну, У нас я Ларс остановился, по-моему. У меня он вышел, Да, да? Ларс остановился. Это Марш, что значит марш? Трусейс. Ларс. Сейчас Ларс уже. Саурци шачо халвахши, цачо хаттер бухш. Сон запросы танцеваешь. Если запрос хаятня вангурю из-за... Башлам, я могу выйти, если кто-то хочет. Нет, сейчас уже и так Ларс вышел, зайти может один. Что, как юрист, я хотел, если сословных движений, что-то. Хаю специализация, гражданские права, уголовное. Уголовное право, ну, у нас здесь, как бы, мы сейчас вот немножко в другом направлении двигаемся, по медицине. Ларс специально, мы с ним, кстати, клинику открываем здесь, офис Чуадуй. Ларс следующего месяца уже сюда переезжает, он в другом городе живет. Клиники очень давно. А что за клиника, специализация, чем она будет заниматься? Ну, у нас будет это, как это на русском это будет, сейчас я тебе... Арвар кричать, улах пахай. Валик, одна красик. Дед Мороз, Кятвер, аж к Новому году готовишься? Assalamu alaikum. Валикум салам. غيرتك شو هذا جديد ده اسمه شو سوى Короче, хат гайч вала хакар кат гайч хирвосо куничу авон истрацер. Церк хат гайч валё. تعسين كومي تاعهم ولا رسول Да. داني دعيسة حكي المومنت يعني قدين صونا شيء زرت أي صلح شرح نمسو موت عمي تاع كورش كر حوش تربوستي شو عندي سؤال صندوق على خير عشان نمسو وقتك حويج سويش دون حويج بعد سبوقته ده صو حويج سونج شو حويج قسوي لا هنز كداعش ده مت يا سوش داعش شي سيرو يسمون يدعوه شوات تعجب سونت اخر لا بس دو aus Nordkaukasus بحثوسك قلب سيد كوكازي روح هو بحث Ich auch bach. Sie hat zwar Lust, noch شي اختاري وقت كوكازي ساعة كامنة اختاري وقت شروع القيت وردة وشيس عشت يو نوش تخيل الوانا ويز دوت شري ولا عتيخ ولا فوحو سويش والسيستان سيد اخوال عوي شو سوش وصع سين قومي همش دوش شي دين دا ورباحتو استوريك إيش شاش 4000 Jahre ist schon halch aus Nordkaukasus nach Europa dun шаш переселение и хумш Türkiye самоация, вроде? северный со склонов Кавказского хребта дун охтус это сон дик мотца tudüş قميلة دик humna соқиет шват это курш клир что это бейт свой уровень лир шухсо ну все равно понятно я tudüş маслу хума суши коргир дюс так شيقين والجيم بريزنشيني شاتي بايوش ليرك إردين tudüş قيت غير شوال شو أخ تربوشتي شو على هو بيريش كيريش تعدي توقعن شو على يعالق وجاس сейчас пикник сделаю. Студенты вау. И минут я бы сердце поездка от одной станции до другой, с райцентра до городка, где я живу. Только это он сказал. Что билет понятно, вот сергей нау. Гуда тюрсу это. Ты контролируй. Он долго вау свиш, вот особо. Узнал, что шенденда what истории هم شو سمقدرش حلق لير قطر تعشير دون تعشالت تيب هما يرشي صح
فتح طوان بالي دنيا وشغل طوان بالي أق شو آخر شو تردو شو واحد هنا يونوخشي شركة إيش تحت بريدمية يوت خصوصا ده يغ تعني وعوس ندخل سونتوش للغودة توهنا شادي توهنا سونتو ديش دلهم بشنا تحسن سيبي أسرس وغويش كده توديش دلهم بخين كوبيتوش تعور اشتراكت يعني يسون دوغ وعوس مش عبلت بيك تاتكي وغا ألوي وعوس ندخل تعني سو مش عوس نتا يوش وعوس نفسه وتستانس يعدو قوغي يدخل صح سو يدخل شو سينكومي هم جديد نتوت момент уровень немецкого языка практически هو يرخص ده هت حاول أنا خلينا نخص عشان نخص إلما حاول موت عامل يرخص يتو دوش دول دشنش حال ويش توش توش ولا شو خص ده جوجل بيروتش عليه تك على أصدقائهم تعيوس شاكر وشيت أقبل جينا عيات بحثوا شو على لابراتوريوش هيت وش انتي عدلش شو واش خلقت هم بوش هو واش بعثوا في قدوك يشتغل بصير كوكاز ذات اللي تنيور يوروب دونا إذا تعيش يكويو تشوحت يبوش شيندين دا بلغس يعبر دونا بس عداني دعيتا هم عقدلجيش إذا قدين يا لغير شو غير Своей странице, да, чухвас нашу немецкий хазнесан варги генетика мации, ученые, антропологу, что немецкий цуахавах, что Европу заселили с Северного Кавказа, Европа все это кавказианская раса, я сюшун ногчица бацу, но в Кавказе, исходя из этого, мы возвращаемся опять же к Блюменбаху, который антрополог, Ларсу Овицериза, который говорит про 5 национальностей, которые являются автохтонными народами Северного Кавказа. И одним из них является непосредственно Нохчибу, أدخايبو تشرسي أول سارة غيبت لا أول سارة جرجيبو تعتقد شنو نوخشي автоматически غلط يقوم بيشبوس إيش ситуацию из уже цанна секретиат но ой богом худон أنشأ ويهمش ديس لوجل شتات بوشانا ويخ حبيب بوها ويخ حبيب بو بوغلات كاز محكر عبان بو но ويخ بو كدو может быть и от нас может нет черси хилтер лоинс мурат малер и гюжи хилтер лоиш قدك دراع ну ба эзер шо халхинс эц даня очу хадуичлик شي بروفيسور دويچلو بوشليغا دي эзер шо ханду ну то хадуич хена ха и берзло и цари قدك дي цари только цот идоцега цотига хам инзрихун шмадисна цо мехш церш хлари кяст хлари цатдол дешниша 100% совпадение норвежский датский шведский цока амата ха 100% совпадение сон хала хазери цатдол норвежский дешниши и хумши вачо дошло цундер цабок бо чундат amma то дискуч хана цадица до кошуи тахуни ад викинг шли хари важи бошло и хум бац хлара зуди сразу цо элерца شو مخر عود مالا وقوقش إيش بخصنا سومات Дело с самым куза хинс хаста это маштеул самете гусо волж городе это озер бука короче тига велосипед я тут я шей кофе ишца возитеш юх сана вастух да суг боцос кофе ишти вансо сана васа ну немцо мот биш ати дан камелдеш суг ишт ама багарш хюж да обычно ца спортина осалерка ген кулерги хюшрунер боса истахнима предаваться а что соцун и он суг боцу ишт короче нохчу уйо короче черкес боцу суг короче черкес вас бос чечену бос Ша черкес у бог короче и хаж немцо уй короче да кофе шлачуис Цу боши да вар нохчу боцу короче аз бо нохчу вар или черкес ну и цаду и бо око короче объясниться да лохом да ши бух хума короче цу борак машалла мол коёш алима дух коёсони мол коёш хазаз деула تخدول شغال عقويخون هو амича хуй хуала بين سيرني رين وستفالي تجيم قردوك
Дед Мороз по-немецки Weihnachtsmann ол. Новый год, Сильвестр ол. Дела, кузахца. Is stakor ila na dok mezdik dikko. Хорошо. Maşallah. Ne kadar öyle. Nis vašim gašća umar. Nis Žukovski nije evo ugal jatar sana ena kinotjatar klijek savjeta. Nis agra promilč halmo ti gadi nak mezdik. Ты ж сам дешену в школе. Var svijet sana istorijski fakultet da ja što cijeću varz mojor. Var stvojovski. ها يوروب ياو وي هتسموه Umar tu. حقوزا وي يوروب. Valla Germanya. Германия مش متاو Германия. Severny Rhein-Westfalia. Bönen. Evet. At So Dortmund. Hannover auch. Hannover auch. Ha, genau was. Genau. At West-50. Да, це бест. То есть, зараз Хаволча мели ближе у Моцунцика. Ну, є не аулс. Ha. Bilal, akar çavuy. Bilal, çavuy, uy. Зависно. Şurada Mette, evet şu Moc, işte için Deutschland, das. Bayrak bu da to. Ya bu de aslında. Aslında Aha, era sen de var. mi bir çağma ya şaylı So biro şavuk var, soğukça, Mette ve. İşte vadilin gerza doktor, lüboy taypa, Mette doktor duvak da. Mette top yudoy. Mette top ve liloş. Ha, top bir musim, kıldı ismi de. Top ursa yo. Mette aysa yo da stoyeza, du hatta lehoş. Biro yok o Mette brat. Bol beş. Maşallah ne var. Tamo yazıyor bula, Murad Erbitan şu asu betsu. Her Nikoli Odin Vater baslam. O Mette bu norz datoğan siz goyton Odin miçao. Saburdel. Her Odin ahar her varida her umaçuk Odin akar karoçu. هو غلطه وما شو بخورش كروشي اودين هر موشوف اودين Sabah borçlu son. اللي هر قهرة يو كروشي سنة ومرون سخوزا اودين يا где-то видел اجل юстиция يو هر потенция كروشي هر شو على صوت خلوه هرداس فيرتوس سنة اودين قام جنيرون سموت يا كروشي Фергона юстиция, Allah юхарар. Камин юхардас, 1886 год юхардас. Камин, короче. Чувак, короче, добитым бухор. Картиниш, короче. Арбитаж. Мудера, Sana balık değil bürüyor hayır. Her şu aşusu bırak, laka. Третий этаж, aşusu. Второй. Бывшее здание суда, да, получается? Да, брат. А Будела... Ha, bilen, sen o ço. А Будела... Geldik ki. Boyton. Ama hatta aynen bok bayraktan. Aşık başı, немецкий. Скоро yok. А Будела... Гушу. Вот, гушью. Гушу, дери. Короче, işte... Yukarı здание. Да. И сейчас здание снимать я а что хода получается? Да, брат. Да ладно. Центр yukarı Ганновери. İşte şu tamam şimdi bok bayrak bu. Her hun tamam bu her tuğ vaş kuz kısta qir va saqir dedik ehi masum yeyin hoş صديق azbol bayrak tuğan boş aqar natsistu boş hiç wa fuso короче. Ой, наверное, немецкий варях, Германия, нацист хула. Ну, сохинчук авал, короче, политический партия. Типа мой сохун, эвка он ещё. Йо. Это его. Это его, короче. Что мастё her bayrak bu ayda atwan nan boqdu. İşte короче. Sonra Германия варях датвоса мек бо куду.
هلا ايش تاتش بوحش بس قرش ساقيش بقرش ده اسنس بايرخ توش ايش نمتويتا نيش برش مودو خاين هنس ويتا انز غالي تاع اشبول خلق نوختش موحت بيش غاسق موحت بيش غيرش قداش اسن اقي قزع بقرش تا غيل نرس صديق از نرشتوي شيء بجمع هدول نورمال برش بات غرش علىش بات ايش بو شيء موت هما شيء تا انجليزكي تبيش قي تبيش ده ايش نورمально درشه بو короче а так основном та прическу выдать виру абонатство вира сам ايش там короче куза немецкий фамилия моей политику кого просто да с короче колояла قوان قايلش نم كيوسا دات تون короче фамилия سدات ياتن ايش движение на اساس نوختي يولشون пошла اما دول قيتر передродины тоже не изам сом قيتر تيجا بولشا دوخا بولشا ليش تاع هيل سليليش جين وور واتس هيل ليلو ديش دو تاع هيل سليليش دا اوما سن عير وو دا ديتمر سن عشر جيم дело ايش مج هما ليلو شورسو قصاوينچا начале дуй ну саму духайн хинс мухл хинс я вот что подумал сам хайқаман пайдахыла хайдинан пайдахыла да хоқану қанс гойон хош сасерону аш чохца хижера хума дуй чохца انت عربوش خنس فترخلشي قخلشي تبيس قان سيرن بوسو ناخ تبيس قان دوي سوهنس примерно سوهنس اقامو воспринимато короче инса немецкий фамилия уже немцев мот бюча немецкий культура там отсумана шен поддержать я шелча ас اقاقو инс суц ларам хул اقير صدوق виз قان исоламаз я шелча اقانو قلوца хул абсолютно قيتو ица шеца как ритуал санахит ақан это для них не угроза дуй соинс можва хецан короче синс мехкума да можли лошолча это уже как бы знак кинца салафисту ол акаринс цаан вахабист ол ну акар ишт иол إذا شغلر له هم عنده هنس примерно لارس إشت لارس مار al короче يقون شيء فاميلي تأخيته سو короче رودولف كريغر алу короче с кола лусамна немкю короче цун фамилию ас короче сын хаятсак ты ах короче ишт والله سوخا خار نوختي بعد ابا شاس خيتري بيدا تشقبر بولش برات احتلي دوي هوهنس примерно ان سا مرادو فاميلي دادايو سو دادايو مراد دادايو وشاغير وراتو كيتو داتا والله قزاده انيس فاميلي وغواروت مراد تورياتكي تايو شقا вообще турко تبيس قزادو كيس جنبات ولستان بيزا ну короче сахинс ас муинс фамилии воинбург دوس на немецком он ходу Рудольф Бога, Румрайхе Вольфбург, благородный Волкбург, да, искрито, что это? ديك بدك داك да За ногтя, да, короче, да, ну, конечно, у нас есть прокурсун, за хуличу, олечу, هم نشازوش تاتبوش خل هو نختي وي نختي إزي اللي وش خلي إيش بوش كرده أصلا إيش بايديت موت بودا مقلا ويغلق دو غلق دو تتصير شيء إذا لا أحسن ساعة إيش بحر ويهر أكيد شيء كرده أصلا أدري الساعة ما يدوسون كويس عاديز لي ساعة ما يدوس مرة خلات حدوشن وإستوري خلات دوشن أبركش بالخينة دوق نوختي أبركش باللعبان بولش فاميلي شخيتين إنزلي نوختي ناخبو ساي فاميلي هنسو أصحابو خلويو شير فاميلي أما ديشيشا أبرك خلوشا تانا بلغ داتا أويتشي إشتا سويت عيدلوشي بريبونشي أشخلقتا قيدنش إبرك خلوه إيش دوق نوختيشا شي دي فاميلي عدا يتين دي فاميلي حياة دوق ميتك شو نوختي شو إذا مديكدر إزي بيتغل شيء صار توان تمش بولشيناش وين ما خقرة تعت مسكولا دعبان شارع خيه شارع تعق ورقي نوختي تأيوش
تسيرش مخلنا ح تسيرش خيسني رماني وني هذا قيد نجيبوش تسيرش خيسن متى Dirgey boşluş. أسيبو كوندون أنشا إذا يخيسرم هيلي وش حتى إيه بقي وتسيه عليه وش خير كان حبيت عمدا سامو بوش دات أول شو تسيه راح قازلة تسيه راح عليه وش قي عادين خويش وات إيه صناعية ريحة в любом случае ламас дяш وش حيقوم من بيدي ناعو ولا حيقوط دلوش دلاحة ديكني قوح يقاسوش دلاحة تانا هم بعض دي سلاسون جرمانيا عاش دخوة يجري بوز فرنسا بوز تاقسويقنا وستو سوازي وال تو باخد ايلا باشلام اش شين دخنا بوز قزار ويجري ديك كبياك يوقش بيش بوتسارخ شا ايلر باخ ايلا حقي ايلن ياخش نشتايس كوش شلو كروتشي هور دينا كازينو شو بيوقش بوباخ هور دينا كازينو شو حاب 2-3 тысячи, 5 тысяч евро халқуш наости ши буба. Ша бадела ма. Ша ихум шлило что шу. Ну штабан халқиро дабан боч втедуш ма Франция. Ша бадела башла ихум шлило шул иштвай история хума лучше вариш сон годиаш лучше цони атиш та 50-100 евро. ديك أحقيمة دي ألا تعاون دياش باتباخ يغنيا ياخ تعبانت شو بيوش كز دقش كازينو بيوش حلقوش دقش كازينو بيوش حلقوش إيش بول باللي إيش بول то есть دوك بريميرش غو بريمير شري أز غو بو كدونا حونا حينا حيقومن فايدين هم ده حدلوش ولا حونا تخي باع لبو هم دينا بيد حيقومن أصلا بلور بوش ولا يقيد ببيس تانيش دينا حمورا دوش ده مراد وش تعال كمان خل اتعرو بيسات تقرو بيسات لي عاش وغزال غليش والعري يغول عدر يا تهنا هلال المراد ولا قيد ولا تخيتن شوت اي بي يا حق يا حينوت شي قومن بيدنا وشيس مسلا لورسا اوش قيتيلا يا امت اوش قيتيل تعديك غوت انس ديلا مراد اشتا دديش حقوق در ويقدلو دريتيش اش حيقدلا حقوق ياش حنا много وجه بيدنا قومن чем ты будешь хохоквал можей на хайне герцона сучи вообще баса асана ва мала вроде бы ночи ва я войне ва разница я ва та урксан ли чула лучше قوم пойден хадр воладу то де лишь пеш куртар хбу или видения сёгинс аса чукаснер масла хаюч ким хакш ой пилот я командир пилота кемант я пилот я кнопчу я сюда воров до конца летера сюда айер короче дена хаху штани кемант я лишь порив и чукасно нас дела дик до ой гражданский авиация юка ижри хилч так и чукасно нас до Владивостоке единственный ладуа хартуан бьёч больше оно твоим бьёч больше хай дукана ясон единственный командир вертолетной дивизии Холцерцасон Эцуал самый лучший летчик вертолетный, полностью Караёш, ночи Кантвелла, чертовой Петропавловки. Запрос невозможен, Башлам. Я тебя в личку не могу написать, там закрыто, бах. Как закрыто? Кил сую алин шуца, кил сую. Кил замёрзла. Килс бахсу, килс. Кил блин, чабо, кил бяц давер. Мурат, им так килс бах, Мурат, это какая-то церковь бахсу. Хатуау яги, церковь яц. Сунай лорс. Очень страниц дагъулин хулила датсон арз страниц хайли лём. Вот я зашел. Ахар худер лорс вац? Ага, вот. Ларс маралу. Ахар худер. Ару Билалу. Билал, закрытый яцон. Ногче дешь, стагажун килс. Подписаться дием, Билал, подписаться дием. Питерсон. Ну, это тот я. Йоко, за движение шуку. Билал, а подписаться дием ключане. Са хуериза открытый доступ он. Хара башлам лайфа и он ши открытый доступ он шина. Lars Vatso. Закрытый яцон. Ларс умеет, Билал, Питерса Билал. Дела, машала, хаз гейтсон, да, ишта қиетан болушы. Основном цацвол нахенс мухла, инса любой му инс эс му воспринимать. Со
خذ نوختيش المسؤولية تاع переводе قيد حبوغي دقة تاع ميسك بيقرش ما بيقوس حباخين سو примерно مو ايدون صحتنا 100-200 евро да хлопцу газ болг бич паргатуй ахвахина чесаме переводчица аз ол любочун дела аз он переводчик класс и перевод это у нас он вахин и да вариант я халк я хитерсон дуй аз судворин халк сан саган дукканёй расуй Hinца я могу на общую, как бы, дуй, на массу, интернет умацуман или седуко холадуй. Хум до желания стагвать, хум лилошу, куза духа бунс, молодежь, в основном, да, фирмы Шхайлин, Кузханов, да, цан поддержки, свой интерес, потому что царь духа он продвигает. Билал, ас подписаться динаун, он ас дая зурьон, ас он гя зурьон, ас подписаться динаун. Проекция язла. Хадиса, Мурат. Ишь, humana, قيت شناخل تقيت شناخلينس سو примерно охчухим цацлочу язо хоне адин кро он шейт нашлати жин шлати со алхамдулилlah бусуб сагу Аллах тиешау ас салам здесь охчу айлар хумнаш я это не воспринимаю потому что здание ёла 1886 года Аза мадар дич Мурат соборди цучу хад аитин церковь чуавац цучу даже если хадамитик бацах если он келарвош вала церковь чуа и дамик что бошш хавтары тажда худуца хаспальни чуа худуца хайлу чда хватин хот икронен тевзин ламаз дяш вац хайқил би хафатин дейл де халамаз нет дук иншаллах хасама гатиан бизам не асам Диото, бела, саунсон, что топливо, понятие отсутствие. Да, и что это, и кия чуакл, кия чуакл, я уже давно, и дита дитин, хинс даже соинц и партия, ступительно, из-за типа бусулбнахан против алхиечнабу, царь убога, шенца, Hins way noch чухадук is элементарно, да, тих соу, динан ол, движение шо, лума цадиес какан, да, акарбо хадин. Das noch партия олсона. Делдо, я идоцек, да, скинс. Ас ол любой чунга, да, лучше достойного врага, чем подлого друга. Кито, хоршу. Бала, да, вейнца. Вейнца, они, киетче бор, со noch чуй какан, да, со милу худу хадуй. Солчик ха борens политикш as in царстве Гергер Лулиел дот царь Моссар, короче, дикрич букош войда, мы не можем понять борens еще ночи арбошах теребл хундлил шо ок акарсу да типа шо кинаш мабуш типа уж белый народ бош да тиста что расизм хаится бохош ну это имеется в виду. Нет, аза Мурат суд яха сам элду وی قیتم خیلی بیش مو بان انچه نمیش ها نخچی بوی خوش ها بسو بوی خوش تو پارتی یوک حیاتی Делайте. قیستی ای پارتی نخچیشن دو حالی الله یه بسو دینن دو حالی الله تر ها حیو سروری سیوکه Дела, иш лартебат шааются или чуюковону, соларту. Вот судер мабаяс. قيد مراد объяснять да цевишон асрагбах объяснять да урва че цевузва че хинца as umалти чума вятня хаузва шум элла инс масла бах асал умалт ахудо акол yok مرجل قيتم بولدر شي زابر قيت خاشي شي وشتن زعني بياشا ولدره خاطر قالو هنس مسلا يلا العطينا زابر يخوشي في إيمان خلت تثبش على هونيادي سو بو خو الغاتشو هونيادي هرين وزين او سندير هميلو دوركن ابيسنيت يسي دورك واتسي هينس هاي بولوجين تاع حول شميتيها يلا السن بيدبل بوحك ان شاء الله نية الله قشوق نية تاس قز اقل مقتدا ان شاء الله دوغو لقوا مراد هونا ديريز خيل شو دا دوغ دا دو الله ريز هونا طول باشلام وين ديك دا لا تندير لامز دديشتو لامز دوغ زا دديشت اخا وين بطلق بيستا مراد هونا لورسنا شيند خط يشا يا افيرينر وسنه الخيطه شو ديريتشو مو يازو معاه انستغرام связи дёрчане да вой гошо хиетер дук на хаз хиетер
Аллах Ецун, Вайтан, дух вопрос истории обсудить сюда, однако одновременно истории, и силой генетики, и силой шурмасан дерес, хил шуда, дукада, да, мог шмяшил, да, умар. Воша, мол, уже камер, я тут, восьмя, да, багази, да, мада, ассаламу алейкум. Давай, то было же, салам алейкум. ويقردوا إن شاء الله. أحمد.